Миры Артема Каменистого. Стикс. Ирен Рудкевич. Адская сотня Стикса. Книга первая. Глава первая. «Где я?» Голова гудела, словно колокол. Дико хотелось пить. Мысли рассыпались. Сознание яростно сопротивлялось пробуждению и пыталось свалиться обратно в темноту. «Где мои парни?» Последнее, что он помнил – жестокий бой в предместье столицы непризнанного большей частью мира африканского государства. Треск автоматных выстрелов, хлопки вылетающих из раструбов РГД и РПГ снарядов, грохот танковых пушек, стрекот пулеметных очередей, валяющиеся повсюду обезображенные трупы, запахи пыли, пороха, крови, разлагающейся плоти и человеческих экскрементов, давно уже ассоциирующиеся со смертью и в то же время привычные настолько, что он давно перестал обращать на них внимание. Террористы, захватившие одну из крепостей рядом со столицей, сопротивлялись яростно. Их поддерживал американский военный контингент, присланный сюда не допустить восстания народа, желающего независимости от дядюшки Сэма. Но псы войны, которым страстно желающие обрести независимость чернокожие заплатили немалую сумму за услуги, тоже были не лыком шиты. Отличная подготовка, великолепное своевременное обеспечение боеприпасами, слаженность, выучка и идейность делали их практически непобедимыми. Их боялись во всем цивилизованном мире, и они с радостью поддерживали этот страх, приходя в самые горячие точки и в очередной раз доказывая собственное превосходство над всеми другими регулярными армиями и частными военными компаниями мира. Но в этот раз они столкнулись с тем, чему так и не смогли подобрать название. «Меня зовут Андрей, позывной «Батя», – заставил себя вспомнить он и принялся мирным речитативом проговаривать про себя каждое воспоминание. «Я боец частной военной компании «Адская сотня», служу уже 1,5 десятка лет. Меня и мой взвод в количестве 20 человек отправили в Африку, чтобы поддержать местный переворот и помочь людям обрести независимость. Мы отбили от террористов крепость, освободили заложников, заставили отступить америкосов. Объединились с местными бойцами, перегруппировались. Утром отступившие америкосы попытались отбить крепость обратно, но взять нас врасплох им не удалось. Был бой, мы почти победили. Нам оставалось только дожать янки. А потом появился этот туман. Еще чем-то кислым звоняло. Может, амеры химоружие применили? С них станется. А потом... То, что случилось потом, в голове у Андрея Бати не укладывалось никак, даже несмотря на многолетний боевой опыт. «Зомби. Все стали превращаться в зомби. Точно химию распылили с самки собаки, мля. Даже своих не пожалели, лишь бы нас убрать. Устроили говнюки локальный зомби-апокалипсис». Батя, как и все, временами смотрел всякие блокбастеры вроде «Войны миров X» или «Приюта зла». И даже считал, что рано или поздно наука сумеет воплотить кошмарную фантазию в реальность. Но он и предположить не мог, что это произойдет так скоро. Воняющий кислым туман продержался в воздухе едва ли полчаса, за которые батины бойцы успели еще раз перегруппироваться и сменить позиции. То же самое сделали и амеры. Все-таки они тоже были не такие дураки, как их принято показывать по телеку. Бой на время стих, а когда распогодилось, вспыхнул с новой силой. Батя и его бойцы не зря носили на руках нашивку со стилизованными изображениями поднимающегося в небо демона, вооруженного волнистым мечом. В течение нескольких минут они сумели перехватить инициативу, пошли в атаку, давя растерявшегося от неожиданности противника огнем. Их поддержали местные ополченцы. Победа была близка. Линия соприкосновения отодвигалась все дальше от крепости. И в тот момент, когда батя готов уже был отдать приказ окончательно додавить амеров, один из его бойцов вдруг заурчал, выронил из рук автомат и скрюченными пальцами вцепился в горло своего напарника. «Синица, ты охренел, что ли?» – заорал тот. «Ты чё, своих с чужими попутал?» Поехавший кукухой боец никак не отреагировал на возмущение. Его, разумеется, оттащили, скрутили, вкололи седативное, но он оказался лишь первым. А потом начался настоящий ад. Прямо на глазах бати его люди один за другим стали превращаться в кровавых чудовищ, пожирающих чужую плоть. Победоносная атака захлебнулась, но амерам, судя по доносившимся с их позиций отчаянным крикам и хаотической стрельбе, тоже было не до противников. Батя умудрился словить шальную пулю в грудину, да так неудачно, что ему пришлось сразу же колоть себе кровоостанавливающее. Кое-как наложив гемостатическую губку и наложив поверх клеевую повязку, комвзвода попытался организовать оборону с несколькими оставшимися в здравом уме бойцами.
Стрелять своих парням было психологически тяжело, но они справлялись. До тех пор, пока не появились другие твари. Уродливые, огромные и намного более голодные, чем те, в которых превратились батины бойцы. Одну такую тварь, ростом метров под 6, удалось завалить из танка. 2 поменьше расстреляли из РПГ едва ли не в упор, потеряв при этом сразу 5 бойцов. А потом батя оказался лицом к лицу с чудовищем, пусть и не таким огромным, как то первое, но уродливым до такой степени, что даже его, много чего повидавшего в своей жизни командира взвода, бросило в холодный пот от ужаса. 3-метрового роста монстр с головой, похожий на слегка смятую с одного бока морскую ракушку, невероятно быстро оказался рядом, взмахнул своими неприлично длинными когтистыми лапищами, и батя отлетел в сторону так, словно был не мужиком с весьма приличной мышечной массой, а невесомым подростком. Из распоротой бочины хлестнула кровь. Перед глазами поплыли черные круги. Уцелевшие бойцы закрыли его собой, оттащили в сторону, вкололи стимулятор, но состояние он не улучшил. Батя, и без того державшийся из последних сил, поплыл от резкой кровопотери. «Саур, в танк его давай! Пусть Сева валят нахер отсюда! Все равно у него для пушки ничего больше не осталось!» Батя хотел было запротестовать. Он никогда не допускал даже мысли, чтобы бросить своих бойцов, а самому выйти из боя. Но вместо слов с губ сорвался только невнятный стон. «Саур, не тупи!» Батю подхватили подмышки, поволокли к танку, кое-как загрузили через внутренний башенный люк. «Сева, гони!» «Куда?» «На аэродром, мать твою, куда еще? Батя срочно врач нужен, долго не протянет. Ну и доложи заодно о хренотени, которая тут творится, а то связь накрылась. Пусть или подмогу пришлют, или покроют чем помощнее к такой-то матери». «А ты, остальные?» «Гони, сказал, мы прикроем!» Резко оборвал Саур. Сева, водитель-механик, уловив тон, которым это было сказано, покосился на батю и больше спорить не стал. «Удачи!» Хлопнул, закрывая люк. Танк взревел двигателем, заскрежетал траками, завибрировал всем корпусом, разворачиваясь. Боевая машина не была предназначена для скоростной гонки по пересеченке, но аэродром, откуда взвод бати совершил марш-бросок к крепости местных, находился от силы километрах в 30 отсюда. Так себе расстояние для танка. Едва удерживаясь в сознании, батя дрожащей рукой потянулся к висящей на поясе личной аптечке. На ощупь вытащил еще один шприц-тюбик стимулятора, воткнул в бедро. Дождался, пока сознание хоть немного прояснится, попытался сесть, и тут же приложился головой обо что-то твердое. Сначала решил, что сам не удержал равновесия, но лишь спустя несколько долгих секунд сообразил, что танк просто наехал на какое-то препятствие и остановился. «Сева!» – слабо прохрипел батя. «Что за...» Услышал в ответ тихое горловое урчание и похолодел. Только этого не хватало. «Сева!» – чуть громче повторил комвзвода. «Сева, очнись, мать твою, за ногу! Борись, солдат!» Но механик-водитель больше не был бойцом батиного взвода. Да и человеком в полном смысле этого слова тоже. Батя из последних сил попытался сфокусировать взгляд на Севе, но увидел лишь смутную тень, ползущую к нему на четвереньках. Потянулся к ножу, закрепленному в чехле на голени, и с ужасом осознал, что умудрился его где-то потерять. Тварь, только что еще бывшая водителем-механиком, урча, навалилась на батю, потянулась скрюченными пальцами к шее. Командир, матерясь на всех 3 известных ему языках, оттолкнул бывшего механика коленом. Но на этом силы закончились. Изорванный бок рвануло нестерпимой болью. Едва удерживаясь в сознании, батя приготовился умереть. Но тут нестерпимо мерзко заскрежетал металл танковой брони. Верхняя часть танка вместе с башней отошла в сторону, а в проеме дыры, проделать которую без применения спецтехники или крупнокалиберного бронебойного снаряда было попросту невозможно, показалась харя, вроде той, чьего обладателя они завалили как раз из этого танка. В урчании Севы послышались испуганные нотки. Он, забыв про обессиленного батю, попытался отползти в сторону. Но когтистая лапа, покрытая пластинами, очень похожими на костяную броню, сгробастала его в кулак и вытянула наружу. Сева заурчал громче, засучил ногами, исчез в дыре и... внезапно замолчал. Батя, воспользовавшись моментом, отполз в сторону, вжался в угол между бортом и сиденьем наводчика, а на то место, где он только что лежал, со смачным шлепком упал окровавленный обрубок человеческой руки. «Урую!» – зло подумал батя, шаря руками вокруг себя в поисках хоть чего-нибудь похожего на оружие. Он понятия не имел, как собирается урывать ту махину,
что только что убила Севу, но твердо намеревался хотя бы попытаться выполнить угрозу и отомстить за своего пацана, пусть даже и потерявшего разум. В проломе вновь показалась харя монструозной твари. Но тут откуда-то ударил пулемет, отвлекая чудовище от танка. И его, судя по всему, крайне вкусного содержимого. Тварь недовольно заурчала, и батя уже было решил, что сейчас она уберется. И даже успел подумать, что лучше бы она продолжила выковыривать его из танка, не обращая внимания на пытающихся прикрыть собственного командира бойцов. Как снова ударился головой, на этот раз об сиденье, потом об стену, и еще обо что-то, то ли пол, то ли потолок. Танк, словно мяч, подброшенный уродливыми, невероятно сильными лапами, взлетел в воздух, несколько раз перевернулся и рухнул на землю кверху траками. На этом бой был завершен, по крайней мере для отключившегося от многочисленных контузий бати. В себя он пришел в пыльной канаве, метрах в 30 от искореженного танка. Видимо, вывалился во время полета через дыру, проделанную той тварью. Вокруг было тихо, не слышалось ни выстрелов, ни криков, ни урчания. «Сколько же я был в отключке?» Точного ответа на этот вопрос у бати не было. Но судя по тому, что бой стих, можно было предположить, что достаточно долго. Почему я до сих пор живой? Грудь и разорванный бок давно покрылись коростой засохшей крови. А если точнее, то ею был покрыт весь торс вместе с рваной футболкой цвета хаки и камуфляжной курткой. Батя не обольщался. Раны были настолько серьезные, что без медицинской помощи его шансы стремились к нулю. А если добавить к этому удары головой, то этих шансов, не оставалось совсем. Однако он каким-то образом выжил. Чувствовал себя, правда, ожидаемо отвратно, едва держался на ногах. А многострадальная голова гудела так, что на этом фоне даже рана в боку казалась ничего не значащей царапиной. Пошатываясь и каждые несколько минут присаживаясь отдохнуть, то на усыпанную гильзами землю, то на обломки пришедшей в негодность техники, батя обошел поле боя. Ясности, откуда взялись те твари, так и не появилось. Зато стало понятно, что случилось с его бойцами. По всему полю боя валялись обглоданные человеческие кости. По большей части растащенные, но кое-где обнаружились и целые скелеты. Вот по ним-то батя и попытался хотя бы приблизительно восстановить хронологию событий. Итак, твари пришли практически сразу после того тумана. Конкретного врага у них не было. Нападали они на всех. Это батя понял по обрывкам камуфляжа и частично уцелевшим нашивкам с позывными. Местных ополченцев, а также их жен и спрятавшихся внутри крепости детей, твари тоже не пожалели. Но самым мерзким было то, что твари не просто убивали. Они, судя по следам зубов на костях, жрали своих жертв, причем живьем. Иными словами, вели себя как образцовые зомби из фильмов, хоть и выглядели совсем иначе. Эта мысль натолкнула батю на еще одну. Тот туман с кислым запахом. После него некоторые бойцы тоже стали вести себя как зомби, хоть внешне и не поменялись. Могло это быть первой стадией преобразования в тварей? В науке батя был не силен, так что для себя решил, что все возможно. Но тогда вставал другой вопрос. Где твари, часть из которых оказалась весьма немаленького размера, прятались до этого? Ведь современные спутниковые системы слежения позволяют просматривать местность в режиме реального времени с потрясающей детализацией. Или, может, просто развитие из только-только заразившегося человека в монстра происходит чрезвычайно быстро? Нет, это как раз вряд ли. Из маленькой улитки не вылепить огромного слона, не добавив ей несколько тонн белка. Так же и с людьми. Какой бы там ни был процесс, но даже на то, чтобы эту массу белка усвоить, потребуется огромное количество времени, не говоря уж о процессе самого роста, то есть преобразования питательного вещества в мышечную массу. Голова, и без того соображавшая очень туго, от напряженного мыслительного процесса разболелась так, что стало совсем невмоготу. Батя посидел какое-то время, стараясь вообще ни о чем не думать, а потом, собравшись силами, встал и поковылял в сторону твари, которую в самом начале боя удалось вальнуть танковым снарядом. Туша оказалась действительно огромной, около 5 метров в высоту, вся покрытая пластинами, напоминающими броню. Лапы когтистые, голова рогатая. На затылке какой-то прикрытый все теми же пластинами нарост. Жаль морду не разглядеть. Тварь при падении уткнулась ею в землю так, что буквально закопалась на полметра. Впрочем, и так понятно, что черты личика окажутся далеки от миловидности, так что и черт с ним. Ощутив, как накатывается очередная волна слабости и головной боли, батя снова был вынужден присесть. Вдобавок,
К и без того паршивому состоянию появилась жажда. Видимо, вследствие кровопотери наступило обезвоживание. Вода. Ему срочно нужна вода. Если не компенсировать потерю влаги, то довольно скоро наступит помутнение сознания, а потом снижение всех остальных функций организма. Итак, ввиду ран, а также физической и моральной усталости, работающего на пределе. Где взять воду, батя благо знал. Местность была засушливой, так что внутри крепости всегда хранился запас. Надо только туда добраться. Надо. Закрыв глаза, батя начал заваливаться на бок. Хорошо, что он сидел прямо на земле. Падение вышло почти безопасным. От удара об землю снова взвыл раненый бок. Голова взорвалась канонадой сразу пары десятков танковых пушек. Вытерпеть это оказалось бате не под силу, и он снова отключился. В себя пришел уже в сумерках. Некоторое время лежал неподвижно, словно вспоминая, кто он и где находится. Потом прислушивался, справедливо опасаясь возвращения тех тварей или появления других опасностей. И лишь после этого рискнул открыть глаза и попытался сесть. Вышло не с первой попытки. Самочувствие ухудшилось до предела. Жажда мучила так, что батя уже слышался звон разбивающегося обо что-то твердое капель воды. Умом он понимал, начались галлюцинации, а значит, вода нужна уже просто срочно. Еще не помешает аптечка. Там есть стимуляторы, анальгетики, антисептики, перевязочный материал, моток хирургических ниток и изогнутая стерильная игла. Надеяться на помощь, похоже, не стоит. Если никто не явился за то время, что он провел тут, то уже и не явится. Придется выживать самостоятельно. Глюки наступали. Батя помнил, где находится, но перед глазами почему-то вставала совсем другая картина. Пригретый солнцем оазис с пальмами и зеркально поблескивающей гладью голубого прозрачного озерца, заключенный между барханами. Зрелище оказалось настолько притягательным, что критическое мышление отключилось моментально. Не отдавая себе отчета, батя пополз к озерцу, пальцами загребая горячий песок. Ухватился за ближайшую пальму, подтянулся, кое-как дополз до озера и с размаху опустил лицо в манящую прохладой влагу. Хрустнул, ломаясь, хрящ в носу. Из ноздрей хлестнула кровь. «Да твою ж налево!» – прохрипел батя. «Уродство!» Уже рукой потянулся к воде и обнаружил под пальцами твердый бугристый лед. «Вот же подстава! Чем его пробить?» Зашарил по песку вокруг, сам не зная, на что надеяться, и вдруг почувствовал острую боль в пальцах правой руки. Аккуратно сжал и вытащил нож. Простой армейский нож, с сильно изобренным лезвием и треснувшей рукояткой с эмблемой сотни. Обрадовавшись находке, перехватил нож поудобнее и, замахнувшись, принялся разбивать лед. Тот не поддавался. Скользил, иногда почему-то пружинил, но колоться отказывался категорически. Не отдавая себе отчета, что лед ведет себя откровенно странно, батя долбил и долбил его, пока оставались силы. А потом, отчаявшись, просто воткнул лезвие в ту пружинящую часть, навалился сверху всем телом. И лед, наконец, поддался. Отбросив нож, батя руками принялся отламывать внезапно ставшими мягкими и эластичными обломки, расширяя лунку. Кое-как зачерпнул пахнущую грибами воду, глотнул и едва смог сдержать порыв к рвоте, сообразив, что набрал в рот что-то не то. Субстанция не была водой, да и вообще жидкостью тоже. Больше всего она напоминала паутину, прилипшую к щекам изнутри и небу. А еще в ней перекатывался какой-то шарик. Не сумев выплюнуть дрянь, которую из-за галлюцинаций принял за воду, батя открыл рот и принялся выковыривать ее руками. Но он потратил слишком много сил, скрывая то, что показалось ему льдом. В глазах стремительно потемнело, и сознание вновь отключилось. В который уже раз за сегодня. Глава 2. На этот раз батя очнулся не от боли или жажды, а от яркого солнечного света. Ровно секунду нежился в нем, наслаждаясь почти нормальным самочувствием. Потом вспомнил, где находится, резко вскочил, едва не рухнул с 1,5-метровой высоты на высушенную до трещин землю. Оказывается, ночь он провел на спине дохлого рогатого монстра. Как ни странно, провел вполне хорошо. Тело наполнилось силами, головная боль прошла, сознание прояснилось, раненый бок вообще перестал напоминать о себе. Отступила даже жажда,
хотя глотка по-прежнему оставалась сухой, как пески Сахары. Первым делом батя выплюнул остатки той паутины, что была во рту. Долго разглядывал ее, удивляясь янтарному цвету и каким-то уплотнением, похожим на узелки. Вчера в ней вроде бы был еще какой-то гладкий шарик, но то ли он выпал изо рта после того, как комзвода окончательно отключился, то ли был ненароком проглочен, а возможно и вовсе почудился. Колбасило батю вечером жутко, так что возможен любой из вариантов. На всякий случай, ради сохранения собственного психологического спокойствия, комзвода предпочел поверить в глюки. Уж они-то у него вчера точно были. Да и в конце концов, не особо приятно считать, что, будучи в несознанке, он слопал что-то из внутренности твари, которая, судя по всему, питается человечиной. Изучив порядком изжеванную паутину, батя переключил внимание на тварь. Осмотр начал с нароста на ее затылке. Пластины брони закрывали его со всех сторон, и, судя по царапинам, именно их батя вчера безуспешно ковырял ножом. А вот чуть ниже виднелась небольшая щель, из которой торчали лохмотья точно такой же янтарной паутины с вкраплениями чего-то, похожего на узелки, и давишний нож. Хмыкнув, батя вытащил нож и спрыгнул на землю. На это движение бок все-таки среагировал, но далеко не так остро, как должен был. Громким урчанием его поддержал желудок, напомнив, что последний раз наслаждался пищей слишком по его меркам давно. В воздухе уже ощущался легкий душок разложения. Искать его источник не было необходимости. Везде валялись обглоданные человеческие кости. На некоторых из них еще оставались клоки мяса. Поминутно оглядываясь и стараясь не наступать на останки людей, комзвода направился к крепости. Вообще-то огражденное деревянным частоколом скопище низких глинобитных хижин, крытых пальмовыми листьями и завешанными рваными тряпками дверными проемами, правильнее было бы назвать просто туземным поселением. Но местные предпочитали более звучное наименование. Бате вообще-то было глубоко наплевать, кто и что как называет. Но ему надо было найти воду, еду, оружие, боеприпасы и медикаменты. И он точно знал, что искомое имеется именно в этих хижинах. А еще синица связной взвода, в одной из них, приспособленной бойцами сотни, как раз под склад боеприпасов, именно там оставил свою станцию связи. А связь бате была сейчас ой как нужна. ЧВК «Адская сотня» являлась, пожалуй, самой результативной частной армией в мире. Количество бойцов, служивших в ней, держалось в строжайшем секрете. Приказы командирам приходили от так называемых координаторов. Более высокое начальство никто из бойцов не знал и в глаза никогда не встречал. Помимо этого, и сами подразделения ЧВК имели определенную специализацию и крайне редко пересекались друг с другом. Иногда, конечно, возникала необходимость задействовать в одной горячей точке сразу несколько подразделений, но в таком случае их командиры в обязательном порядке ставились в известность и получали все необходимые данные для того, чтобы не принять своих за чужих. У бати таких данных не было. А значит, на помощь свободолюбивым африканцам отправили только его взвод, который в полном составе полег в бою, не успев доложить о внештатной ситуации оставшемуся на аэродроме связному. Исправлять это предстояло чудом оставшемуся в живых комвзвода, потому что потери потерями, проваленная операция проваленной операцией, а доложить о тумане и странных, крайне опасных тварях он, как единственный оставшийся в живых, был просто обязан. Внутри нужной хижины царил полумрак и приятная прохлада. Батя постоял некоторое время, давая глазам привыкнуть к полумраку. Окон тут не было, и свет проникал только сквозь прорехи в тряпке, закрывающей вход. Но даже не различая пока деталей, комвзвода уже понимал, тут побывали до него. Цинки с патронами и ящики с прочими припасами, раньше аккуратно расставленные вдоль стен, теперь были вскрыты, смяты, словно какие-нибудь картонные коробки, и валялись посреди хижины вперемешку с изувеченными запасными стволами штурмовых автоматов и винтовок. Причем было хорошо заметно, что оружие выводилось из строя намеренно, а не случайно. И сделали это явно не люди, а те твари. Почему батя так и решил? Да потому что людям, во-первых, было не свойственно ломать то, что могло пригодиться в хозяйстве. И особенно это касалось местных аборигенов, возжелавших независимости от мирового гегемона. А во-вторых, они просто физически не смогли бы такое провернуть. Так что нет, погром точно устроили не они, а чертовы твари. Это ж какая титьё налево должна быть силища, чтобы так и скорочить цинки завязать в грёбаные узлы стволы автоматов. Нет, крупные твари и танк словно игрушку способны по запчастям разобрать. Уж это-то батя своими глазами успел увидеть.
Но тут явно похозяйничал кто-то с габаритами, не особо превышающими обычные человеческие. Стационарную рацию батя нашел в дальнем углу и сразу понял, что воспользоваться ею уже не сможет. Корпус был разломан, электроника вырвана с корнем. Зато каким-то чудом уцелел спутниковый телефон, предназначенный исключительно для экстренных ситуаций и звонков напрямую в штаб, прямому координатору подразделения, к которому относился и батин взвод. Но обрадоваться командир не смог. Телефон после включения уверенно продемонстрировал отсутствие какой-либо связи со спутниками. Вздохнув, батя смирился с тем, что ему все-таки придется в одиночку, раненому и, похоже, без оружия, тащиться 30 километров до аэродрома по жаре, чтобы доложить о ситуации. При его подготовке задача не такая уж и сложная, но, во-первых, не надо забывать о тварях, которые могут вернуться в любую минуту и выловить его где-нибудь по пути. А во-вторых, с учетом ран к такому марш-броску следовало серьезно подготовиться. Отбор в адскую сотню был жесткий, но для счастливчиков, получивших в итоге подтверждение о приеме, сразу наступали суровые будни. Обучение, переобучение, муштра и строжайшая дисциплина – вот что ожидало их в первую очередь. Опытные бойцы, словно шкалеры, снова садились за парту. Тактика и стратегия ведения боя, взаимодействие друг с другом, психологическая и физическая подготовка – вот то немногое, что им максимально быстро и жестко вдалбливали в головы в течение первого полугода службы в сотне. Затем следовал экзамен. И только после этого новичков направляли по подходящим им местам службы, где-то доукомплектовывая подразделения, потерявшие часть бойцов, а где-то формируя новые. Дальнейшая служба тоже не была простой, чего только батя не навидался на ней. Тут были и ужасы бесконечных войн по всему земному шару и потери боевых товарищей, зачастую настолько жестокие и тяжелые, что психика неподготовленного человека быстро дала бы течь, и задачи, которые все, кроме бойцов сотни, считали невыполнимыми. Так что нынешняя ситуация была для комвзвода почти что ординарной, если не брать в расчет туман, после которого люди стали превращаться в зомби и кошмарных тварей. Кое-как отыскав несколько целых сухпайков и аптечку, батя стал готовиться к марш-броску. Первым делом поел, чтобы набраться сил. Аппетит был просто зверский. Потом сходил в другую хижину за водой и, притащив 2 5-литровые баклажки и ободранное прямоугольное зеркало, приступил к обработке ран. Нос хоть и хрустнул вчера, похоже, все-таки не был сломан и даже не опух, так что о нем батя тут же перестал беспокоиться. Грудина, как ни странно, тоже не болела, несмотря на то, что пуля вроде как все еще оставалась внутри. А вот рана на боку, хоть и довольно слабо напоминала о себе, все равно требовала немедленного вмешательства. Мало ли, какая грязь и зараза могли оказаться на когтях того монстра. Размочив водой присохшую вместе с кровью футболку, командир, чертыхаясь и матерясь, стянул ее с себя. Обтерся, стирая с торса пыль и грязь. Вколол себя обезболивающее. Подготовил антисептик и хирургическую иглу. Установил зеркало так, чтобы хорошо видеть рану. И долго смотрел на собственное отражение, не веря глазам. Там, где должно было быть входное отверстие от пули, красовалась плотная корочка, вокруг которой не было даже воспаления от инородного тела и кусочков ткани, наверняка оказавшихся в ране. Разодранный бок тоже не соответствовал тому, как должен был выглядеть спустя сутки. Батя вчера ведь чуть копыта не отбросил от кровопотери, подозревал, что вообще до сегодняшнего дня не доживет. Да и дожив, готовился увидеть вполне соответствующую вчерашнему самочувствию картину: оголенные ребра, рваные мышцы и сосуды, все еще сочащиеся кровью. Кровотечение благополучно прекратилось. Края разорванной кожи уже успели перерасти к мясу. Мышцы еще виднелись, но вот были они, вопреки ожиданиям, целые, а не разорванные, и тоже успели частично обрасти коростой. Что за чертовщина идти ее за ногу? Так рана должна была выглядеть примерно через неделю активного лечения в госпитале, но уж точно не спустя всего сутки после ее появления. А может, неделю он и провалялся на спине той твари? Батя хмыкнул. Неделя, как же! Да за неделю туша твари уже давно бы завонялась на жаре, что он бы от одного только запаха тухлятины копыта отбросил. Но другого логичного объяснения столь быстрому заживлению не было. Хотя, если подумать, то, может, дело в той янтарной паутине, которой комвзвода наглотался под галлюцинациями. Проверить гипотезу возможности не было, так что батя по здравом размышлении просто забил болт на нее и все-таки занялся ранами. Пытаться вытащить пулю не стал. Еще чего, в антисанитарных условиях расковырять уже наросшую корку. Зашивать также оказалось нечего.
Но антисептик, заживляющая мазь и стерильная повязка лишними командиру не показались. Да и кто в здравом уме стал бы ими брезговать в жарком и душном африканском климате? Закончив перевязку и проглотив пару таблеток антибиотика, батя осторожно натянул на себя рваную футболку цвета хаки, накинул камуфляжную куртку, распихал по карманам сухпайки, медикаменты, запас бинтов. Найденную в дальнем углу пузатую фляжку наполнил водой из бутыли, повесил на ремень, не забыл и о телефоне, ведь рано или поздно сигнал от спутников должен появиться. Гораздо сложнее оказалось отыскать хоть какое-нибудь оружие. Нож, подобранный батей, находился в таком состоянии, что его безопаснее было просто выбросить. А с автоматами, винтовками и прочими огнестрелами дело вообще было полнейшей трубой. Все они оказались либо переломаны, либо скручены в причудливые загогулины. Вскоре выяснилась еще одна интересная особенность. Твари ломали исключительно огнестрельное оружие, полностью игнорируя холодное. Это командир взвода, правда, понял чуть позже, когда в другой постройке нашел несколько уцелевших ножей с выгравированной на рукояти эмблемой сотни. Ладно, и на том спасибо. Пристроив один из ножей в пустующие ножны на голени, а второй повесив на пояс, батя вернулся в хижину. Вытряхнул из аптечки все не понадобившиеся ему лекарства и отправился обратно к твари, на туше которой провел ночь. Ему не давала покоя та субстанция, похожая на паутину. Если он прав, именно она помогла ускорить заживление раны, да еще обеспечила отсутствие разного рода инфекций и нагноений, которые в жарком и влажном африканском климате просто обязаны были дать о себе знать, то оставлять ее здесь точно не стоило. Мало ли, вдруг еще пригодится. Забравшись на тушу, уже начавшую слегка пованивать тухлятиной, батя не без брезгливости запустил руку внутрь нароста на затылке твари и принялся выгребать содержимое в чехол от аптечки. Вопреки ожиданиям, начавшееся разложение паутину не затронуло, по крайней мере на вид, да и в легком запахе сырых грибов чувствительный нос бати не уловил ни малейшей нотки гниения. В процессе выгребания паутины из нароста пальцы комзвода вдруг нащупали нечто круглое и гладкое, тут же напомнившее о шарике, который он почувствовал во рту во время галлюцинаций. С некоторым содроганием батя вытащил это нечто и принялся разглядывать. Больше всего предмет походил на жемчужину необычного черного цвета. На ощупь она оказалась холодная, но быстро нагрелась от тепла, державшей ее ладони. Перламутровые переливы завораживали. Появилось настойчивое желание положить псевдожемчужину в рот и проглотить. Но нет, Волевым усилием остановил себя батя. хватит с меня пока чужеродной, мля, органики. Но выбрасывать жемчужину не стал, решив передать ее командованию. Пусть подключат ученых или еще каких-нибудь спецов и изучат, что это за хренотень. Помимо черной жемчужины, среди янтарных нитей с узелками обнаружились еще две, на этот раз красных, и дополнительно еще две разновидности шариков. Одни напоминали по виду серо-зеленые виноградины, вторые были похожи на слегка сморщенные горошины с ноготь мизинца размером. Батя без раздумий сыпал их в чехол от походной аптечки вместе с жемчужинами. Полностью содержимое нароста в чехол не влезло. Покопавшись еще и убедившись, что собрал все возможные разновидности шариков, батя вжикнул молнией, застегивая чехол. Вернулся в хижину, надолго приложился к бутыли с водой. Жажда вновь решила напомнить о себе пересохшим горлом. Присел на дорожку, заодно проверив, все ли взял с собой, и отправился в сторону аэродрома. Пройти бате предстояло порядка 30 километров. Сначала по редкому лесу, состоящему из спутанных лианами раскидистых деревьев, потом по саванне, заросшей чахлыми кустарниками. Затем придется миновать холмистую гряду, за которой расположен совсем уж жалкий по меркам русского человека лесок. За ним пойдут, наконец, обитаемые места. А там уже и до аэродрома будет рукой подать. Батя, несмотря на рану, твердо намеревался большую часть пути миновать по свету и к темноте выйти к одному из окруживших аэродром поселений. Это Африка. Тут живет огромное количество крупных и весьма опасных для слабовооруженного человека хищников. Днем они обычно лениво прячутся в тени или, наоборот, нежатся на солнце. А вот ночь – это всегда время охоты. Нехищники тоже могут представлять из себя ощутимую угрозу, если посчитают, что человек зашел на их территорию. Какая-нибудь антилопа мила и беззащитна только в одиночку. Если же нарваться на стадо, да еще с детенышами, то могут и на рога поднять, с них станется. Да и тех огромных тварей, за какие-то жалкие полчаса уничтоживших взвод бати, противостоящих ему америкосов и негров-ополченцев, сбрасывать со счетов не стоит. Раз они так внезапно появились возле крепости,
то могут также неожиданно встретиться и по пути. Собственные силы комвзвода все-таки переоценил. Через пару километров он уже почувствовал себя выжатым, как лимон. Солнце жарило, пот лился градом по груди и спине, разъедая раны, колени подкашивались, руки тряслись. Воды во фляге оставалась только половина, да и та стала приторно-теплой и приобрела тухлый привкус. Снова проснулся зверский аппетит. Помимо этого, батю тревожило еще кое-что. До сих пор ему не встретились животные. Ни хищные, ни травоядные. Испугались человека? Исключено. Во время марш-броска вместе со взводом, насчитывавшим целых 20 человек, они присутствовали и не больно-то спешили убраться подальше. Батя видел огромные стаи птиц, стада антилоп, зебр и жирафов, и даже 2 расположившихся на отдых львиных прайда, которые только лениво повернули голову в сторону бойцов, но даже не подумали хотя бы подняться с места. А теперь вокруг только тишина и покой. Кстати, возле крепости животные тоже так и не появились, что странно, ведь сколько халявного мяса там осталось. И ладно бы львы, но уж как минимум такие падальщики, как гиены, точно не могли пропустить подобное пиршество. И все же пропустили. Это обстоятельство заставило батю, во-первых, мотягнуться на самого себя за из рук вон плохую наблюдательность, а во-вторых, сильно насторожиться. Потому что единственный вывод, который он мог сделать из всего этого, животные боятся тех тварей больше, чем огня. И держаться от них предпочитают на очень большом расстоянии, примерно таком, чтобы их невозможно было унюхать. А это, в свою очередь, означало, что, раз животные ушли, то твари все еще где-то поблизости, и, возможно, уже исходят слюной, топая по батиному следу. Пройдя еще примерно километр, комвзвода понял, что ошибся. Животные не ушли. Наверное, они попытались, но не смогли потягаться в скорости с тварями. Наверняка поборолись за свою жизнь, но силы оказались неравны, и их постигла та же участь, что и людей возле крепости. Присев над обнаруженной кочкой костяков, батя жадно допил остатки воды и принялся изучать следы на растрескавшейся от жары земле. Да, твари тут точно побывали, по крайней мере те огромные. Их огромные когтистые лапы продавили землю так, что пробежавшие следом босые человеческие и не только ноги не смогли стереть отпечаток. Но теперь эти твари ушли куда-то на восток, в то время как бате надо было строго на север. Что ж, хоть какое-то облегчение. То, что направление движения комвзвода и тварей не совпадали, не означало, что можно расслабиться. Зато позволяло идти чуть быстрее, не выискивая на каждом шагу потенциальное укрытие. Но батя все равно это делал, просто на всякий случай. Почти до самого вечера он упорно шагал к аэродрому, старательно игнорируя усталость, голод, жажду и вернувшуюся головную боль. Скорость передвижения оказалась сильно ниже, чем он рассчитывал. Так что к закату он только-только добрался до гряды, расположенной всего-то километрах в 7 от крепости. Вскарабкался на вершину длинного пологого холма. И похолодел. Потому что куцого лесочка, который должен был начаться на другой стороне, не было. Да и самой дороги тоже не было. Вместо нее красовался ровный, словно гигантским ножом обрезанный обрыв высотой около 15 метров, а за ним... Батя долго тер глаза и массировал виски, не в силах поверить в то, что видел перед собой, и истово надеясь, что это просто еще одна галлюцинация, вызванная жаждой и, возможно, отравлением той паутиной. Потому что ничем иным он не мог объяснить, откуда посреди африканской саванны, освещенной лучами заходящего солнца, вдруг оказался вполне себе среднерусского вида ПГТ с характерной пятиконечной звездой на торцах двухэтажных кирпичных бараков. Глава 3. На то, чтобы заставить себя хоть немного поверить, что это не очередная галлюцинация, ушло приличное количество времени. Солнце зашло, и все вокруг погрузилось в плотную темноту африканской ночи. Или уже не совсем африканской, а может и вовсе не африканской. А к черту эти бесполезные вопросы. Батя всегда был человеком действия и умел останавливать поток мыслей, когда это было нужно. Вот и сейчас он усилием воли прекратил задаваться вопросами без ответов и решительно отправился искать спуск к ПГТ, чтобы своими руками потрогать бараки и либо убедиться в том, что они реальны, либо найти хоть какие-то странности по аналогии с тем наростом, к
который его воспаленный разум принял за озерцо с живительной влагой. Спуска не было, а прыгать с 12-метровой высоты не хотелось. Побродив вдоль обрыва, батя понял, что иного пути, кроме как повернуть либо на восток, либо на запад и идти до конца гряды, а потом шагать в обратном направлении, нет. Совершать ночью такую прогулку категорически не хочется. Слишком легко нарваться на неприятности. Но ночевать на вершине гряды, где нет ни малейшего намека на укрытие, еще опасней. Вот что он, спрашивается, станет делать, если на него выйдет какой-нибудь зверь или одна из тварей? Прыгать вниз, чтобы переломать ноги и стать легкой добычей? Да хрен там. Зря, что ли, после принятия в состав адской сотни его в течение полугода непрерывно ставили в ситуации, где из двух зол приходилось выбирать не меньшее, а самое практичное. Определенно нет. Так что лучше уж пройтись. Ведь здесь шансов на спасение у него в случае чего не останется, а там в стороне они могут и появиться. Приняв решение, батя повернулся на 90 градусов и зашагал на запад. Почему туда? Да потому что следы твари, которые он видел днем, уходили на восток. Пройдя всего ничего, комзвода понял, что его что-то беспокоит. Замер, прислушиваясь и вглядываясь в темноту. Нет, вроде бы все спокойно. Но откуда тогда это острое, сосущее под ложечкой чувство? Нет, не опасности, а скорее неправильности происходящего. Вот черт его поймет, если честно. Вздохнув, батя поднял глаза к небу и сразу все понял. Снова подкрались подозрения, что он видит очередную галлюцинацию, и на этот раз, уверенно, отмести их не вышло. Потому что как бы ни отличалось небо над африканским континентом от родного, это было не оно. Совсем другие звезды, сияющая полоса над горизонтом, похожая на Млечный Путь, но совершенно точно им не являющаяся. Звезды батя знал хорошо. Увлекался астрономией со школы. Еще до службы в ЧВК прекрасно умел ориентироваться по ночному небу. А когда стал бойцом сотни, попросту взял и выучил все созвездия и места земного шара, над которыми они располагаются. Но на этом небе ни одного знакомого ему созвездия не было, а вдобавок отсутствовала и Луна, при том, что еще вчера было самое что ни на есть полнолуние. Одно из двух. С неуместной самоиронией подумал батя. Или я действительно брежу, или это место не центральный регион Африки, и вообще не Земля. Второе мотиво намного вероятней. Что со всем этим делать, батя понятия не имел, поэтому просто решил следовать намеченному плану и снова двинулся вдоль обрыва. Но буквально через 100 метров остановился. Не потому, что почуял опасность. Нет, просто и с этой стороны гряды обнаружился обрыв, а за ним возвышался город. Обычный современный мегаполис с небоскребами, широкими проспектами и тянущимися вдоль них фонарями. Единственной причиной, почему батя не увидел город издалека, было отсутствие света. Нет, не от звезд, а того, к которому городские жители привыкли настолько, что перестали замечать, искусственного, электрического, манящего то уютным желтым теплом квартир с мягкими диванами, современными огромными телевизорами, горячей водой и безлимитным выходом во всемирную паутину, то прохладной белизной настраивающих на деловой лад офисов. Света в мегаполисе не было от слова совсем. Безжизненно чернели окна небоскребов, сиротливо возвышались над дорогами обесточенные и оттого бесполезные уличные фонари. На самих дорогах просматривались силуэты машин, но и они тонули во мраке ночи. Странно, очень странно. Если бы света не было только в домах, то батя бы первым делом подумал о том, что его, возможно, отключили за какой-нибудь аварии. Но машины, они ведь только от собственных аккумуляторов и залитого в баке бензина зависят. Они-то должны ехать и светить фарами, а не замереть посреди дороги так, словно владельцы разом остановились и покинули свои транспортные средства. А может и покинули? Может, те твари добрались до этого города, и автовладельцы, застрявшие в вечной пробке, решили, что бежать на своих двоих надежнее. Если так, то дела у бати совсем плохи. Твари где-то рядом, а ему кровь из носа надо как-то найти способ безопасно спуститься с гряды и продолжить свой путь к аэродрому. Хотя какой к чертям собачьим аэродром? Ни мегаполиса, ни того ПГТ на пути батиного взвода не было. Они попросту не существовали в этой местности. И из ниоткуда появиться тоже не могли. Глюки, вот как есть, мать их, глюки. Твою ж налево да через колено. Интересно, какую чертову возвышенность его мозг принимает за небоскребы? Во время первого своего боевого задания в сотне батя неожиданно для самого себя получил в личное дело такую интересную отметку, как «умеет находить нестандартные подходы к выполнению боевых задач».
Характеристика была заслуженной. Комзвода действительно умел мыслить не так, как все. А в дополнение к этому был до мозга костей практичен. Вот и сейчас, вместо того, чтобы досадовать из-за донимающих его галлюцинаций, он решил, что чем бы эти небоскребы не были на самом деле, их высотой однозначно стоит воспользоваться. Несколько раз по дороге командир вытаскивал из кармана спутниковый телефон, включал его и пытался поймать сигнал. Но всякий раз вынужден был снова отключать и убирать. Может, если взобраться повыше, удастся поймать хотя бы один спутник и сделать столь важный звонок. Обрыв со стороны города с небоскребами был высотой раза в 2 ниже, чем рядом с ПГТ. Присев у края, батя как смог изучил место, куда ему предстояло приземлиться, и, признав его достаточно ровным, решился на прыжок. Будучи только курсантом адской сотни, он прыгал из большей высоты. Но тогда он был здоров, полон сил и прекрасно себя чувствовал. Сейчас же, вместо того, чтобы просто шагнуть с обрыва, батя предпочел лечь на него и грузно съехать ногами вниз. Приземление вышло относительно нормальным. Едва ноги коснулись твердой поверхности, тело на рефлексах скоординировалось и ушло в перекат, гася инерцию. Бог, конечно, все равно среагировал на это болью, но вполне терпимой, хотя действие анестетика давно закончилось. Голова тоже посчитала нужным продемонстрировать бате свое недовольство, но в общем и целом все прошло как по маслу. Встав и отряхнувшись, батя мысленно выругался, обнаружив, что по неосторожности разодрал куртку на локте, и огляделся. Вроде бы все спокойно. Безжизненный город чернел на фоне лишь чуть более светлого неба и был окутан тишиной. Постояв минут 5, двинулся к небоскребам. Несмотря на то, что постарался ступать как можно тише, под подошвами армейских ботинок едва слышно зашуршал асфальт. Комзвод остановился, обернулся. В принципе, он увидел именно то, что ожидал, но все равно не удержался от крепкого словца. Уж больно неестественно это выглядело. Асфальт заканчивался впритык к обрыву, словно его кто-то обрезал по идеально ровной линии. Точно такое же ощущение обрезанности огромным ножом производил и сам обрыв. Его стена, состоящая из спрессованной сухой земли, была гладкой, разве что не блестела, как зеркало. Вообще складывалось впечатление рукотворности этого странного сочетания. Природа, она ведь прямых линий и резких переходов не любит. Но и человеческой эстетики тут тоже не наблюдалось. Человек, создав линию, обязательно попытался бы ее облагородить. По краю асфальта уложил бы бордюрный камень, по срезу обрыва, возможно, пустил бы растение с длинными висячими ветвями. Так чей же разум так резко соединил два столь непохожих друг на друга куска земли? И главное, как? Ведь эти куски земли, похожие на лоскуты стеганого одеяла, явно относятся к местностям, никогда не находившимся рядом. Размышления ничуть не помешали бате продвигаться вперед к ближайшему небоскребу. Тело работало само по себе, на рефлексах. Настороженные инстинкты тщательно анализировали окружающую обстановку без вмешательства мозга. Но подойдя к дороге с застывшими на ней машинами, командир насторожился. Нет, никакой опасности вроде бы не наблюдалось, но вблизи стало понятно, что автомобили не просто были покинуты своими владельцами. Все они стали участниками массовой аварии. Одни стояли, уткнувшись друг в друга бамперами или зацепившись бортами, другие валялись на боку или на крыше, а третьи и вовсе превратились в невосстановимый хлам. Где-то смятый, а где-то вскрытый наподобие консервных банок. Картина укладывалась в теорию о том, что и тут похозяйничали твари, но с некоторыми дополнениями. Похоже, местные жители сначала пытались все-таки спастись при помощи своих транспортных средств и только потом решили бежать, бросив их, но не смогли. На первый обглоданный костяк батя наткнулся, обойдя уткнувшуюся капотом в отбойник ярко-красную малолитражку с выломанной водительской дверцей и оторванной крышей. Рядом валялась женская сумочка, и на ее лаковом боку виднелись 3 глубокие царапины. Содержимое, однако, никого не заинтересовало. Это батя проверил первым делом. Дальше костяки стали попадаться чаще. Целые, разобранные, растоптанные, обглоданные до бела и с остатками начавшего протухать мяса. Снова появился едва слышимый запах разложения, от которого командир успел отвыкнуть за то время, что шел по саванне и гряде. Уже почти перейдя дорогу, батя уловил едва слышное урчание. Тут же присел, прячась за бортом здоровенного пикапа, и замер. Звук шел из подозрительно целого серебристого седана, припаркованного у входа в ближайший небоскреб. Убедившись, что он не удаляется, но и не приближается, командир сам двинулся на сближение, укрываясь за другими машинами. По мере того, как расстояние сокращалось,
урчание меняло свою тональность. Из жалобного и жалкого оно становилось голодным и требовательным. «Что, человеченки охота?» Продолжая сближение, скалился батя и на ходу вытащил из чехла нож. «Сейчас придет, ты только дождись». Добравшись до машины, откуда доносился звук, командир обошел ее по кругу, заглянул в окно и остолбенел. Да уж, действительно дождалась. За рулем, пристегнутой ремнем безопасности, бесновалась хрупкая миловидная блондинка. Вернее, она была когда-то миловидной, а сейчас лицо ее было искажено злобой. Из прокушенных губ струилась по подбородку кровь, стекая на платье с низким вырезом. В глазах, полностью черных, без малейшего признака белка, не было и проблеска разума, лишь бездумная ярость и голод. Почуяв батя в непосредственной близости, блондинка задергалась, замолотила руками по дверце, рулю и приборной панели. Случайно нажала на сигнал. И тишину огласил протяжный, визгливый и очень громкий звук. «Да ты ж мне так всю конспирацию сейчас к хренам собачьим отправишь, дура!» Возмутился батя и бросился к водительской двери. Рванул на себя, открывая, и едва смог увернуться от удара изящной рукой с покрытыми ярко-красным лаком ногтями. «Вылазь, мля!» К женщинам батя всегда относился со свойственной хорошо воспитанному мужчине бережностью. Старался придерживать перед ними двери, подавал руку, уступал места. Но сейчас ему было не до галантности, да и женщина эту Мегеру язык не поворачивался назвать. Поймав руку блондинки, командир сжал оба ее запястья в своей лопатообразной ладони, одним движением перерезал удерживающий женщину в машине ремень безопасности и выволок ее на улицу. Вложив лицом на асфальт, поудобнее перехватил запястье, прижал коленом между лопаток. «Кто ты? Откуда? Что тут произошло?» Блондинка вместо ответа попыталась извернуться и укусить батю. Она оказалась неожиданно сильной, особенно для ее комплекции. Камвзвода, пребывавший пусть не в лучшей по собственным меркам, но определенно отличной по сравнению с любым гражданским лицом одного с ним пола форме, с трудом удерживал разбушевавшуюся хрупкую бабенку и одновременно пытался сообразить, что ему с ней делать. Блондинка была явно не в себе и очень напоминала бате его бойцов, потерявших разум и возжелавших плоти своих пока еще нормальных сослуживцев. Убивать ее не хотелось, женщина же. И в то же время батя прекрасно осознавал, хоть и не хотел в это верить, что блондинка действительно уже превратилась в зомби, и вряд ли он сможет ей хоть чем-нибудь помочь. А она вполне может осложнить бате и без того ни разу не простую жизнь. А ну как привлечет своим урчанием других, таких же, как она, а то и кого похуже. Стиснув зубы, батя сильнее надавил коленом, отпустил руки женщины, схватил в кулак длинные спутанные волосы и потянул, заставляя ее поднять голову и открыть горло. Приложил к нежной шее нож и, поколебавшись мгновение, провел им по коже. Урчание перешло в бульканье. Подергавшись, блондинка затихла. Но батя предпочел еще немного подождать. И только убедившись, что Мегера мертва, отпустил ее волосы и поднялся. На душе было муторно. Но что ему еще оставалось делать? Совесть совестью, воспитание воспитанием, но война, она диктует свои законы и свою мораль, зачастую неприемлемую в мирной жизни. Уж в этом-то батя уже давно убедился. На войне нет женщин, есть только те, кто с тобой заодно и враги. С первыми надо стоять плечом к плечу, вторых – уничтожать, а милосердие, оно во время боевых действий к реальности практически неприменимо, потому что может стоить жизни не только тому, кто сжалится, но и другим, своим, тем, кто не виноват, что у тебя дрогнуло сердце, и ты из собственной слабости не смог сделать то, что должен. Батя никогда не ставил совесть выше жизни своих бойцов или результата задания, которое было ему поручено. Да, бойцов у него больше не было, но задание, на первый взгляд показавшееся вполне обыденным, преобразовалось в огромную ответственность – найти способ связаться со штабом и предупредить о зомби и тварях. И риск его провалить даже близко не стоял рядом с жизнью одной единственной женщины, которой, наверное, человеком-то уже не была. Заставив себя выбросить из головы ненужное морализаторство, батя продолжил путь. Добрался до крохотного сквера перед входом в небоскреб. Пригнувшись, пробежал его, прижался к стене сбоку от разбитой вращающейся двери. Прислушался и, убедившись, что путь чист, крадучись, двинулся внутрь. На первом этаже небоскреба располагался огромный, отделанный мрамором холл с диванами, низкими столиками, вендинговыми машинами, длинной стойкой для секретарей и турникетами, преграждающими путь к лифтам. Раньше тут наверняка царил образцовый порядок, но теперь его место занял хаос. Диваны были изодраны,
Обрывки обивки оказались разбросаны по всему холлу вместе с обломками журнальных столиков. Вендинговые машины валялись далеко от своих прежних мест, окруженные рассыпавшимися шоколадками, пачками чипсов и бутылками с водой. Лопасти турникетов кто-то большой и сильный попросту вывернул, а некоторые так и просто целиком выломал из пола и бросил рядом. В стойке зиял большой пролом, а металлические двери лифтов украшали длинные глубокие борозды от когтей. Сейчас, однако, твари, устроившие в холле разруху, ушли. Убедившись в этом, батя первым делом направился к разбросанной еде. Почти не пережевывая, съел сразу 3 шоколадных батончика с арахисом, еще 5 штук распихал по карманам на всякий случай. Залпом выпил полулитровую бутылку воды, вторую тоже сунул в карман, а третью перелил во флягу. Жажда вместе с головной болью мучили его все сильнее. Пожалев о том, что не взял с собой анальгетики, батя залпом влил в себя еще одну бутылку и направился к лифтам. Они, разумеется, не работали, так что пришлось искать лестницу. На верхний, 29-й этаж, батя едва дополз. Одежда насквозь промокла от пота. Сердце билось как бешеное. Легкие едва справлялись с нагрузкой. Самочувствие стремительно ухудшалось, возвращаясь ко вчерашнему. Кам взвода не сдавался. Сейчас, еще чуть-чуть усилий, и он, возможно, сможет совершить один так нужный ему звонок по спутниковому телефону. Твари, даже если и вернутся, на такую высоту не залезут, так что после можно будет немного отдохнуть в ожидании помощи. А помощь придет. В этом комзвода был уверен абсолютно. Сотни своих не бросает. Поднявшись на плоскую, крытую рубероидом крышу, батя взял в руки телефон. Но тот снова продемонстрировал полное отсутствие связи со спутниками. Вздохнув, командир принял решение остаться на крыше до утра. А когда взошло солнце, он с ужасом понял только одно – помощи не будет. Глава 4. Вид с крыши открывался такой, что захватывало дух. Только захватывало его вовсе не от красоты видов, а совсем по другой причине. Батя долго стоял на краю и смотрел туда, где должен был быть аэродром. Потом переместился на другой край, постоял там. В общей сложности батя обошел всю крышу раз так 10 или больше, но все равно не смог заставить себя поверить в то, что увидел. Африки больше не было. Вернее, от нее остался небольшой кусок диаметром километров 10 с крепостью, где на батиных бойцов и их противников напали твари. По форме он напоминал шестиугольник с относительно ровными краями. А вокруг него расположились другие шестиугольники. Вот только на африканскую саванну или хотя бы джунгли они ну никак не были похожи. В основном это была плотная городская застройка с небоскребами, вроде того, на крыше которого батя провел ночь. Кое-где ее разбавляли куски районов с обычными жилыми многоэтажками или провинциальных городов с домами не выше 5 этажей. Далеко на востоке имелся край огромного водоема. Объяснений происходящему у бати не было никаких, кроме одного. Он больше не в своем мире, а в каком-то другом. Звучало бредово, но ничего лучше в голову все равно не приходило. Как он сюда попал? Вот тут у командира были кое-какие подозрения. Туман, который он поначалу принял за какое-то американское биологическое оружие. Именно с тумана все и началось. Он превратил батиных бойцов в зомби. Именно после него появились те огромные твари. Видимо, он появился как раз в тот момент, когда кусок Центральной Африки, где и находился батя, переместился в этот мир, с высоты, похожей на одеяло, сшитой из одинаковых по форме, но разных по узору лоскутов. Подтверждением догадки служил тот факт, что километрах так в 20 к северу, неподалеку от того места, где должен был находиться аэродром, но вместо него располагался еще один лоскут с высотками, к небу поднимался столб точно такого же тумана все той же шестиугольной формы. Вскоре он рассеялся, и на его месте появился еще один лоскут с небоскребами. Ну точно, другой мир. И, видимо, портал или что-то такое в него открывается довольно регулярно, засасывая в себя различные куски земли. Надо было еще ночью догадаться, глядя на небо, которое ну никак не могло быть земным. Батя не знал, смеяться ему или плакать. Лишь в бессильной злобе сжимал в ладони спутниковый телефон. В одно мгновение средство связи, превратившееся в бесполезный кусок пластика, начиненный такими же бесполезными микросхемами. Ведь если это другой мир, то вряд ли тут вообще есть хоть один спутник.
Еще один вывод, к которому пришел батя в процессе наблюдения за окрестностями. Мир, в который он попал, меняется постоянно. Туман, рассеявшись над одним из лоскутов, буквально через несколько минут появился над другим. Затем над третьим, четвертым, пятым, девятым, 12-м. Дальше комвзвода считать перестал. И так стало понятно, что в этом месте задерживаться надолго не стоит. Потихоньку деятельная натура брала верх над отчаянием, и разум активно планировал план действий по выживанию. Нет, батя вовсе не смирился с ситуацией, в которой оказался. Но для того, чтобы в ней окончательно разобраться, требовалось выжить. А с учетом изменчивости местности, в первую очередь необходимо было нарисовать карту с расположением всех этих лоскутов и выяснить, есть ли у тумана хоть какое-то расписание. Еще не помешало бы разжиться каким-нибудь транспортным средством, чтобы иметь возможность быстро перемещаться по лоскутам в случае потенциальной опасности. Сказано, сделано. Наскоро перекусив сухпайком и запив его бутылкой воды, батя, чертыхаясь от усилившейся головной боли, побрел по лестнице вниз. Спустившись этажей на 5, нашел открытую дверь и оказался в коридоре с множеством дверей, ведущих в офисы. То, что надо. Из принтера, обнаружившегося в ближайшем помещении, он вытащил стопку чистых листов бумаги. Здесь же разжился скотчем, чтобы скрепить их между собой и сделать большую карту, карандашами и парой шариковых ручек, и занялся поиском часов. Нужны ему были исключительно механические, не зависящие ни от электричества, ни от батареек, и очень желательно наручные. Причем время на таких батю не интересовало в принципе. Он намеревался выставить его сам, приблизительно в соответствии с местными сутками. Поиски часов ни на этом этаже, ни на 3 следующих результата не дали. Зато удалось найти достаточно вместительную женскую сумку яркого зеленого цвета, из которой батя вытряхнул всякую ерунду вроде косметики, кошелька с банковскими картами, расчески и прочих женских мелочей. Вместо этого туда отправилась бумага, канцелярские принадлежности и 2 слегка размягших от дневной жары шоколадки из автомата на 1-м этаже. Надо будет еще набрать, как спущусь. Между делом подумал батя. И воды тоже. Ходить с сумкой в руках тоже было не очень удобно, особенно привычному к рюкзаку бойцу. Помучившись полчаса, командир вспомнил, что некоторые женщины носят сумки на плече, и тоже решил опробовать этот способ. Чудо не произошло. Привычный ему рюкзак ожидаемо удержал пальму первенства как по функциональности, так и по эргономичности. Но даже несмотря на то, что с плеча сумка то и дело пыталась соскользнуть, метод оказался гораздо удобнее, чем продолжать таскать ее в руках. Решив проблему, батя отправился на дальнейшие поиски. Примерно 7 этажей из всех 29 оказались заперты на обычные дверные замки. Остальные, магнитные, были распахнуты настежь. Батя прошелся по всем. Люди, работавшие в офисах на высоких этажах, покидали здание организованно, оставив на рабочих местах образцовый порядок. Но чем ниже батя спускался, тем чаще видел совсем другую картину. Забытые и разбросанные вещи, перевернутые стулья и горшки с цветами, сдвинутые с мест столы, разбитые мониторы. Тут люди уходили в панике и спешке, бросая все, и в этот момент уже превращались в зомби. На эту мысль недвусмысленно наводили разбросанные по помещениям человеческие кости и засохшие следы крови на сером некогда ковролине. Точно такие же следы присутствовали и на лестнице, но в темноте батя их не заметил, а теперь увидел во всех подробностях и смог представить, что именно тут творилось после того, как туман рассеялся. Вряд ли туман имел разные действия в зависимости от высоты. Скорее, по мнению командира, верхние этажи отправились на эвакуацию чуть раньше нижних и еще не успели потечь мозгами. Так что все самое кошмарное произошло именно тут, на этажах до 5-го включительно. На то, чтобы обыскать все 29 этажей, ушел целый день. Так что ночевать батя решил все на той же крыше. Кинул в рот обезболивающую таблетку, найденную в одной из офисных тумбочек, запил водой, заел шоколадкой. Вытащил из сумки бутылку водки, обнаруженную в другой тумбочке, открутил крышку. Следом достал пачку бумажных салфеток и наручные механические часы с треснувшим стеклом, снятые с чьей-то обглоданной руки. Полив салфетку водкой, принялся оттирать с часов присохшую кровь. Надел их на руку, застегнул ремешок, выставил время и вытащил пачку бумаги, скотча и карандаши. На то, чтобы склеить листы между собой, ушло несколько минут, после чего батя разрисовал их примыкающими друг к другу шестиугольниками. Один пометил словом «крепость», другой, расположенный через 2 шестиугольника по диагонали, подписал как «небоскреб». Остальные просто пронумеровал.
Приметные названия можно будет и потом придумать. Дождавшись, когда над одним из лоскутов на импровизированной карте, подписанном цифрой 15, сгустился туман, батя снова взял карандаш и, посмотрев на часы, написал дату и время. Потом повторил действие со следующим окутавшимся туманом лоскутом, с еще одним и еще. До темноты удалось отследить порядка 10 случаев появления тумана, но повторов пока не было. Голова болела уже попросту нестерпимо, до тошноты и потемнения в глазах. Так что батя, опасаясь в таком состоянии совершить ошибку, отложил дальнейшее наблюдение, поглотил еще одну обезболивающую таблетку и решил заняться изучением содержимого чехла для полевой аптечки. Надежды своевременно отдать его каким-нибудь ученым уже не было. Что делать с янтарной паутиной, батя не представлял даже отдаленно, так что просто аккуратно отложил ее в сторону. На чистый лист перед собой выложил все 3 вида шариков, черную жемчужину, 2 красных и по горсти виноградин и горошин. Долго смотрел на них, не зная, что делать дальше. Решился на эксперимент. Открыл еще одну бутылку с водой и взял в руки черную жемчужину. Покрутил в пальцах, бросил в воду и принялся ждать. Спустя полчаса сменил черную жемчужину на красную. Затем вместо нее положил горошину. А еще через полчаса ее поменял на виноградину. Ни один из шариков с водой не прореагировал. Это, в принципе, было ожидаемо. Так что батя не расстроился и решил продолжать изыскание. Но на этот раз в качестве растворителя применил алкоголь. Налил 200 грамм водки в валявшуюся рядом пустую бутылку из-под воды и поочередно повторил свои действия. С жемчужинами и горошиной результат получился в точности такой же. А вот от виноградины водка почти сразу помутнела, а на ее поверхности появились какие-то хлопья. Подумав, батя добавил водки до горлышка, закрутил крышку и оставил свой импровизированный реактив доходить до кондиции. Так, а что с паутиной? Уж ее-то батя успел наесться, и вроде как не траванулся. Более того, именно после нее ему не слабо так полегчало, а заживление раны чудесным образом ускорилось. Может, и сейчас надо ее пожевать, чтобы самочувствие улучшить. Камвзвода никогда не считал себя обрезгливым. Сколько крови, плоти и внутренностей, не считая обычной грязи и содержавшихся в ней гадостей, ему доводилось держать в руках, и в самом что ни на есть буквальном смысле слова. И ничего. А вот мысль о том, чтобы добровольно сожрать эту вот дрянь, ничего кроме отвращения не вызывала. Несмотря даже на то, что дрянь проверенная, и, быть может, даже в чем-то полезная. Поколебавшись, батя все-таки решился. Оторвал нитку, закинул в рот, старательно переживал и прислушался к собственным ощущениям. Нет, лучше ему не стало ни спустя 5, ни спустя 10 минут. Выплюнув нить, командир свернул крышку у еще одной бутылки с водой и старательно прополоскал рот. Снова погрузился в раздумья. Так, кажется, еще он тогда проглотил какой-то шарик. Или не проглотил. Может, тот просто растворился во рту, пока батя валялся в отключке. Возможно. Осталось только определить, какой именно шарик из имеющихся разновидностей тогда был. Вроде бы ощущался он гладким. Значит, жемчуг. Черный или красный. Это уж точно не определить. На языке у бати глаз никогда не было. Да и от случайного употребления непонятной органики они тоже не спешили расти. Что немного обнадеживало. Но именно что немного. Так и не решившись больше ни на что, батя сделал вывод, что утро вечера мудренее, и завалился спать. Сон, правда, никак не шел. Боль сдавливала виски и категорически отказывалась отступать. В итоге комвзвода все-таки сумел погрузиться в некое подобие дремы. Сказалась военная привычка засыпать в любых условиях. Но то и дело подрывался то от посвиста ветра, то от далекого, но оттого не менее жуткого урчания бродивших неподалеку тварей. Откуда они взялись? Набежали, почуяв, что скоро здесь появится туман? Или унюхали его, батин запах, и рыщут в поисках спрятавшейся двуногой еды? К утру самочувствие ухудшилось настолько, что батя едва смог подняться и тут же согнулся пополам от жесткого спазма. Желудок решил извергнуть из себя остатки содержимого. Проблевавшись, командир разогнуться уже не смог, потемнело в глазах. Нет, все-таки ему придется рискнуть и попробовать один из этих странных шариков, потому что и без них он, судя по всему, скоро окочурится. Так что терять нечего. Только какой выбрать? Гладкий, доверившись смутным воспоминаниям о том бреде? Или начать с того, который вчера растворял водки? А, была не была. Из последних сил батя потянулся к бутылке с раствором из водки и виноградины. Открутил крышку, понюхал и снова зашелся в приступе рвоты, едва не расплескав содержимое. Ну и вонь. Носки, которые командир неделю не снимал,
участвуя в боевых действиях по сравнению с этим амбре, пахли словно букет полевых ромашек. Еще и хлопья эти на поверхности пойла плавают. Отцедить бы, какие-то они. Настораживающие, что ли, на гниль похожие. Раствор батя в итоге догадался пропустить через бумажную салфетку. Накапал то, что получилось, в крышку от бутылки, опасаясь принимать эту дрянь в большой дозе. Задержал дыхание и залпом проглотил. Желудок снова попытался устроить бунт, но оказалось нечем. Пойло из виноградины усвоилось мгновенно. Но пожалеть о собственной смелости батя не успел. Самочувствие вдруг стало стремительно улучшаться. Посидев 5 минут, прислушиваясь к себе, командир отметил, как успокоился желудок, исчезла темнота в глазах, притихла головная боль, и вроде как значительно прибавились силы. Даже жажда и та куда-то пропала. Что-то пока не похоже на процесс отбрасывания копыт. Может, если сделать еще глоток, то станет совсем хорошо? Батя решительно отмерил себе еще одну крышечку. Хлопья осадка, как и в первый раз, отцедил. Выпил. Снова замер, прислушиваясь к себе. Да, так и есть. Самочувствие улучшилось именно от пойла. И теперь, когда оно нормализовалось, пора бы покинуть, наконец, гостеприимный небоскреб и отправиться дальше изучать мир, где командир оказался. Собрав шарики и паутину обратно в чехол, батя бережно закрутил крышкой бутылку с пойлом и бросил в сумку. Початую водку сначала хотел было оставить, но в итоге решил взять и ее. Вдруг еще придется эти виноградины разводить. На первый этаж комвзвода слетел, словно на крыльях. Из наполовину разграбленного им же автомата взял еще шоколадок и воды, подошел к вращающейся двери с выбитыми стеклами и долго стоял возле нее, прислушиваясь. Вроде бы тихо, хотя ночью твари тут были. Вон мусорный бак разнесли, малолитражку на другой стороне улицы вскрыли. Но, похоже, батю они не искали. Так прошли лоскут с небоскребами насквозь, спеша куда-то по своим делам. И то хорошо. Пока он не раздобудет более подходящее, чем нож, оружие, тварям на глаза показываться не стоит. Правда, где именно его взять, батя пока понятия не имел. Обратно на африканский лоскут он не пошел, решив исследовать тот, что был западнее от небоскребов, и углубился в пересечение улиц. Миновав первый перекресток и оценив скученность построек, решил, что сделал правильный выбор. Застройка оказалась настолько плотной, что можно было в любой момент за 2-3 секунды заскочить внутрь ближайшего здания, чтобы, например, укрыться от опасности. А эхо, мечущееся среди стен, заранее подскажет о ее приближении. Спустя пару километров бате довелось впервые проверить верность своих размышлений. В подъезд еще одного небоскреба, на этот раз жилого, он успел заскочить буквально за секунду до того, как из-за поворота улицы выскочило несколько тварей. Дом был элитный. Входная дверь оказалась выполнена из бронированного стекла, прозрачного изнутри и зеркального снаружи. Вот к нему-то батя и прилип носом, разглядывая тварей. Их насчитывалось 11 штук. 2 огромные, вроде той, из нароста которой он позаимствовал паутину и шарики. 5 поменьше, с выгнутыми в обратную сторону нижними конечностями, длинными, как у орангутанга, верхними и сплющенными по диагонали головами, отдаленно напоминающими формой витую раковину какого-нибудь моллюска. Правда, ассоциацию несколько портили челюсти с 2 рядами острейших треугольных зубов. Еще одна тварь при каждом шаге цокала, словно была подкованной лошадью. Именно этот звук и предупредил батю об опасности. Рост остальных не превышал 2,5 метров, и чем ниже они были, тем больше почему-то имели сходство с человеком. Когда стая тварей урча пронеслась мимо, командир выдохнул и отодвинулся от стекла. Пожалуй, он подождет минут 5, пока стая уйдет подальше, и продолжит путь. А пока можно перекусить на скорую руку. Организм требует втрое больше еды, чем обычно. Видимо, тратит ее на заживление ран и восстановление сил. Но планам не суждено было сбыться. Едва только батя, усевшись прямо на пол у стены рядом с дверью, скинул с плеча сумку и принялся копаться в ней в поисках шоколадки, как из темной глубины подъезда раздалось урчание, и издавало его сразу несколько глоток. Глава 5. Батя резко обернулся, одновременно выхватывая нож, отшагнул обратно к двери, полуобернулся, пытаясь сквозь стекло увидеть, насколько далеко ушла стая крупных тварей, и выругался. Стая не ушла, она наоборот возвращалась. Похоже, услышала урчание тварей внутри подъезда. Зовут они друг друга, что ли?
Мелькнула мысль и исчезла, уступая место отчаянной попытке найти выход из сложившейся ситуации. Что же делать? Ломиться вглубь подъезда? Вряд ли получится. Твари, наступающие оттуда. Судя по силуэтам, вроде тех зомбаков, в которых превратились бойцы Бати. Но их слишком много, чтобы справиться с ними в одиночку. Улица тоже не вариант, или? Комзвода обернулся, прикидывая расстояние до дома напротив. Потом до стаи. Шанс невелик, но... Отбросив сомнения, батя толкнул дверь и рванул поперек улицы. За спиной заурчали недовольно, а сбоку радостно. Но на опытного командира это подействовало не удручающе, а скорее как мутюги тренера, пытающегося добиться от спортсмена лучшего результата. Со спортом высших достижений у бати не сложилось еще в детстве. Родители, побывав на одной из тренировок, ужаснулись как раз в манере тренера постоянно орать на детей, и сына из секции по боксу забрали. Они у бати вообще были очень интеллигентные. Надеялись, что сын вырастет и пойдет по стопам отца в науку. А батя взял и всех удивил, поступив в военное училище. Затем удивил еще раз, уйдя на службу в армию. Родители не сумели принять выбор сына и перестали с ним общаться. Они всегда считали, что знают лучше, что ему нужно. А батя? Батя просто чувствовал, как обычная, как у всех жизнь, она не для него. Ему хотелось подвигов, каких-нибудь свершений или на крайний случай хотя бы спортивных побед, возможностей для которых его лишили еще в детстве. И он выбрал свой путь, раз и навсегда. Когда он перешел из армии в сотню, инструктора, готовившие новичков, оказались зверями похлеще тренеров. Эти не просто давили на самолюбие и делали все, чтобы добиться от ученика всего, на что он способен. Они требовали попросту невозможного и не гнушались никакими методами, втаптывая в грязь и мешая с дерьмом взрослых, давно уже состоявшихся мужиков. Правда, на выходе эти же инструктора так крепко жали руки тем, кто выдержал их методы, что желание их поубивать у вчерашних учеников как-то само собой исчезло, а после первых боев и вовсе сменилось чувством огромной благодарности и уважения. Одно только воспоминание о первых днях в сотне заставило батю прибавить скорость до максимальной. Мышцы застонали от нагрузки, и организм, щедро насыщенный адреналином и кортизолом, привычно выдал невозможное. Батя успел заскочить в подъезд дома напротив за мгновение до того, как его едва не припечатало к асфальту огромное лапище с когтями. Щелкнули, неосторожно задев козырек над входом, зубы самой быстрой твари. Козырек такого обхождения не выдержал и попросту развалился, перекушенный пополам. А тварь, сообразив, что добыча ушла, попыталась сунуть в дверной проем сначала морду, а потом, когда не влезла, лапу. Но батя к этому времени был уже 2 этажами выше и не горел желанием останавливаться. На его счастье лестница тут была отделена от площадок с квартирами еще одной дверью, а крохотными окошками удачно выходила на противоположную сторону здания. Гарантий, что он и тут не натолкнется на людей, ставших зомби, не было. Впрочем, выбора тоже. Бате повезло. Этот дом, как и первый, на крыше которого он провел 2 ночи подряд, оказался пустым. Но не таким высоким, всего 10 этажей, и с глухо заваренным выходом на чердак. Батя дернулся было к двери, ведущей к квартирам, но остановился. Какой в этом смысл? Наверняка они закрыты, а владельцы превратились в зомби. Правда, там могут быть балконы, по которым бате вполне под силу спуститься вниз и незаметно убраться подальше от осаждающей подъезд стаи. Немного подумав, командир все-таки решил проверить квартиры. Он предпочел спуститься на 4 этажа ниже, чтобы облегчить свой возможный путь по балконам. Здесь все 7 квартир, расположенных в ряд вдоль длинного узкого коридора, заставленного картонными коробками, самокатами и велосипедами, как и ожидалось, были заперты, причем из одной явственно слышалось слабое голодное урчание. Та же картина ожидала батю этажами ниже и выше. Удача улыбнулась командиру, только на предпоследнем, 8 этаже. Дверь одной из квартир оказалась распахнута настежь. Взяв нож на изготовку, батя двинулся внутрь, внимательно прислушиваясь, не раздастся ли приметное, словно бы на вдохе, урчание, чем-то похожее на кошачье мурлыканье, но уж точно не такое доброе. В темной прихожей царил бардак. Под ногами сразу же захрустело стекло от сброшенной с тумбочки вазы. Батя беззвучно матюгнулся. В тишине этот звук был для него словно грохот. Но, кажется, живых в квартире не осталось. Никто не выскочил на шум в надежде схорчить такого вкусного командира погибшего взвода. А вот мертвые имелись. На кухне батя обнаружил 2 пованивающих костяка, которые, судя по размерам, принадлежали детям. Третий лежал в спальне, прямо на изгвазданной кровью кровати. Не надо было иметь 7 пядей во лбу, чтобы понять, что тут произошло.
Один из родителей обратился в зомби и напал на второго, который все еще оставался на тот момент человеком. Дети, услышав урчание и крики из родительской спальни, прибежали, увидели кошмарную картину и попытались спрятаться на кухне. Но это их не спасло. Даже имевшего неслабую психологическую закалку батю, эта ситуация поразила до глубины души. Он сразу представил на месте этих детей свою дочь, которой у него не было, но очень хотелось бы, чтобы была. Кошмарная смерть. Такой даже врагу не пожелаешь. Да и последние минуты жизни не лучше. «Мля!» – мысленно выругался комзвода. «Куда я идти за ногу попал? Уж не в ад ли?» Не в то ли пекло, куда, по утверждению любой религии, попадают после смерти грешники? Но разве дети могут быть грешны? Сцепив зубы, батя вернулся к осмотру квартиры, а закончив, снова прошел на кухню и взялся за ручку стеклянной двери, ведущей на балкон. Остальное было делом техники. Уцепившись за край, батя нашел ногами выступающую часть плиты, служившей балкону опорой, присел, ухватился за нее и аккуратно сполз на балкон ниже. Повторил действие еще 6 раз и завис ногами в паре метров над разбитым под окнами дома газоном. Прицелился, разжал пальцы и беззвучно приземлился. Оказался он во дворе колодца, окруженном 3 сросшимися углами 10-этажками, причем красивый фасад имела лишь та, из которой командир только что выбрался. Остальные выглядели неказистыми и обшарпанными. На их дизайне явно сильно сэкономили. Двор весь был засажен газоном, кое-где виднелись чахлые колючие кусты. И только в самом центре города возвышались 3 подгнившие, но все еще зеленые березы. С 4-й стороны двора был проход, над которым на высоте 3-го этажа красовалась крытая галерея. Такая же точно виднелась и на 5-м. Для чего они были сделаны, батя не мог даже предположить, так что просто двинулся к проходу, до предела напрягая слух. Урчание стаи сюда не доносилось. Может, ушли? Не, вряд ли. Скорее, просто не догадались, что добыча может свалить таким неожиданным способом. Теперь выбраться бы из этого двора, не привлекая к себе лишнего внимания. А там и из города. В смысле, из этого его куска, потому что город тут почти везде, за исключением всего нескольких лоскутов, включая африканский. Возвращаться туда, где все началось, батя не стал. Двинулся прямиком в противоположную сторону, к лоскуту с очередными небоскребами, разве что сильно отличающимися по дизайну от тех, среди которых он находился. Чем больше лоскутов он сможет обследовать, тем лучше. К тому же надо все-таки поискать хоть какое-то оружие. А навскидку батя мог предположить всего несколько вариантов, где его взять в нынешней ситуации. Оружейный завод, военная часть. Или, как самое простое, полиция. Все эти учреждения располагаться могли только в городе, так что следовало их просто отыскать. Еще остро стояла проблема еды и воды, и для ее решения нужны были магазины, которые опять же могли располагаться исключительно на городских лоскутах. До края этого лоскута батя добрался почти без приключений, если не считать ими еще несколько стай, от которых удалось вовремя спрятаться то в ближайшем подъезде, то на подземной парковке, под очередным небоскребом. Один раз командиру даже пришлось залезть в брошенный внедорожник и попросту закрыться изнутри, потому что эта стая, многочисленная и состоящая почти полностью из очень крупных особей, вынырнула из поворота дороги совершенно неожиданно, и времени искать лучшее укрытие не было. Когда одна из тварей на бегу опустила свою когтистую лапу на капот и лобовое стекло, сминая, прорывая металл словно фольгу, батя приготовился умереть. Но тварь слишком спешила куда-то и, похоже, просто не обратила внимания на то, что внутри внедорожника сидит свежее и вкусное мясцо. Куда они все так резво намылились? Этот вопрос батю заинтересовал после встречи с 5-й стаей, бегущей в ту же сторону, что и остальные. Ответ нашелся быстро. Выйдя на очередной перекресток, командир увидел вдалеке огромный столб поднимающегося к небу тумана. Ага, значит, вот как эти твари так быстро появились возле крепости. Получается, они как-то чувствуют, когда над одним из лоскутов образуется туман, и собираются вокруг в ожидании, когда он спадет, и на его месте появится новый лоскут. Но уже с людьми, которых они жрут. Эта догадка пришла бате в голову неожиданно и многое расставила по местам. Хотя вопросов тоже добавила. Получается, туман действительно появляется над лоскутами с некоторой периодичностью, как батя и предполагал. Люди, видимо, тоже, причем живые, здоровые и вкусные. Иначе зачем бы тварям именно к лоскутам с туманом? Но как? Батя едва удержал себя от опрометчивого шага, двинуться следом за стаей и отнаблюдать весь процесс вблизи собственными глазами. Нет,
К такому определенно нужно подготовиться, вооружиться, выяснить расписание заранее до появления тварей, засесть в удобном и безопасном месте с подготовленными путями отхода. Нет, провернуть подобную операцию ему придется, хотя бы для того, чтобы понять, как тут все устроено и можно ли выбраться. Но не сейчас, не сейчас. Подавив любопытство, батя зашагал в ту же сторону, куда шел до этого, и вскоре оказался на стыке двух лоскутов. Асфальт тут немного не совпадал по высоте, да и качество укладки тоже разнилось так, что было заметно невооруженным глазом. А вот здания походили друг на друга, словно однояйцевые близнецы. Но на одном лоскуте они сияли новизной, а на другом фасады несли на себе отчетливый след прожитых без капитального ремонта лет. Интересно, как давно тут находится этот лоскут? Был ли он изначально таким? Или так поизносился за время, прошедшее с последнего появления тумана? Достав карту, батя быстро отыскал на ней соответствующий шестиугольник с цифрой, мелким почерком написал «Наблюдать» и, убрав карту обратно в сумку, решительно перешагнул через стык. Спустя 20 минут он наткнулся на большой магазин с зеленой вывеской «Троечка». Немного поудивлялся схожести вывески с известным ему магазином «Семерочка», потом усмехнулся. Уж не по качеству ли товаров эти названия придумывают? Хотя нет. На «Семерочку» привычный ему супермаркет, где он затоваривался едой между командировками в горячей точке, однозначно не тянул. Так может, этот «Троечка» просто какой-нибудь региональный филиал? Как бы оно ни было, но ассортимент двух магазинов оказался схож процентов так на 90. Но если в «Семерочке» батя всегда расплачивался рублем, то в «Троечке» на ценниках почему-то значились японские иены. Может, это экспансия бизнеса в другие страны? Не похоже. Надпись-то на родном русском, и вроде бы без грамматических ошибок. Скорее уж магазин для русскоговорящих экспатов, переехавших в страну восходящего солнца и соскучившихся по привычным продуктам. Электричества в магазине не было, но батя уже догадался, что здесь это обычное явление. В квартире, где он обнаружил детские костяки, его тоже не было. Но зато имелись огромные панорамные окна с почему-то целыми стеклами, сквозь которые внутрь попадало достаточное количество света. Вооружившись стоящей у входа тележкой, командир направился в торговый зал. Большая часть предполагаемой продукции уже была крепко испорчена. Хлеб покрылся толстым слоем мохнатой плесени. Крупы и макароны, высыпавшиеся из пакетов, устилали кафель пола. К холодильникам с молочкой, мясом, рыбой и колбасами батя даже приближаться не стал. И так понятно, что на этом лоскуте туман был уже давно, и все, что требовало холода для хранения, в еду человеку, твердо намеревающемуся выжить, больше не годилось. А вот разного рода консервы вполне для этого подходили, при условии, что срок их годности не истек. Но тут батю поджидал еще один сюрприз. Нет, срок годности был подходящий, а вот дата производства смущала как никогда. А заодно наводила на некоторые размышления, очередные догадки о том, что из себя представляет этот дивный новый мир. Тушенка, как свиная, так и говяжья, была произведена годом позднее той даты, когда батя отправился в командировку в эту злополучную Африку. На консервированной фасоли и кукурузе дата уходила в будущее еще на полгода. Это что же, туман приносит лоскуты еще и из разного времени? Звучит уж очень фантастично, но, похоже, придется это принять как факт. Опровержений пока все равно нет. Смирившись с тем, что вокруг происходит еще более лютая дичь, чем он считал еще 5 минут назад, батя взялся за решение более насущной задачи – выяснение, а какой, собственно, был день, в который на этот лоскут пришел туман. Задача оказалась простой. Дата была выбита на кассовом чеке, валяющемся в мусорке возле кассы. Запомнив ее, командир прошел к витрине с куриными тушками и визуально оценил их состояние, примерно прикидывая срок, который они пролежали тут после разморозки. Что ж, похоже, что консервы вполне съедобны и будут таковыми еще довольно долго. Набив ими сумку, батя доложил сверху 2 двухлитровых бутыли с водой и уже собрался было покинуть гостеприимную Троечку, как заметил быстро шмыгнувшую под стеллаж крысу. И тут ему в голову пришла интересная мысль. Отставив сумку в сторону, батя вытащил из нее пол-литровку с пойлом из виноградины, сходил в отдел с зоотоварами и вернулся с 2 кошачьими мисками. В одну накапал пойло вместе с хлопьями, в другую процедил через салфетку. Поставил поближе к стеллажу, под которым спряталась крыса. Положил рядом виноградину, горошину и одну из красных жемчужин и принялся ждать. Крыса не выходила довольно долго, но терпение командиру взвода было не занимать.
И вот, наконец, из-под нижней полки показалась сначала серая мордочка с шевелящимся носом, а затем крыса, решив, что опасности нет, вылезла полностью и деловито направилась к мискам. Сначала попробовала на зуб виноградину, затем горошину, но разгрызть их не смогла и за 2 ходки уволокла оба шарика в свое убежище. Потом вернулась, подбежала к миске, где было пойло с хлопьями, встала на краешек передними лапками, принюхалась и, даже не попробовав, перебралась к другой миске. Здесь крыса уже ничего нюхать не стала, а принялась жадно лакать и пила до тех пор, пока миска не опустела. Вылизала ее, походила вокруг и, только убедившись, что добавки не будет, окончательно слиняла под стеллаж. Жемчужина грызуна не заинтересовала от слова совсем. Батя остался крайне доволен экспериментом. Судя по тому, что к миске с хлопьями крыса даже не притронулась, хотя отцеженный раствор вылокала до дна, он там на крыше все сделал правильно. Правда, непонятно, почему крыса утащила целую виноградину. В ней же тоже содержатся те хлопья. Может, они составляют ее ядро, а поверхность вполне безопасна? Ее можно просто аккуратно разгрызть или закинуть за щеку, а потом выплюнуть. А горошина, она тоже обладает какими-то полезными свойствами, раз понадобилось грызуну. Да, придется, похоже, провести еще несколько экспериментов. Сходив за еще одной бутылкой воды и по пути прихватив большую пачку салфеток, батя сел за кассу, вылил воду и принялся отцеживать в опустевшую тару раствор. Закончив, сделал небольшой глоток, и голова, снова попытавшаяся было разболеться, притихла. Интересные все-таки свойства у местной фауны. Остается надеяться, что хоть с флорой тут будет как-то попривычнее. Глава 6. С Флорой тут было совсем плохо. Вернее, не с ней самой, а с ее наличием, что, в общем, не особо удивляло. Откуда ей взяться в огромном, простирающемся от горизонта до горизонта мегаполисе? Фауна, напротив, поражала разнообразием форм и размеров, а еще количеством. Ее представители встречались как стаями, включающими в себя от 10 до полусотни тварей, так и поодиночке. Касаемо разнообразия, батя насчитал минимум 6 разновидностей тварей, но был уверен, что на самом деле их окажется намного больше. Кроме того, он заметил, что многие некрупные твари зачастую похожи на изменившихся людей. Это был еще один кирпичик для понимания этого мира. Получается, что сразу после тумана люди превращаются в зомби, а потом начинают мутировать в монстров. Доказательств, что мысль верная, у бати пока не было, но звучало логично, по крайней мере по местным меркам. Но тогда, соответственно, вставал другой вопрос, пожалуй, самый важный после «можно ли отсюда выбраться?». Почему сам батя до сих пор сохранял разум и вроде как не менялся внешне? Прошло слишком мало времени. Для физических изменений может и так, но ведь мозгами его бойцы потекли буквально в течение часа, а он тут уже 3-й день бродит и все еще в своем уме. Кстати, крыса вроде как тоже вела себя обычно. Может, на животных этот туман не действует? Кто знает. Кроме этой крысы, других животных батя тут пока еще не встретил. По крайней мере, живых. Больше ничего полезного на этом лоскуте не нашлось. Пройдя его насквозь и отметив на карте словом «троечка», командир переместился на соседний, пока помеченной цифрой 10. В общем, тут все было примерно так же, как и на троечке. Чуть отличались сами здания, дороги, разметка на них, шильдики на капотах разбитых и брошенных машин, и все. Стай тварей на этом лоскутке было поменьше, но все равно примерно каждые полчаса батя приходилось искать себе новое убежище и пережидать, пока твари пройдут мимо. Следующий лоскут под номером 23 наконец-то оказался не особо похож на те, которые батя уже миновал. Тут тоже стояли высотки, но не те, которые строились скучно в крупных городах в надежде напихать туда побольше офисов для белых воротничков и эффективных менеджеров, а обычные, жилые. Между домами также имелись некие подобия двориков с детскими площадками, крохотными забитыми парковками и жухлыми от загазованного воздуха деревьями и кустами. От вида этих домов батю вдруг одолела ностальгия. Как же он соскучился по обычным спальным районам, тихим и спокойным. Ему вдруг показалось, что он провел в этом странном месте не 3 дня, а долгие годы, и неожиданно оказался почти дома. Впечатление, правда, портили костяки и вездесущий душок разложения. Среди футуристических офисных небоскребов батя не особо обращал на них внимание, но тут они настолько контрастировали с мирным окружением,
что прямо-таки бросались в глаза. Поскольку солнце уже клонилось к западу, батя принял решение найти квартиру без человеческих останков и, забаррикадировавшись, провести в ней ночь. Бродить по темноте категорически не хотелось. Выбор оказался богатый. Почти все двери были распахнуты настежь, как будто хозяева покидали свои жилища в такой спешке и панике, что вообще не заботились об оставляемом имуществе. Выбор пал на однокомнатную квартиру на последнем, 8-м этаже в доме свечки, сложенном из нарядно-красного кирпича. Тот был относительно чисто, отсутствовали как человеческие останки, так и следы крови или хотя бы борьбы. Дверь квартиры оказалась современной, толстой, с хорошей звукоизоляцией, а кроме того, была оснащена ночной задвижкой, что избавило батю от необходимости искать ключи или двигать мебель, чтобы забаррикадироваться. Оконные стекла были покрыты солнцезащитной пленкой, делавшей их почти непрозрачными снаружи. Полазив по шкафам, командир неожиданно для себя обнаружил довольно древнего вида рюкзак, растоптанные туристические ботинки, альпинистские кошки, набор карабинов, веревок, ледоруб и маленькую газовую горелку с баллоном и специальной кастрюлькой. Желудок нетерпеливо заурчал, предвкушая горячее. Батя, проверив, хорошо ли накачан баллон, попробовал горелку зажечь и радостно мотягнулся при виде появившегося огонька. Тут же наполнил кастрюльку водой из бутылки, достал 2 банки тушенки из сумки. И, чтоб не тратить время на ожидание, принялся перекладывать содержимое сумки в рюкзак. Вскоре в кастрюльке забулькало. Поставив вместо кастрюльки одну из банок тушенки, батя сходил на кухню и вернулся с упаковкой пакетированного чая, чашкой и пачкой найденных на полке над плитой галет. Несколько чайных пакетиков бросил в кастрюльку, предварительно оторвав ярлычки и, не дожидаясь, пока разогреется тушенка, захрустел галетами. Снова сходил на кухню, принес ложку и прихватку для горячего. Ножом вскрыл нагревшуюся банку, поставил на огонь вторую. Налил в чашку чая и принялся наворачивать тушенку. Поужинав, взялся за карту. Внес на нее еще пометки о времени и местах появления тумана. Убрал, погасил горелку. И завалился спать на хозяйской двуспальной кровати, предварительно закрыв дверь имевшегося в квартире балкона. Проснулся батя от пронзительного скрипа, словно ногтем по стеклу провели, от громкого близкого урчания. Вскочил и не сразу поверил в то, что видит по ту сторону окна. Упершись уродливым носом в стекло и водя по нему когтистыми лапами, на балконе сидела крупная тварь с головой, приплюснутой с одного бока. «Моллюск? Как он сюда попал?» Обливаясь холодным потом, подумал батя, медленно сполз с кровати и, двигаясь как можно плавнее, отступил в глубину комнаты, поближе к входу в прихожую. «С крыши? Или зашел в подъезд и поднялся по лестнице?» Как бы то ни было, но уютная квартира из безопасного места в один миг превратилась в ловушку. Скорее всего, тварь пока не учуяла и, главное, не увидела батю, иначе давно бы уже разнесла стекло и вломилась в квартиру. Медленно и плавно, обливаясь холодным потом, командир продолжил отступать в сторону прихожей. Там, за углом, он окажется вне зоны видимости. Тварь все это время медленно скребла когтями по стеклу, пробовала его языком и острыми иглообразными зубами, но пока вела себя смирно. Только оказавшись в прихожей, батя вдруг понял, что все это время почти не дышал. Появление твари застало его врасплох. Адреналин, который обычно наглухо уничтожал страх, выделился слишком поздно и слишком резко, так что командира аж затрясло от осознания, что он только что едва не стал едой, совсем как его бойцы и те несчастные дети. Тихо подхватив по привычке собранный еще с вечера рюкзак, батя также тихо обулся и выглянул в глазок на двери. На лестничной клетке было слишком темно, так что ничего разглядеть не удалось. Батя плавно открыл дверь, готовясь к тому, что сейчас услышит уже привычное урчание и все-таки окажется в зубах какой-нибудь твари. Но нет, пространство между квартирами было пустым. Осторожно закрыв за собой дверь, командир спустился на 3 этажа и присел прямо на ступеньки. Устало прислонился к стене. Но о том, чтобы задремать, не могло быть и речи. До самого утра батя так и просидел в одной позе, слушая мерзкий скрип когтей, от которого по коже бежали мурашки, и утробное урчание других тварей, бродящих внизу под балконом. К рассвету все наконец успокоилось. Твари ушли. Батя, глотнув пойло, чтобы успокоить вновь разболевшуюся голову, постоянно его теперь пить придется, что ли, и, закусив последней шоколадкой, вновь отправился бродить по улицам. Теперь он был еще более осторожен, чем вчера. Безопасных мест в этом мире попросту не существовало.
Твари могли появиться когда угодно и откуда угодно. Для них в принципе не существовало преград. Крупные, спокойные, без видимых усилий раздирали кузова машин, железные двери, ворота подземных гаражей. От них можно было только спрятаться, но не убежать, и уж тем более не принять бой. Мелкие, еще сохранившие человеческий вид, были не так опасны сами по себе, но своим урчанием они привлекали крупняк. Это батя уже успел отнаблюдать. Однако срочно надо разжиться каким-нибудь достаточно серьезным оружием, желательно танком с усиленной броней, 30-миллиметровой пушкой и крупнокалиберным пулеметом. Хотя какая к чертовой матери броня? Той крупной твари, сожравшей механика-водителя Севу, она помешала не больше, чем фольга. Но все равно, с танком как-то лучше, чем без него. Вздохнув, батя усилием воли вернул мысли в рациональное русло. Танка у него нет и не предвидится. Где его в этом громадном мегаполисе взять? Только если вернуться к крепости. Но и там ловить нечего. Все 3 боевые машины, имевшиеся у его взвода, превратились в горы бесполезного металлолома. Да и смысл в нем против целой стаи. Одну тварь завалить может и получится, а остальные в это время сам танк разделают и батю радостно схарчат. Так что тактику выживания все-таки придется пока выстраивать на скрытности и маневренности. Она, правда, тоже не без нюансов, как выяснилось ночью, но пока дает вполне неплохой результат. Можно его как-нибудь улучшить. Подумав немного, батя вытащил из рюкзака один из чистых, слегка помятых бумажных листов, карандаш и принялся писать список того, чем ему предстояло разжиться. Первым делом пришлось вернуться на Троечку, в супермаркет. Там батя, взяв тележку, набрал банок с молотым и красным черным перцем, взял 4 дешевых флисовых пледа серой расцветки и махровое полотенце. Из-под кассы прихватил пачку полиэтиленовых пакетов с красно-зеленой цифрой 3. Пледы и большую часть банок сразу упаковал в рюкзак. Пакеты повесил на ручку тележки. Одну банку перца щедро рассыпал у двери супермаркета. Полотенцем плотно обмотал нижнюю часть лица и направился в мясной отдел. Из-под стеллажа с крупами выглянула крыса, пошевелила носом, проводила батю настороженным взглядом черных глаз-бусинок и, возмущенно пискнув, юркнула обратно в укрытие. «Правильно», – глухо одобрил батя из-под полотенца. «Тут сейчас такой запашок будет, закачаешься». Холодильник с непрезентабельного вида куриными тушками, благо упакованными в целлофан, комвзвода выбирал очень тщательно, а выбрав, глубоко вдохнул, задержал дыхание и решительно сдвинул стеклянную дверцу в бок. Амбре оказалось настолько крепким, что даже ко многому привычный батя вынужден был отшатнуться и несколько раз сглотнуть, сдерживая позывы моментально сошедшего с ума желудка. Пришлось даже отойти на несколько метров, чтобы хоть немного продышаться. Но при следующей попытке приблизиться, приступ тошноты повторился. Снова отступив, батя взял банку с перцем и, высыпав содержимое на ладонь, щедро намазал им полотенце с наружной стороны. Глаза сразу же защипало, но зато полегчало желудку, и командир решился на 3-ю попытку. На этот раз удалось приблизиться к витрине с тухляком. Расправив один из пакетов, батя вывернул его наизнанку, и им уже брезгливо ухватил упаковку тухлой курицы. Сразу же завязал узлом ручки и запихнул этот пакет в еще один. Внутрь второго насыпал перца. Снова завязал. Повторил действие с еще одной тушкой. Захлопнул холодильник и опрометью бросился прочь из магазина. На выходе его встретила недовольная крыса. «Ты уж извини», – сквозь полотенце пробурчал батя. «Ничего, скоро проветрится. Правда, твари могут набежать на вонь, так что спрячься от греха подальше». И тут командиру в голову пришла идея. «Слушай, а может со мной пойдешь? У меня пойло из виноградин есть. Назову тебя Лариской, как в мультике». Крыса, презрительно пискнув, шмыгнула обратно в супермаркет. А батя, пожав плечами, отправился своей дорогой. В принципе, именно такой реакции от грызуна он и ждал. Но все равно было немного обидно. Крыса казалась отличным объектом для дальнейших экспериментов с добытыми из той твари шариками. Соблюдая максимальную осторожность, батя перебрался на соседний лоскут. Вытащил обе тушки из пакетов. На свежем воздухе вонь от них уже не казалась настолько ужасной, сливаясь с душком разложения, который в принципе был тут повсюду, и к которому комвзвода давно уже претерпелся. Одну тушку батя освободил от упаковки, вывалил на нее содержимое сразу 10 банок с перцем и бросил в приметный мусорный бак. Вторую отнес метров на 30 дальше, тоже вскрыл, но посыпать не стал. И метнулся к ближайшему подъезду, услышав далекое пока еще урчание. Твари не заставили себя долго ждать, подтвердив предположение о хорошем нюхе.
На вонь тухлого мяса явились целых трое. 2 полуголодных зомби и монстр покрупнее, с гипертрофированно раздутой челюстью, лысой серой башкой и длинными руками, делавшими его похожим на гориллу. Увидев на проперченную тушку, зомби радостно заурчали и попытались было броситься к ней. Гориллу такая торопливость не устроила, поэтому первый зомби без штанов, замызганных обрывками белой некогда рубашки и одном ботинке, успев сделать только один шаг, подлетел в воздух, получив удар когтистой лапой, и рухнул неподалеку, завозился, поднимаясь. Второй, обиженно урча, вспомнил про субординацию и остановился. Горилла первой прошествовала к тушке и принялась ее жрать. Много времени пиршество не заняло. Куриная тушка оказалась серокожей твари на один укус. Заживав валявшийся рядом целлофан в качестве закуски, горилла потянула носом в воздух, замерла на секунду и неспешно отправилась восвояси. Оба зомби, упав на четвереньки, быстро вылезали асфальт, на котором лежала тушка, и отправились за своим предводителем. Проходя мимо бака с еще одной тушкой, горилла потянула носом в воздух и замедлилась. Покрутила головой, принюхиваясь, неуверенно шагнула ближе к баку. Батя, наблюдая за ней из подъезда, едва сдержал разочарованный вздох. Унюхала самка собаки. Но горилла, покрутившись несколько минут вокруг бака, внутрь все-таки не полезла. Толкнула его лапой, разочарованно уркнула и, потеряв интерес, отвернулась. Вскоре тварь и сопровождавшая ее зомби скрылись за углом. Их урчание еще слышалось некоторое время, но как только оно затихло, батя рискнул выйти из своего укрытия. Крадучись и постоянно прислушиваясь, прокрался к баку, заглянул внутрь и отшатнулся, только уже не от запаха тухлятины, а от ударивших в нос специй. Работает. Комвзвода возликовал. Конечно, к тому, что он теперь постоянно будет пахнуть перцами, надо будет еще привыкнуть. Может быть, даже найти где-нибудь аптеку и запастись каплями для слезящихся от острого аромата глаз. Но это уж точно лучше, чем превратиться в жрачку для тварей, только потому, что пахнешь свежим ароматным мясом. А так, если им на глаза не попадаться, может и пронесет. Обрадованный батя, тут же обсыпавшись остатками перца, поспешил обратно на троечку. Но тут его ждало разочарование. В супермаркете, привлеченные вонью из холодильника, хозяйничали твари. Через порог выбитой двери, обсыпанной перцем, они не пошли, попросту выбив окно одной из витрин. К возвращению комвзвода магазин они уже покинули. Но надеяться на то, что перец удастся найти в том хаосе, который твари устроили, не приходилось. Из-за спины раздался тихий писк, заставив батю вздрогнуть и резко обернуться. Затаившись под квадратной бетонной клумбой с высохшими цветами, на него с осуждением смотрела крыса из троечки. «Что?» – возмутился батя. «Мне откуда было знать? Я третий день тут. И вообще я предлагал пойти со мной». Крыса вместо ответа фыркнула. «Ну, на вот тебе вместо извинений». Смягчился батя и, скинув рюкзак, достал одну виноградину. «Простишь?» Из рук крыса брать дань не захотела, так что командиру пришлось положить виноградину на асфальт. Крыса, шустро подбежав, обнюхала ее, с 4-й попытки ухватила зубами и потащила обратно в сторону супермаркета. «Ты зла-то не держи», – бросил ей след батя. «Еще увидимся. Надеюсь». И усмехнулся, только сейчас сообразив, что разговаривал с крысой. А ведь, мля, раньше он от одиночества никогда не страдал. Глава 7. Спустя 2 месяца Лариска стала почти ручной и встречала своего человека на пороге каждый раз, когда он приходил. Разумеется, после приветствия сразу получала виноградину и тащила ее в свою нычку, а потом возвращалась за миской пойла, которым батя с ней делился в обязательном порядке. «Еще немного, и сама за мной увяжешься», – хмыкал комвзвода, сидя возле лакающей настоянную на протухших носках дрянь. «Зуб даю, вдвоем веселее. Решайся, Лариска». В супермаркет батя теперь наведывался каждую неделю, выгребая с полок запасы консервов и перца, который оказался отличным импровизированным дезодорантом, отбивающим нюх тварям. Кроме того, походив по другим лоскутам, командир разжился наконец огнестрельным оружием. Гражданский Вепрь-12 внешне очень напоминал ручной пулемет Калашникова и, собственно, сохранил основные его боевые характеристики, кроме стрельбы очередями. Кроме этого, в гражданской версии, в отличие от боевой, имелся регулируемый складной приклад с резиновым затыльником, больше известным как калоша, и патронник, позволяющий вести стрельбу как патроном на 76 мм, так и 70-м.
Также удалось раздобыть 2 однорядных магазина на 8 и 20 патронов и порядка 200 самих патронов. Оба магазина батя, разумеется, сразу набил. 20-ку пристегнул к вепрю, 8-ку положил в найденный тут же, в подвале разгромленного тварями оружейного магазина подсумок. Остаток патронов распихал по карманам за неимением других мест. Подрегулировал под себя приклад. Посокрушался, что не может поставить на находку ни глушитель, ни оптический прицел за неимением оных. Но и без них с оружием почувствовал себя намного увереннее. Вепрь пригодился новому владельцу прямо на выходе из магазина. Пока батя по военной привычке приводил ствол в порядок, к двери примчалась пара тех самых тварей, которых командир для себя окрестил гориллами. Роста в них было 2 метра с лишним, а то и больше. Лапищи, или пока все еще руки, длиннющие, головы лысые, но морды уже чудовищно изуродованы, а раздувшиеся челюсти полны треугольных зубов. Увидев тварей, батя, не раздумывая, скинул вепря и дважды нажал на спусковой крючок. Рефлексы сработали раньше разума. Грохот сдвоенных выстрелов эхом распространился по узкой улочке, оповестив всех окрестных тварей, что бродячая еда теперь вооружена и, кстати, находится возле оружейного магазина. Несмотря на то, что надо было убираться, батя закинул вепря за спину и взялся за нож. Одна горилла рухнула затылком на асфальт, так что пришлось немного попыхтеть, переворачивая ее на живот. Но усилия были вознаграждены. На затылке твари имелся кожаный нарост, который своей схожестью с наростом той первой твари давно уже привлекал батя на внимание. На вскрытие ушло буквально несколько секунд. Из разреза командир вытянул комок паутины, на этот раз не янтарной, а грязно-серой, и, не разглядывая, сунул его в карман. Вторая тварь упала более удачно, так что с ней командир управился еще быстрее, а потом попросту дал дёру, потому что с дальнего угла улочки уже послышалось приглушенное расстоянием голодное урчание. Сам не зная как, но в этот раз батя сумел уйти. Практически в последний момент заскочил в какой-то подвал, и твари промчались мимо, не унюхав проперченную от пяток до ушей добычу. А батя, убедившись, что они не вернутся, воспользовался передышкой и решил заодно осмотреть добычу. Паутина ему сразу не понравилась, так что он отщипнул от нее немного, решив провести эксперимент на Лариске, а остальное выбросил. Но зато в ней обнаружились 3 виноградины, секрет приготовления которых батя уже знал. Как и то, что в день ему надо делать хотя бы пару глотков пойла, чтобы нормально себя чувствовать. Впоследствии он выследил несколько тварей, начиная с зомби и заканчивая топтуном, и выяснил, что нужные ему ресурсы эффективнее всего получать именно с горилл. Помимо виноградин, в них и тварях посильнее, иногда попадались горошины, применение которым комвзвода пока так и не нашел. Зато выяснил, что они прекрасно растворяются в обыкновенном столовом уксусе. Жемчуга батя пока ни в одной из простреленных тварей не обнаружил вовсе, из чего сделал вывод, что его добывать можно только в тех монстрах, с которыми справиться получится разве что выстрелом из танковой пушки, да и то не факт. Впрочем, его польза пока тоже не была ясна, так что комвзвода от этого факта не сильно расстроился. Импровизированная карта теперь пестрела множеством пометок. На западе, за лоскутами под номерами с 93 по 51, большими буквами, сразу через несколько шестиугольников появилась надпись «Чернота». Название местности подходило идеально, потому что черным в ней было вообще все – трава, деревья, строения, но кроме разве что неба и тварей. Последние, по наблюдениям бати, туда просто предпочитали не соваться. Обрадованный тем, что нашел, кажется, вполне безопасное место, комвзвода отправился на черноту и сразу же понял, почему твари обходят ее стороной. Он успел сделать 2 шага, прежде чем небо и земля сначала поменялись местами, а потом и вовсе перестали быть ориентирами. Чудом выбравшись обратно, батя долго еще приходил в себя, отпиваясь пойлом из виноградин, и больше на черноту никогда не ходил. А вот все окрестные лоскуты облазил тщательнее некуда. У некоторых из них после этого вместо номеров появились названия вроде «оружейки», «троечки» и «склада». Лоскута с другой стороны от крепости, где обнаружился советский еще склад оружия, боеприпасов и разнообразной военной техники. Прилично устаревший, но вполне рабочий, за исключением, пожалуй, 2 БТР-70 и бронированного тягача МТЛБ, модернизированного под 30-мм АГС-17 «Пламя». Да и то исключительно по той причине, что солярку для них на склад почему-то не завезли. Наткнувшись на эту сокровищницу совсем рядом с тем местом, где на сотню напали твари, батя долго и витиевато матерился. Ведь стоило ему только пойти в противоположную от аэродрома сторону,
и он бы сразу нашел все то, что ему было так необходимо. С другой стороны, он тогда многого еще не знал об этом мире и наверняка совершил бы немало фатальных ошибок, положившись на силовой метод решения проблем. Помимо названий на импровизированной карте появились новые даты, по которым батя выяснил, что туман на лоскуты действительно приходит с определенной периодичностью, причем своей для каждого лоскута. Например, на троечку он пришел ровно через неделю с того дня, как батя оказался в этом мире, и повторился снова спустя еще 24 дня. Впервые увидев туман над лоскутом-супермаркетом, батя тут же вспомнил про Лариску и похолодел. Но вернувшись на троечку после того, как ушел туман и отпировали стаи тварей, вновь обнаружил крысу, сидящей на пороге супермаркета. Так она давно уже встречала своего человека, делящегося с ней пойлом из виноградин и бурдой из горошин и уксуса, которую крыса хоть и в меньших количествах, но употребляла. «Умная ты, скотиняка!» Увидев ее, обрадованно выдал батя. «Знать бы, сбежала ты заранее или спряталась? Эх, жаль, что ты не говорящий попугай. Тот, может, и рассказал бы, опасен этот туман или нет». Все эти 3 месяца, которые командир потратил на изучение лоскутов, он старался держаться подальше от тех из них, где появлялся кислый запах, предвестник тумана. Но после того, как Лариска дважды сумела то ли пережить туман, то ли переждать где-то по соседству, решил, что пора, наконец, заняться изучением этого явления. Долго выбирал подходящее место, сверяясь по карте с расписанием кисляка. Так батя прозвал туман из-за его кислого запаха. И остановил свой выбор, как ни странно, на небоскребе рядом с тем, на крыше которого провел первые 2 ночи в этом мире. Осознанно провел, а не валяясь в полузабытье на трупе крупной рогатой твари. Почему именно этот? Да потому что за стены, почти целиком состоящие из панорамных окон, не смогла бы уцепиться лапами ни одна тварь. К тому же с верхних этажей и крыши этого небоскреба отлично просматривались как примеченный батей лоскут, на котором через 3 дня должен был появиться туман, так и прилегающий к нему одним краем Африка. Так командир назвал место, где пережил первый свой кисляк и нападение тварей. Название «крепость», которое он дал этому лоскуту изначально, перестало ему нравиться. А в Африке все-таки чувствовалось что-то родное. Пусть не русское, но уж точно более близкое к дому, чем все то, что окружало его последнее время. К тому же там много открытого пространства, и можно будет посмотреть, как, когда, откуда и какие твари соберутся у границы. На обустройство Лёшки батя потратил еще неделю, и к вопросу он подошел серьезнее некуда. Выбрал угловое офисное помещение с максимальным обзором и за железной дверью. Собрал все костяки, загрузил их в мешки для мусора и, обсыпав получившийся баул перцем, безо всякого пиетета вынес его в большой мусорный контейнер за 2 улицы от здания, чтобы не привлекал тварей запахом. В холле и в коридоре, ведущем к облюбованному офису, рассыпал еще штук 20 банок разного перца. На этаже возле лифта и двери, ведущей на лестницу, поставил сигнальные растяжки с пустыми консервными банками. Чуть дальше разложил самодельные капканы. Защитить все это его, понятное дело, не защитит. Но, во-первых, предупредит об опасности, а во-вторых, задержит врагов хоть на чуть-чуть, а там уж он сам попытается отбиться. Из самого офиса батя вынес большую часть мебели и устроил в коридоре импровизированную баррикаду, закрепив на ней пару гранат F1, к чекам которых были привязаны обычные швейные нитки. Свободные концы ниток протянул к своему убежищу. Если сигнальные растяжки сработают, дернуть за них будет секундным делом. А тех, кто переживет взрыв, командир угостит еще парочкой гранат и свинцом 12-го калибра из вепря. Чтобы не пропустить кислый запах, предшествующий туману, командир сбил пожарным топором воздушный короб, идущий от кондиционера к большому железному ящику с вентилятором снаружи здания. В результате получил как приток свежего воздуха, так и отличную слышимость. На крыше батя обустроил нечто вроде альпинистской станции. Вокруг вентиляционной надстройки протянул веревку. За ней пришлось вернуться в ту злополучную квартиру, где его чудом не заметил моллюск. Свободный конец сложил кольцами так, чтобы можно было в любой момент сбросить вниз. По-хорошему еще не помешало бы обзавестись спусковым устройством и обвязкой, но такой роскоши командиру найти не удалось. Внизу прямо под стеной, вдоль которой был подготовлен путь отступления с крыши, командира ждал седан с тонированными стеклами и электродвигателем, достаточно тихим для того, чтобы не привлекать шумом внимание тварей. Запас хода у него оставался всего километров на 400, но пока этого было достаточно. К дате, указанной на карте, батя натащил в свое убежище запасы еды, воды и алкоголя, вооружился найденным на складе биноклем и принялся ждать.
Ровно за день до предполагаемого появления тумана твари начали подтягиваться к лоскуту. Пока они вместо того, чтобы сконцентрироваться возле стыка, предпочитали носиться по местности, где обосновался батя, но к облюбованному им небоскребу не приближались. Между тварями и целыми их стаями все чаще и чаще возникали стычки. За теми из них, что происходили неподалеку от небоскреба, батя следил с профессиональным любопытством, изучая силу и возможности разных тварей с безопасного расстояния, и в очередной раз убеждался, что с теми из них, кто уже почти не похож на человека, лучше не пересекаться. По крайней мере, без тяжелой боевой техники и профессиональных бойцов вроде его погибшего взвода. Вопрос добычи виноградин был давно решен. Батя уже знал, что их можно получить, завалив либо гориллу, либо зомби, который уже лишился большей части своей одежды и научился к тому же очень быстро бегать. Охотиться на вторых было проще, но зато в первых, помимо винограда, можно было найти горох. Для чего он нужен и нужен ли вообще, батя пока не разобрался. Но раз Лариска от раствора из него не отказывалась, батя тоже понемножку пил и его. От размышлений командира отвлек грохот и урчание сразу нескольких крупных тварей. Он лениво скосил глаза на улицу, расположившуюся у подножия небоскреба. Так и есть, две стаи сцепились между собой. Тварей внизу становилось все больше, причем увеличивалось количество в основном крупняка. Мелочи было значительно меньше, да и та, судя по всему, в основном состояла из свит. Зомби, еще не потерявшие человеческий облик, практически отсутствовали. Для развитых они были практически едой, и поэтому не особо рисковали соваться в первые ряды. Понаблюдав за поведением твари у подножия небоскреба убежища, батя перевел взгляд на Африку и обомлел. Там стык с исследуемым лоскутом почему-то был пуст. Ни одной твари. Даже зомби и тех нет. Комвзвода кольнула игла подозрений. Африка – такой же лоскут, как и все остальные. Что-то отпугивает твари от него. Точно нет. Ведь в таком случае они не напали бы ни на его парней, ни на америкосов. Да что там не напали, просто не явились бы. Что-то тут, мля, нечисто, разобраться бы. Наконец соседний лоскут начал зволакивать кисляком. Сверкнули пару раз молнии. Твари заволновались сильнее, и батя, забыв о подозрениях относительно Африки, вцепился в бинокль в предвкушении. Сердце билось как ненормальное. Батя давно не испытывал подобного волнения. Он чувствовал себя так, словно вот-вот станет первооткрывателем какой-нибудь новой Америки. Побродив по лоскутам, он уже заметил, что после тумана они остаются практически такими же, как и были. Разве что становятся как бы новее. Теперь он все увидит относительно близко и, может быть, узнает еще одну тайну этого мира. Туман надолго не задержался. Спустя всего 15 минут он резко истончился до редких полупрозрачных клочков и исчез. Комвзвода вжался лицом в бинокль. То, что открылось взору бати, повергло его в шок. Визуально лоскут остался таким же. Небоскребы, улицы, машины. Но он ожил. Исчезла разруха, трупы и раскуроченные машины. Здания вновь заблестели целыми пока еще стеклами больших панорамных окон. Но самое главное, на лоскуте появились люди. Вновь поехали по дорогам блестящие хромом и лакокраской машины. Заторопились по своим делам толпы пешеходов. Загомонили в офисах синие воротнички, у которых после появления тумана отключились компьютеры и телефоны. Идиллия продолжилась всего несколько секунд. Те, кто находился ближе к центру лоскута, еще не поняли, где оказались и что их ждет. А вот на окраины уже хлынула сметающая все на своем пути волна голодных и кровожадных тварей. Послышались первые крики и скрежет сталкивающихся автомобилей. Батя предполагал такое, ведь неспроста же эти чудовища всегда собираются поближе к лоскуту, который вот-вот заволочет кисляком. Но почему-то все равно ощутил некое подобие шока от увиденного. Да, этот мир порой ужасал даже его, привычного к ужасам войны. Минут 5 комвзвода наблюдал за бойней, наблюдал, стиснув зубы и с трудом сохраняя спокойствие. Постоянно напоминал себе, что ничем помочь людям не сможет. Вспоминал бойцов своего взвода, превратившихся в зомби, и уговаривал себя, что и этих людей ждет либо смерть, либо подобная участь. Потом не выдержал и все-таки зажмурился, помотал головой, повернулся в сторону африканского лоскута и вдруг понял, почему там твари предпочитают не собираться. Над Африкой теперь тоже висел кислый туман. Глава 8.
Туман начал рассеиваться примерно спустя полчаса, как и в прошлый раз. Сквозь его клубы вновь завиднелась покрытая кустиками жухлой травы саванна. Руки у бати задрожали от волнения. «Отставить нервы!» – приказал он себе, отложив бинокль, несколько раз силой сжал и разжал кулаки, заставляя себя успокоиться. Подобная эмоциональная реакция была недопустима для бойца его уровня подготовки, в том числе психологической, а уж для командира тем более. Но за 2 месяца одиночества он привык отвечать только за себя, и психика в результате сыграла с ним дурную шутку. Приведя себя в порядок, командир вновь взялся за бинокль и тут же заметил стайку убегающих от моллюска легконогих газелей. Так, значит, твари в Африку все-таки явились. Только зашли они туда, похоже, с тех границ, которые бате не были видны. Впрочем, оно и понятно. С этой стороны есть лоскут жирнее, еда на нем многочисленнее. А в Африке что? Антилопы, львы, гиены. Батя похолодел. А люди? Могут ли в этот раз там оказаться люди? Какие-нибудь местные бушмены или вроде того? По большому счету запросто, ведь на соседнем лоскуте они появились. А что, если это те же самые люди, что появились тут при прошлом обновлении? Ну, копии или вроде того. Может такое быть. С точки зрения известной бате физики нет, но ей тут противоречило вообще-то многое. Побродив 2 месяца по лоскутам, комзвода уже не удивлялся тому, что люди, большинство по крайней мере, тут почти сразу превращались в образцовых киношных зомби. Ну ладно бы только это, но ведь впоследствии самые удачливые из них становились огромными монстрами, наглядно демонстрируя наплевательское отношение к физике и будто говоря, что здесь вам не там, здесь свои правила. Зато за версию о копировании отчаянно и настойчиво топили логика и вынесенный из многочисленных наблюдений опыт. Ведь если так разобраться, после любого полноценного переноса должно остаться пустое место. 1-2 исчезновения немалых кусков местности власти стран смогли бы, к примеру, скрыть. Но если учесть даже то количество лоскутов, на которых батя успел побывать, большинство пропаж непременно стало бы достоянием гласности в его родном мире. А вот если эти куски не переносить, а копировать, то для мира донора процесс окажется совершенно незаметным. И люди, те, которых скопировали, переждав туман, попросту продолжат заниматься своими обычными делами. Зато их менее везучие копии попадут сюда и станут либо зомби, либо пищей для тварей, в которых эти зомби в итоге перерождаются. Облившись холодным потом, батя снова почувствовал, как задрожали руки, а вместе с ними и колени, и бросился собираться. Потому что если предположить, что на всех этих лоскутах раз за разом появляются одни и те же места с одними и теми же людьми, то его бойцы, вернее их копии, потому что оригиналы, которые остались в том родном мире, давно разделали америкосов под орех, успели это дело отметить и под руководством настоящего бати наверняка уже рванули на новое задание. Да и черт с ними, копии или кто, идти это все налево, речь о его людях, и он как командир взвода обязан проверить, верна ли его догадка. Руки действовали на автомате. Батя закинул бинокль в рюкзак, продел руки в лямки, подхватил вепря и, крадучись, вышел в коридор. Пробравшись через баррикаду, снял с нее гранаты, аккуратно переступая через сигнальные растяжки. Кто знает, вдруг Лёшка еще пригодится. Добрался до лестницы и бросился по ней на крышу, не забывая непрерывно контролировать обстановку вокруг и держать карабин на изготовку. Толстые стекла панорамных офисных окон очень хорошо глушили звуки с улицы, видимо, были рассчитаны на большой и, соответственно, шумный машинопоток внизу. Хоть батя и проделал отверстие на месте короба от кондиционера, чтобы слышать все, что происходит снаружи, внутри здания звуки с улицы все равно оставались прилично приглушенными. Здесь же снаружи слышимость была отличная. Не обращая внимания ни на многоголосое урчание, ни на человеческие вопли, комзвода побежал к тому краю, под которым стоял его седан, и, убедившись, что путь чист, скинул вниз веревку. Забросил вепря за спину, тщательно вытер ладони о грязные штаны и принялся спускаться. Двигаться длинными прыжками без спускового устройства батя не решился. Предпочел спокойно перебирать ногами по зеркальным стеклам панорамных окон, медленно подтравливая веревку. Это берегло руки от излишнего трения и, соответственно, нагрева, а заодно позволяло постоянно контролировать обстановку внизу. Когда до закатанной в сплошной асфальт земли бате оставалось преодолеть всего какие-то 3 этажа, из-за угла вдруг появилась опаздывающая на пир стая в 7 голов. Комзвода, облившись холодным потом, изо всех сил сжал пальцами веревку и завис буквально в полуметре над головой самой развитой твари. Больше ему деваться было некуда, лишь бы не заметили. Твари промчались прямо под батей,
походя снеся правое зеркало у припаркованного под стеной небоскреба седана. «Самки собаки!» – мысленно ругнулся комвзвода. Никакого пиетета перед люксовыми автомобилями, мля. Дождавшись, пока они скроются, батя едва слышно выдохнул. По вискам и лбу тек пот, заливая глаза. Сердце стучало, как молот по наковальне. Повезло. Снова. Сколько раз он оказывался в непосредственной близости от смерти. За годы службы в армии и адской сотни батя давно уже сбился со счета. Лишь дважды за всю карьеру он был ранен, да и то легко. Он умудрялся выбираться даже тогда, когда это не удавалось больше никому. Батя единственный выжил и тут, в этом полном странностей и оживших кошмаров мире. Разобрался, как готовить пойло, избавлявшее его от головной боли и слабости. Научился охотой добывать виноградины из тварей поменьше и прятаться от тварей побольше. Нашел способ отбивать им нюх. И вроде бы даже привык к такой жизни. Смирился с потерей своих бойцов и почти уже не искал способ вернуться домой. Но стоило только зажечься крохотному, умозрительному огоньку надежды на то, что парни, ладно, не они сами, их копии, могут оказаться живы, как спокойствие и смирение покинули командира без предупреждения. Привычная к кровавым боям психика за 2 месяца среди монстров сильно сдала, добавляла расшатанности и одиночества. За все время тут батя не встретил ни одного живого человека, зато скелетов видел, наверное, в сотни раз больше, чем за всю предыдущую жизнь. Но надежда встретить не просто других людей, а своих, надежных и хорошо знакомых, густо замешанная на страхе снова их потерять, довершала дело, вынуждая батю действовать порывисто и необдуманно. И у бати остался лишь один путь, узкий, проходящий по грани между 2 обрывами, сопряженный с огромным даже по местным меркам риском. Во-первых, потому что ему в одиночку не по силам было сразиться с толпой развитых тварей, а во-вторых, у него не было лекарства, чтобы спасти парней от еще более страшной участи – самим стать зомби, а потом и тварями. Но выбор уже был сделан. Спустившись, батя едва смог устоять на ногах. От сильнейшего выброса адреналина затряслись не только руки, но и ноги. Постоянно оглядываясь, торопливо заковылял к машине. И только оказавшись внутри и заблокировав все двери, позволил себе в голос выругаться и взялся за бутылку с пойлом. 2 глотка алкогольной дряни, как будто настоянной на вонючих носках, быстро привели командира в порядок. Отложив бутылку, батя завел автомобиль и, пробежавшись взглядом по оставшимся зеркалам, не видно ли где тварей, вырулил на дорогу. На африканский лоскут можно было попасть не только через тот обрыв, на котором батя оказался в первый раз. Существовала и другая дорога, вполне проходимая даже для гражданской машины с довольно низким клиренсом. Это комвзвода знал наверняка. Готовя лёжку для наблюдения за туманом, он облазил всю границу лоскута с небоскребами и подготовил себе несколько вариантов отхода на всякий случай. Один из них как раз вел на Африку. Миновав 3 перекрестка, на 4-м батя повернул налево. Оттуда вырулил через развилку на кривую кружную дорогу и, не особо-то скрываясь, понесся по ней. Тварей видно не было, все они пировали на соседних лоскутах. Да и Африка в ближайшие 5 километров тоже не обещала проблем. Много ли в саванне еды для тварей? Дальше должно было стать веселей. Но о том, что он будет делать, приблизившись к той крепости, где должны быть сконцентрированы люди, батя пока не думал. Электромобиль с его тихим ходом, конечно, штука хорошая, помогает не привлекать лишнего внимания натужным ревом движка. Но если вдруг доведется столкнуться с голодной тварью нос к носу, он никого не защитит. Батя много раз видел, как даже гориллы умудрялись скрывать машины, как консервные банки. Развитым тварям под силу было разделать даже танк. И главное, если от горилл еще можно было попытаться уйти, выжав педаль газа, то с развитыми такой фокус не прокатывал. Тут самым лучшим способом спасения было бы пустить себе пулю в висок, чтоб не мучиться. Потому что комвзвода хоть и сам в такие ситуации не попадал, но со своей стороны много раз видел, какую скорость могут развивать твари. И не обольщался. В багажнике у бати лежала пара знаменитых на весь мир РПГ-18, больше известных под названием «Муха». Не самый мощный вариант одноразовых ручных гранатометов, изобретенных в Союзе, но против одиночной и не самой развитой твари снаряд калибром 64 мм – аргумент вполне весомый. На него, правда, командир не особо рассчитывал. На лоскутах сразу после кисляка концентрация твари слишком велика. Тут, чтобы справиться, танковый взвод ядрить его налево, да с поддержкой с воздуха нужен, не меньше. В общем, никакого внятного плана, что он будет делать, если и вправду обнаружит у крепости своих людей,
у бати не было. Добравшись до места, где кружная дорога резко оборвалась, уткнувшись в редкий африканский лес с раскидистыми полусухими деревьями, растущими на приличном расстоянии друг от друга, батя сбавил газ и вырулил на достаточно широкую и хорошо натоптанную звериную тропу к водопою. Какой бы удобной ни казалась тропа, до ровного городского асфальта, для которого собирался седан с электродвигателем, ей было далеко. Лишь пару раз до него доносилось отдаленное урчание, и приходилось, удерживая одной рукой руль, второй хватать лежачего на пассажирском сиденье вепря. Но в целом до водопоя, глубокой лужи, наполнявшейся лишь в сезон дождей, батя добрался без приключений. Загнал седан под увешанные лианами ветви дерева и выключил двигатель. Не вылезая из машины, осмотрел окрестности. Вокруг высохшей лужи виднелись следы. Множество следов, в основном от огромных когтистых лап, чьи обладатели были достаточно тяжелы, чтобы продавить до трещин пересушенную солнцем и жарой землю. Значит, твари тут уже побывали. Но поскольку сезон дождей еще не наступил, то животных они не нашли и двинулись к крепости. Еще немного выждав, батя взял вепря и вылез из машины. Снова подождал, и лишь убедившись в том, что он тут один, обсыпался остатками перца и тоже двинулся к крепости. Пешком. Заходить решил со стороны, противоположной той, где после прошлого тумана проходил бой. Здравый смысл подсказывал, что именно там твари, если и будут, то совсем немного. Пройти успел от силы метров 500, когда услышал далекий, словно приглушенный расстоянием выстрел из пушки, эхом разнесшийся среди деревьев, а следом хаотичная, практически паническая пулеметная стаккато. О да, эти звуки он не спутал бы ни с какими другими. На дальней стороне крепости шел бой. Необычный, расчетливый, и, если так можно выразиться, спокойный, когда обе враждующие стороны – профессионалы, привыкшие не тратить патроны попусту, а хаотичный, как если бы его взвод пытался сражаться с силой, против которой бесполезны любые из имеющихся под рукой вооружений, то есть с развитыми тварями и непонятной херней, которая незаметно, но очень быстро превращает людей в зомби. «Да уж, перцем тут, мля, не обойтись», – подумал батя и свернул правее, рассчитывая обойти крепость по длинной дуге. Там, насколько он помнил, лес редел, а на его окраине росло довольно высокое дерево с толстым корявым стволом и не по-африкански пышной раскидистой кроной. С него на крепость открывался довольно-таки шикарный вид, и комвзвода рассчитывал воспользоваться этим, хоть и не любования ради. Но дойдя до нужного места, командир вынужден был остановиться. И долго еще тер глаза, не веря тому, что видит. Просто вместо того, чтобы возвышаться над округой, да подкармливать сочной листвой временами забредающих сюда жирафов, оно почему-то лежало, причем поперек широкой реки с грязно-желтой водой. И, судя по сухому, лишенному коры стволу и отсутствующим листьям, лежало уже очень давно. Ну, река и река, для Африки вполне обычная, заросшими высокой, высушенной жарким солнцем травой берегами. Но вот именно она насторожила батю намного сильнее, чем упавшее дерево. Почему? Да потому что ее тут не должно было быть. Командир еще до вылета на помощь местным тщательно изучил ландшафт вокруг крепости и мог с уверенностью утверждать, что никаких водоемов размером крупнее той пересохшей лужи в округе нет. Тем не менее, сколько он не тер глаза, река никуда исчезать не желала и, похоже, была вполне реальной, а не плодом батиного воображения. Тут батя снова вынужден был задуматься о том, откуда берутся все эти лоскуты. Теория о том, что туман просто из раза в раз копирует одну и ту же местность, дала трещину. При этом все, кроме реки, было в точности таким же, как и в мире бати. Имелся лес с тропой и водопоем, крепость, вооруженные люди, которые прямо сейчас отстреливались от тварей. Черповщина какая-то, африканская воду-шмуду, чтоб их... Раздалось неподалеку. Батя, тут же забыв о реке, вскинул к плечу вепря и заозирался в поисках укрытия. Вроде как урчала одна тварь, и, судя по тону, покрупнее зомби. Горилла или моллюск? Вряд ли кто-то крупнее, иначе буквально уже наломало бы тут дров. Но и с этими связываться неохота. С ножом на них не попрешь, а на звуки выстрелов могут и другие явиться, против которых 12-й калибр, что укус комара. Батя развернулся и без раздумий бросился к реке. Зашел в воду по пояс, раздвинув прибрежные заросли. Присел. И вовремя. Ровно через секунду на берег выскочил моллюск. Благо, действительно один. Батя, подняв вепря над головой, чтобы внутрь не попала вода, и не спуская глаз с моллюска, отступил немного глубже. Тварь, вопреки ожиданиям, в воду не пошла, остановилась на берегу.
принюхалась. «Твою!» – мысленно выругался батя. Вообще, он уже довольно давно заметил, что перец отбивал тварям нюх только в том случае, если его было реально много. Если ежедневно сыпать такое количество на кожу, то в итоге запросто можно получить сначала раздражение, а потом и химический ожог. Поэтому батя, помучившись немного, приспособился втирать перец в одежду и в бандану, которую нашел в разрушенном магазине в одном из торгово-офисных небоскребов. Расход от такого применения увеличился еще сильнее, но нужного эффекта без ненужных осложнений Камзвода все-таки добился. Теперь же вода, в которую Камзвода зашел уже по грудь, быстро вымывала перец с одежды. Моллюск, покрутив носом, выдал еще одно «урррр» и замер, уставившись на заросли, за которыми прятался батя. Глава 9. Африканские реки, даже самые мирные на вид, обычно таят в себе немало опасностей, начиная с крокодилов, прячущихся под водой, и продолжая бегемотами, ядовитыми лягушками, крохотными червячками, просто обожающими поселиться в теле человека, неосторожно зашедшего в зараженные ими воды, и еще куча экзотической и смертельной по своему воздействию разнообразной мелочи. Последнюю заметить заранее вряд ли было возможно, а вот насчет всех остальных батя лелеял некоторую надежду и постоянно крутил головой, настораживаясь при малейшем плеске воды. Моллюск так и стоял на берегу, уставившись на заросли, в которых прятался Камзвода. Он явно почувствовал двуногую еду и почему-то не спешил бежать ее харчить, а только раздраженно урчал и царапал когтями сухую африканскую почву. «Воды, что ли, боится? Хорошо, если так. Странновато, конечно. Ну ладно. Этот мир уже столько всего, не укладывающегося в рамки разумного, продемонстрировал, что можно уже начинать верить в магию, еще какую-нибудь чушь. Например, что можно захотеть стать невидимым, и опа, действительно им стать». Тварь на берегу вдруг закрутила головой, словно действительно потеряла батю из виду. Шумно задышала, втягивая изуродованным носом воздух, обиженно заурчала. Очень неуверенно сделала шаг вперед, остановившись прямо на кромке сухой земли, и попыталась встать на пальцы, максимально вытянувшись вверх. Немного приобалдевший от того, что внезапно изменилось поведение твари, батя еще немного присел, уходя в воду уже под подбородок, а вепря плашмя положил на голову. Он и сам понимал, что заросли не настолько высокие, чтобы спрятать его, что надо плевать на все и уходить под воду полностью, вместе с оружием. Тогда, может быть, появится шанс, что моллюск, потеряв запах, уйдет. Но почему-то медлил. И только без остановки, как мантру, бормотал про себя детскую скороговорку. «Не увидишь, не увидишь, не увидишь». Тварь, на удивление, действительно вела себя так, словно потеряла батю из вида. Плотоядно разъявив пасть, из которой закапали тягучие слюни, она жалобно заурчала и принялась топтаться на месте. Пробежала несколько метров по берегу в одну сторону, вглядываясь в воду, потом в другую. А ничего не понимающий Камзвода следил за ней одними глазами и старался не двигаться. Может, твари видят только движущиеся предметы? Не, бред лютый. Батя мог сходу припомнить кучу ситуаций, опровергающих это предположение. Может, они на воде плохо видят? Тоже нет. Тогда тварь батю вообще бы не заметила. Батя перебирал в голове один вариант за другим, но так и не смог понять, почему моллюск перестал его видеть. Реально, что ли, магия? Под доносящийся со стороны крепости треск выстрелов, уже довольно редких, Камзвода сидел в воде, глядя на мечущегося по берегу моллюска, и понимал, что если прямо сейчас не придумает, как разрешить ситуацию, то его парни, если, конечно, у крепости сражаются именно они, а не какое-нибудь еще подразделение какого-нибудь другого ЧВК, станут едой задолго до того, как он до них доберется. Да, помочь едва ли сможет, но все же, мать его, все же... «Да гори оно!» В сердцах сплюнул батя и резко выпрямился во весь рост. Вода плеснула, расходясь кругами. Тварь тут же повернула голову на звук, но взгляд у нее так и продолжал бегать, ни на чем конкретно не фокусируясь. Батя сделал шаг в сторону, на этот раз очень медленно и осторожно. Тварь не отреагировала. Тогда Камзвода окончательно обнаглел. «Чё встал, уродец?» – вслух поинтересовался он. Моллюск проурчал в ответ что-то нечленораздельное, но с места не сдвинулся. «Крокодила встретить боится, что ли?» – мелькнула неуместная мысль. «Или местными глистами заразиться?»
Как бы оно ни было, но в воду монстр идти не собирался даже ради такого вкусного бати. Комвзвода, набравшись смелости, даже попытался моллюска подразнить, походив вправо и влево, и даже рискнул слегка приблизиться к берегу, чем вызвал некоторое оживление у монстра, но не более. Окончательно убедившись, что в реку за ним тварь не пойдет, батя решил обнаглеть. «Что, ослеп? Твои проблемы, уродец!» – Бросил он моллюску. «Я пошел!» С места он, правда, не двинулся, но моллюск тут же навелся по голосу. Но его взгляд продолжал бесцельно скользить по бате, как по пустому месту. Батя не выдержал, ухмыльнулся и, отвернувшись, двинулся вниз по течению, даже не пытаясь таиться. Только про себя на всякий случай продолжал бормотать. «Не увидишь, не увидишь, не увидишь». Моллюск некоторое время следовал за батей, но потом все же отстал, недовольно уркнув напоследок. Река становилась все шире, при этом плавно заворачивая на север по мере приближения к крепости. Командир шел по ней, даже не пытаясь соблюдать осторожность. Опомнился, только наткнувшись на раскуроченный танк Т-95 «Черный орел». Он лежал на боку, вырывшись правым траком в мелководье. Загнутый почти под 90 градусов ствол 152 миллиметровой пушки сиротливо смотрел в небо. Дистанционно управляемый пулемет «Корт», установленный на верхней части необитаемой башни, был сорван и валялся в паре метров от танка. Из люка, ведущего в бронированную капсулу для экипажа, наполовину обглоданное, свисало тело в камуфляжных штанах и с вываленными наружу внутренностями. Танк батя узнал сразу. Разработка, которая официально так и не дошла до конвейера. На деле же эту модель вполне себе производили. Большая часть «Орлов», разумеется, шла на армейские склады. Но владелец адской сотни имел неплохие связи, благодаря которым порядка 30 экземпляров за немалые, надо сказать, деньги были переданы на нужды ЧВК. Разумеется, тоже неофициально. Батин взвод был укомплектован сразу 3 «Орлами». На одном из них раненого командира пытались эвакуировать с поля боя. 2 других батя тоже нашел. Потом, когда очнулся на туше развитой твари и пытался разобраться в произошедшей чертовщине. Взяв вепря на изготовку, комвзвода вышел из воды. Приблизился к танку, заглянул внутрь. Живых не было. А полуобглоданный труп, судя по нашивке с позывным на рукаве, принадлежал Горелому, водителю-механику второго экипажа. Единственное, что смутило батю, вторая нашивка с надписью «Адская сотня» и эмблемой, на которой ангел с пламенеющим мечом спускался с неба на грешную землю. Смутило по очень простой причине. Эмблемой той сотни, в которой служил батя, был демон. Теперь командир окончательно перестал понимать, откуда этот мир, больше похожий на один из кругов ада, берет лоскуты. Теория о копировании снова дала сбой, причем еще более странный, чем первый. Процентов так на 90 все совпадало. Африка, водопой, крепость, секретная модель танка, название ЧВК, труп Горелого. Из отличий были эмблема и река. Точно чертовщина. Наверное, я все-таки задвухсотился тогда и теперь брожу по аду. Или у меня крыша протекла. Осмотрев танк и обнаружив на его борту ту же эмблему с ангелом, батя решил, что версия с крышей ему нравится больше. Никаких преимуществ перед попаданием в мифический библейский ад она не имела. Просто командиру приятнее было считать себя живым, а не мертвым. На всякий случай, снова повторив про себя «не увидишь», батя снова двинулся в сторону крепости. Местность была открытой, а до стены крепости, уже знакомого деревянного частокола, высотой всего 3 метра, оставалось еще сотни метров, так что двигаться пришлось перебежками, то и дело падая на землю при малейших подозрительных звуках. Правда, визуально вокруг было чисто. Уже под самой стеной батя обнаружил еще один труп, разорванный и уже обглоданный до костей. Правда, рядом обнаружился обрывок камуфляжного рукава с еще одной нашивкой. На эмблеме оказался все тот же ангел, а вот позывной снова был знакомый – Ворон. Стиснув зубы, батя заставил себя отвернуться, закинул вепря за спину, отступил на пару шагов, чтобы взять разгон, и прыгнул на забор. Ухватился руками за отструганные верхушки бревен, подтянулся, заглянул внутрь. Глинобитные хижины-домишки, собранные из того, что было под рукой, и крытые слоем сухой травы, стояли на тех же местах, где их запомнил батя. Среди них, голодно урча, бродили чернокожие зомби, совсем свежие на вид. Знакомых лиц батя как ни старался, не нашел. Но он особо защитников крепости и не запоминал в тот раз, так только с командирами и завхозом успел пообщаться. Везде виднелись трупы, как обглоданные до костей, так и еще сохранившие часть плоти.
Некоторых все еще объедали те самые зомби. Но на батю они внимания обращали еще меньше, чем тот моллюск на берегу. Вдруг среди глинобитных домишек мелькнуло цветастое пятно, привлекая внимание. Батя прищурился, пытаясь разглядеть детали. Женщина в платке и длинной юбке, с волосами, заплетенными в множество косичек, и уже зомбированная, судя по поведению. За женщиной, тихо поуркивая, ковылял чернокожий малыш, лет 8 на вид, босоногий, одетый только в светлые шорты, уже запачканный красным. Увидев не до конца обглоданное тело еще одного чернокожего защитника крепости, и женщина, и ребенок заурчали громче. Подволакивая ноги, заковыляли к нему, упали на колени и практически одновременно впились зубами в истекающую остатками крови плоть. Зрелище было мерзкое даже по меркам много повидавшего бати. Снова пробормотав про себя «не увидишь», комзвода отвернулся. Надо как-то пробраться к той части крепости, где пока еще идет бой. Кажется, вон там можно прокрасться незамеченным. Всего на территории находилось порядка полусотни хаотично разбросанных хижин. Большинство крохотные. В таких только спальный мешок на землю кинуть, чтоб не под звездами ночевать. Но были и такие, внутри которых помещалось от 2 до 3 таких каморок, разделенных занавешенными тряпками дверными проемами. У таких хижин зачастую имелось целых 2 выхода, размещенных с противоположных сторон. И батя намеревался использовать эту лазейку, чтобы не рассчитывать на непонятную магию, вроде как сделавшую его невидимым или вроде того. Хотя верить в нее уже почти верил, вопреки своему практичному складу ума. Насмотревшись на чужие звезды, местные закаты, кислые туманы и твари, еще и не в такое поверишь, мля. Но нет, этот мир, который комзвода все чаще и чаще стал называть пеклом, преподнес еще сюрпризы. Перебравшись через забор, батя не стал браться за вепря, предпочтя вооружиться ножом. От свежих зомби, если их окажется 2 или даже 3, он легко отобьется и им. А вот на шум выстрела гарантированно припрется крупняк, отвлекать который от пиршества батя категорически не хотел. Осторожными перебежками между хибарами местных он направился к воротам. По пути обнаружил еще один труп своего бойца. Ромео, главный бабник взвода, кажется, большую часть времени думающий исключительно о сексе, готов был замутить отношения без обязательств, как он сам это называл, с любой, даже самой страшной бабой, лишь бы та была достаточно слаба напередок. И батя не мог припомнить ни одной командировки, в которой у Ромео случился бы облом на тему физиологической романтики. Эта последняя не была исключением. И пассия Ромео от всех своих предшественниц отличалась всего 2 вещами – цветом кожи и аппетитом, с которым поедала собственного любовника. «Вот же самка собаки!» – не выдержав, тихо и беззлобно сказал батя. Тут же осекся, но было поздно. Заклинание «не увидишь» перестало работать. Чернокожая зомбячка подняла на командира взгляд залитых чернотой глаз, плотоядно заурчала и как-то очень быстро, вскочив на ноги, бросилась на новую жертву. Батя, несмотря на некоторую оторопь от скорости африканки, был готов. Отпрыгнул в сторону, левой рукой ухватил зомбячку за заплетенные в косы жесткие волосы, дернул на себя и с размаху вогнал нож в удобно открывшееся горло. Негритянка захрипела, потом забулькала, давясь собственной кровью. Комзвода оттолкнул от себя разом ослабевшее тело и едва успел отскочить в сторону, уходя от новой угрозы. Рефлексы сработали на каких-то инстинктах, потому что появление еще одного бойца-зомби командир умудрился пропустить. За что поплатился собственным здоровьем, получив 4 глубоких царапины от пальцев на задней стороне шеи. Это был Винт, и он, в отличие от остальных найденных бойцов, был не только целеханик и жив, но и одет в практически целый камуфляж. И если бы не его глаза, безумные такие же черные, как у любовницы Ромео, батя бы точно попытался с ним заговорить вместо того, чтобы драться. К сожалению, никакого лекарства, способного превратить зомби обратно в человека, батя так и не нашел. Поэтому пришлось стиснуть зубы и пусть и через внутреннее сопротивление все-таки прирезать то, во что превратился верный боевой товарищ. Опустив тело на землю, батя вытер нож о куртку бойца. Винт. Один из самых толковых парней в его взводе. Но вот как, мать его, так? За что? Особо задумываться о несправедливости происходящего было некогда, потому что неподалеку послышалось намного более грозное урчание. Батя шарахнулся в сторону ближайшего дверного проема, с перекатом прыгнул внутрь. Выждал, пока урчание начнет удаляться, выглянул наружу и тут же нарвался на пару свежих, очень медленных еще чернокожих зомби. Все-таки нарвался. Видать, они еще не освоились в новом амплуа и вели себя подозрительно тихо. Пришлось поработать ножом.
Затащив все 4 тела в хижину, чтобы не слишком привлекали внимание, батя вытер клинок и дальше пошел еще осторожнее. И не зря. Буквально через несколько десятков шагов он наткнулся на гориллу, объедающее женское, судя по цветастой юбке, торчащим из-под нее угольно-черным ногам тело. Пришлось обойти увлеченного едой монстра, чтобы ненароком не привлечь его внимание. Уже возле деревянной стены, ограждавшей крепость, батя наткнулся на останки еще одного бойца. Рядом валялся ботинок песочного цвета, из которого торчали куски плоти и обломки малой и большой берцовых костей. Командир поднял ботинок, покрутил в руках, ища ярлычок с наименованием производителя, а найдя, презрительно скривился. Ботинок был сделан в Америке. Американцев, пусть даже эти были не те же самые американцы, хотя какие они еще могли быть, против которых он сражался, батя не мог терпеть от слова совсем. Слишком уж много повидал разрухи, которую они оставили здесь после своих миротворческих операций по всему миру. Так что жалости к неизвестному бойцу не испытывал никакой. Просто отбросил ботинок вместе с содержимым и двинулся дальше. За воротами, такими же хлипкими, как и стена, наткнулся на недоеденный труп чернокожего повстанца, лежащий у колеса старенького, ободранного и прилично ржавого пикапа. Присел рядом с телом и вдруг почувствовал дикую усталость. И разочарование. Не спасти. В одиночку ему никого не спасти. После превращения в зомби обратной дороги уже, скорее всего, нет. По крайней мере, батя она точно неизвестна. А если вдруг кто-то и сумел остаться в здравом уме, то уже был съеден. Это к гадалке не ходи. Слишком много времени уже прошло с ухода кисляка. Над полем боя стлался дым от стрельбы и горячих покрышек. Их свободолюбивые африканцы, похоже, пытались использовать в качестве дымовой завесы. Воняло соответствующе. Горело резиной и пороховыми газами. Зато пока что отсутствовал запах тухлятины, к которому батя настолько уже претерпелся, что даже не сразу заметил его отсутствие. Тварей, как ни странно, поблизости не было. Только в отдалении слышалось их урчание и скрежет разрываемого мощными когтистыми лапами железа. Видимо, скрывали еще один танк батиного взвода или какую-нибудь технику америкосов. Смысла оставаться на этом лоскуте больше не было. Вскоре тварь окончательно обгладает то, что осталось от людей. Возможно, закусят парочкой свеженьких и не очень удачливых зомби. А потом снова отправятся на поиски пищи. И тогда скрыться от них будет ой как непросто. Заклинание «не увидишь», как выяснилось, действительно скрывает батю от их взора. Но ведь не от нюха. Да и работает как-то нестабильно. Одним словом, магия, чтоб ее. Надо будет потом, когда вернется на уже знакомые лоскуты, выловить парочку тупых зомби и поэкспериментировать над этим заклинанием. Но несмотря на огромное количество весьма серьезных аргументов за то, чтобы побыстрее убраться с африканского лоскута, батя под прикрытием дыма двинулся туда, где совсем еще недавно был бой. Глава 10. Дым тварям, похоже, не нравился. То ли потому, что подобно перцу отбивал им нюх, а то ли из-за того, что никогда не бывает дыма без огня. А огонь твари точно недолюбливали. Это батя уже успел заметить за время скитания по лоскутам. Не то чтобы он был прямо панацеей от них, иначе комвзводу давно бы уже окопался где-нибудь, окружив себя несколькими горючими периметрами, но без очень веских причин твари в него предпочитали не соваться. А поскольку большая часть полуобглоданных причин находилась в стороне от задымления, то и лезть в него кровожадным монстрам было ни к чему, по крайней мере пока. Батя, пробираясь вперед, старался держаться поближе к горячим покрышкам. Бандану ему пришлось снять с головы и повязать на лицо, но это не особо помогло. Горло от чадящей резины нещадно соднило, приходилось сдерживать все чаще возникающий кашель. Но лучше уж так, чем по-глупому попасться на глаза. Чуйка, которая, вопреки логике, потащила батю туда, куда он сам смысла идти уже не видел, не обманула. Спустя пару десятков шагов в дыму комвзвода наткнулся на еще один черный орел. Причем почти целый, если не считать свернутого ствола пушки и сорванной с одного бока гусеницы. Люк танка, ведущий в капсулу для экипажа, был распахнут, но внутри не обнаружилось ни живых, ни двухсотых. Внутри все на вид было в полном порядке. Из-за этого батя сделал вывод, что, во-первых, к моменту открытия люка танк уже вышел из боя, и твари рядом с ним не наблюдалось, а во-вторых,
Экипаж открывал люк, будучи еще в относительно здравом уме. А вот вылезали бойцы уже с поехавшей крышей. Иначе непременно заминировали бы боевую машину, чтобы не досталось врагам. Осмотрев танк снаружи, батя залез внутрь. Управлять танком батя умел. В свое время, только получив «Орлов», он сумел выбить у командования дополнительную солярку, а потом, словно пиявка, пристал к Севе. «Научи да научи». Тот и научил, да так, что науку командир запомнил на всю жизнь. Теперь командир пожинал плоды этой науки. О том, чтобы просто завести танк и под шумок попытаться свалить, речи не шло. С места «Орел» до тех пор, пока ему не поставят на место гусеницу, уже не сдвинется. Но когда бой с американцами был прерван появлением тумана, Сева и остальные механики-водители успели не только сменить позиции, но и подзаправить танки, причем не только соляркой. Кто этих чертей знает, могли и на этот раз успеть провернуть подобное. Конструкция танка подразумевала под собой, что весь экипаж, состоящий из 2, максимум 3 человек, будет находиться в бронированном модуле. Вся информация о происходящем на поле боя будет выведена сюда же, и отсюда же из капсулы будет осуществляться стрельба как из гладкоствольной автоматической пушки 2А-83 калибром 152 мм, так и из установленного на башне 12-мм пулемета «Корт». Иными словами, находясь в капсуле экипажа, легко можно было получить абсолютно всю информацию об оставшихся снарядах и состоянии танка, а именно она батю и интересовала. Завелся танк моментально. Засветились мониторы внешнего обзора, выдав картинку с уцелевшей части оптических, лазерных, телевизионных и инфракрасных датчиков. Сразу же побежали строки самодиагностики «Орла», большинство из которых были зелеными. Красными оказались лишь 2. Одна предупреждала о слетевшей гусенице, вторая о пушке со свернутым стволом. «Ядрен же ты, батон!» – в сердцах сплюнул батя. «Да лучше б корт отвалился, чем гусеница!» Танк, несмотря на повреждения, был в относительном порядке. Если умудриться в полевых условиях поставить гусеницу на место, то хоть сейчас бери и езжай. Баки экипаж в этот раз успел залить под горлышко, но в одиночку это батя было не под силу. С некоторым сожалением батя заглушил мотор танка. Оставлять его было откровенно жалко, но выбора все равно не было. Дым от покрышек был неплохим прикрытием от известных своей ненавистью к любому оружию тварей, но только при условии, что сам батя не привлечет к «Орлу» их внимание шумом заведенного двигателя. А комвзвода совершать подобную ошибку не собирался. На танк, а вернее на содержимое его баков, у него были большие планы. Под прикрытием дыма бате удалось подобраться к тому месту, где произошел основной бой, незамеченным. Тут все уже закончилось. Твари разной степени развития доедали многочисленные трупы. Более мелкие, которых крупные к еде не допускали, бродили вокруг, жалобно урча, и ломали все оружие, которое могли найти. Понаблюдав за тварями минут 5 и убедившись, что в ближайшие полчаса они будут сильно заняты, батя решил вернуться к крепости. Там у ворот он видел пустые канистры из-под бензина и шланг, который при некотором умении можно использовать для того, чтобы выкачать солярку из бака поврежденного «Орла» в канистры. До ворот батя добрался без приключений, несмотря даже на то, что пару раз не выдержал и закашлялся. Нагрузился теми канистрами, что казались пустыми, и вернулся к танку. Сделал еще одну ходку, но в этот раз, помимо пустых канистр, прихватил и одну, наполненную жидкостью. Дальнейшее было делом техники. Немного поматерившись, комвзвода сумел залить шланг низкооктановой бурдой из полной канистры. Один конец шланга после этого зажал, второй быстро опустил в горлышко танкового бака, подставил канистру, опустил туда зажатый конец и убрал руку. Сработало. В канистру потекла солярка. Дождавшись заполнения первой тары, батя подставил вторую. В общей сложности удалось заполнить 10 емкостей. Вытащив шланг, комвзвода принялся таскать канистры обратно к воротам. Оставлять их возле танка было нельзя. Рано или поздно покрышки догорят, а крупные твари доедят трупы и, вполне возможно, в поисках новой еды доберутся до танка. По собственному опыту батя помнил, что даже установленная на «Орле» модульно-комбинированная броня для их когтей – не препятствие. А пока твари будут курочить танк, достанется и солярки, которую сливал батя. В первые 2 ходки комвзвода на обратном пути прихватил еще 3 канистры. Одну сразу поставил заливаться, 2 полных подхватил и снова потащил на прежнее место. Там запас солярки вряд ли помешает тварям, а значит, с большей вероятностью дождется, пока они уйдут, и бате представится шанс его забрать. После еще 2 ходок забрать оставалось всего 3 залитых канистры.
Вытирая потные руки о штаны, батя вышел из ворот крепости и сразу же метнулся обратно, срывая с плеча вепря, потому что из облака вонючего дыма на него выскочила вымазанная в чьей-то крови горилла, плотоядно улыбнулась. «Не увидишь!» – мысленно заорал батя, вскидывая карабин, и выбрал половину хода спускового крючка. Неподражаемая улыбка в 2 ряда острейших треугольных зубов сменилась растерянной гримасой. Горилла потянула носом, принюхиваясь, закрутила головой и, разочарованно уркнув, медленно побрела в сторону. Батя, так и замерев с пальцем на спусковом крючке, проводил ее недоумевающим взглядом. И тут его прорвало. «Магия? Да пусть!» Не первый раз за сегодня твари, увидев командира и уже приготовившись напасть, вдруг начинали вести себя так, словно двуногая еда внезапно исчезла, буквально растворилась в воздухе. В конце концов, уже сам факт того, что батя оказался в другом мире, противоречил всему, что он знал. Твари, зомби, копии людей и мест. Да все это с точки зрения здорового психически человека просто не может существовать. И тем не менее, он, батя, здесь. И он тоже копия самого себя. Живая, сохранившая память и здравый рассудок. Ничем не отличимый от оригинала. Видит то, чему не может найти объяснение. Выживает, приспосабливается к тому, что в принципе не может быть реальностью, и тем не менее ею является. Так почему бы тогда не допустить, что и магия в этом мире вполне реальна? Отпустив внутреннюю пружину напряжения и недоверия, все еще связывающую батю с прошлым, командир вдруг понял, что верит и в магию, и в копии, и в зомби, и даже в параллельные миры. О чем еще объяснить, что парни, которых он видел, его бойцы члены адской сотни, но на нашивках у них ангел вместо демона. И одновременно с этим осознал, что был словно бы связан по рукам и ногам своими попытками в логику. А сейчас он стал свободен от догматов, привычек и прежнего, бесполезного в этом мире опыта. За оставшимися возле танка канистрами батя уже не пошел. Раз появилась горилла, то и более крупные твари вот-вот нагрянут, тем более, что из-за едкого дыма уже слышно их недовольное и голодное урчание. Оставлять солярку было еще жальче, чем танк, но ее придется оставить, слишком велик риск, а жизнь она одна, и от того, сохранит ли ее батя, возможно, зависит и жизни его парней. Так что черт с ними, с этими 3 канистрами. 8 штук он успел перетащить к воротам. Вполне достаточно для той цели, ради которой он вообще затеял это мероприятие. Теперь пора уходить на другой лоскут. Там найти убежище и дождаться, пока твари уберутся подальше от крепости. Заодно свериться с картой и распланировать дальнейшие свои действия. Потом вернуться за солярой, перевести ее на склад и заправить БТРы и мотолыгу. К машине батя возвращался по своим собственным следам. Между частоколом, ограждающим крепость, и рекой наткнулся на еще зомби в форме американского морпеха. Просто ради проверки пробормотал про себя «не увидишь», на всякий случай хватаясь за нож. И с удовлетворением заметил, что зомби внезапно потерял к нему всяческий интерес. Крадучись, добрался до реки. Вошел в воду и медленно побрел к водопою, рядом с которым оставил машину. На этот раз фортуна за батей слегка не доглядела. Свой электрический седан командир обнаружил в растерзанном состоянии. Каким-то чудом уцелел рюкзак, оставшийся в багажнике. Он побывавших тут тварей, по всей видимости, просто не заинтересовал. А вот обеим мухам пришел окончательный бесповоротный звездец. С другой стороны, следовало бы порадоваться, что самого бати в этот момент не было. Но машина, хоть и не была лишена некоторых недостатков, командиру нравилась. И в городских условиях они составляли большую часть известного бате мира. Благодаря тихой работе двигателя оказалась крайне удобным средством перемещения. Вздохнув и как следует выматерившись, батя впрягся в рюкзак и, держа вепря наготове, отправился на лоскут с небоскребом. О том, чтобы прямо сейчас двинуть к оборудованной для наблюдения лёжке, не могло быть и речи. Она рядом с другим лоскутом, там сейчас лютуют твари, и лютуют намного сильнее, чем тут, потому что жрачки больше. Немного подумав, батя решил двигаться в сторону Троечки, чтобы запастись продуктами. Пешком путь был не близкий, но времени у бати предостаточно. С Африки твари уйдут довольно скоро, максимум через сутки. Кисляк на склад должен прийти через 3 недели, а на окружающие лоскуты и того позже. До Троечки примерно день хода, еще день на передохнуть, еще 1 на обратную дорогу. Итого 3, ну может 4, если по пути случится что-нибудь непредвиденное. Успеет. Заодно и Лариску повидает.
Крыса поди соскучилась по пойлам из виноградин и горошин. Надо будет ее все-таки отловить и забрать оттуда. Ей же лучше будет, подумал батя. При мысли о крысе у командира потеплело на душе. И так было всякий раз, когда он ее вспоминал. Лариска оказалась единственным, кроме него самого, существом, которое не превратилось в зомби. Наверное, был в ней, как и в бате, какой-то ген или нечто подобное, что позволило им обоим сохранить разум и остаться самими собой. А может, животные вообще не были восприимчивы к туману, в отличие от людей. Но эту версию комзвода проверить не мог, потому что пока кроме Лариски не видел других животных. По крайней мере живых и еще не обглоданных тварями. Что касалось людей, подобных ему, сохранивших рассудок, таких комзвода тоже еще не встречал. Наверное, потому что старался держаться подальше от лоскутов, куда вот-вот должен был прийти туман. В этом ему неплохо так помогали самодельная карта и наблюдательность. И в то же время батя был уверен, не может быть, что он был один такой из тысячи миллионов, ежедневно появляющихся в этом мире. Что ж, скоро он это проверит. Если правильно все просчитает и подготовит, если сумеет не попасться тварям на обед за 2 месяца, оставшиеся до следующего появления кисляка над Африкой. Пользуясь затишьем, образовавшимся на лоскуте из-за пиршеств на 2 соседних, батя все время осматриваясь, прислушиваясь и привычно выискивая подходящее убежище, зашагал на запад, к Троечке. 3 лоскута миновал довольно быстро и без приключений, лишь раз спрятавшись в подъезде многоэтажного дома свечки от пробегавшей мимо стаи в 15 голов. Дальше стало сложнее, намного сложнее. Количество тварей, то ли слишком сильно опоздавших на кисляк сразу на 2 соседних лоскутах, а то ли вообще туда не собиравшихся, росло на глазах. Стаи, вопреки обыкновению, встретившись, не начинали драку, а объединялись и бесцельно носились по уже объеденному лоскуту, словно чего-то ждали. А бате то и дело приходилось прятаться. И раз за разом на всякий случай бормотать про себя. «Не увидишь». Поведение тварей казалось командиру странным. Да и чуйка. И раньше-то никогда не подводившая своего владельца, а в этом мире вообще обострившаяся до предела, вовсю подсказывала, что тут что-то явно не так. Под давлением нехороших предчувствий батя решил свериться с картой, но в ближайшее время новых проявлений тумана вроде как не ожидалось. Комзвода искренне надеялся, что синоптик из него вышел хоть немного получше, чем те, что предсказывали погоду в его родном мире и в большинстве случаев не угадывали ее. И вынужден был признать, что то, что он наблюдает, не очередные сборы на пир, а что-то иное, невиденное прежде. Внезапно до слуха бати донеслись звуки выстрелов. Это было настолько неожиданно, что командир даже не сразу обратил на них внимание, а когда заметил, на долгие 3 секунды потерял дар речи, а когда обрел его обратно, не успел даже матюгнуться, потому что из-за угла дома напротив вдруг вылетела порядком мятая полицейская машина. В салоне, насколько было видно бате, находились 3, и все вроде как в здравом уме и трезвой памяти. Один сидел за рулем, 2 других, по пояс высунувшись из задних окон, полили по преследующим машину тварям из штатных укоротов. Вот и ответ. Не я один такой. Сжал зубы комзвода, едва сдерживаясь, чтобы не поспешить на помощь. И тут же мрачно выругался, увидев, как за первой преследующей машину стаей из угла появилась 2, и 3, и 4. А потом твари хлынули уже со всех сторон. Орда. Вот было единственное слово, пришедшее в голову бати при виде такого количества тварей. Орда, просто несущаяся с лоскута на лоскут, спешащая не на кисляк, а просто куда-нибудь. Орда, в которой, похоже, даже не было единого лидера. Дикая, безумная и безудержная, сметающая все на своем пути. Полицейские были далеко не трусами. Они быстро поняли, что бежать им некуда, и, судя по всему, решили подороже продать свои жизни. Водитель, остановив машину, схватился за табельный Макаров, тоже высунулся в окно и стал поддерживать огнем своих сослуживцев. Стреляли все 3 довольно метко, что говорило о неплохой подготовке, но крупным тварям на эти выстрелы было наплевать. Большинство из них на попадание не реагировало никак, а над некоторыми батя с удивлением заметил что-то вроде фиолетового энергетического щита, появляющегося перед попаданием пули и исчезающего сразу после него. «Снова чертова магия», – сделал вывод батя. «Только не такая, как у меня. Надо взять на заметку». Полицейским комвзвода ничем помочь не мог. Сжав зубы, он из укрытия наблюдал, как истошно орущих от ужаса полицейских выковыривали из машины и рвали на куски, и беззвучно матерился.
В какой-то момент одна из тварей подняла голову и уставилась туда, где прятался батя. Но заклинание «не увидишь» помогло и в этот раз. И тварь потеряла интерес к потенциальной жертве. А потом батя вдруг понял, что с трудом держится на ногах. Сказывалась и злость от собственного бессилия, и физическая усталость. 2 больших глотка пойла прибавили сил. А вот настроение далеко не лучшего после посещения Африки и окончательно упавшего под плинтус после зрелища с полицейскими они не исправили. Дождавшись, пока орда уйдет на восток, батя осторожно вылез из укрытия и вновь затопал в сторону Троечки. Вопреки обыкновению, Лариска не встретила батю у дверей. Вернее, у того, что осталось от дверей, в частности, и супермаркета в целом. Да, орда прошла и тут. Ее никак не смутил рассыпанный у входа перец. Они походя вломились внутрь магазина, разбив панорамные окна. Вскрыли холодильники с тухлятиной, разломали полки с сыпучими продуктами, молочкой и консервами, разнесли кассу и ушли, даже не дожрав найденное. Предчувствие неладное, батя вошел в Троечку, держа вепря наготове, и сразу понял, что в этот раз ушлой Лариске, всегда умудрявшейся выходить сухой из воды, не повезло. «Грёбаное отродье!» С чувством выдал батя, мгновенно осознав, что вот теперь-то он действительно остался один, и добавил пару выражений покрепче. «Грёбаное, мать его, пекло!» Глава 11. Солярки, найденной на Африке, было катастрофически мало, неполных 80 литров. Все их батя влил в мотолыгу, которой из-за установленного на ней гранатомета отводилась решающая роль. В оба БТРа залил обыкновенный бензин, слитый из разбросанных по лоскутам машин. Судя по документации, именно его БТРы и употребляли. Боевые машины были, судя по той же документации, произведены еще при СССР, но при этом имели особенности, о которых батя никогда раньше не догадывался. Несмотря на то, что расчетное количество человек в экипаже в них варьировалось от 2 до 3 человек, системы управления огнем были продублированы для механика-водителя на случай, если с остальными членами экипажа что-то случится. Подача боеприпасов в ВГС и пулеметы производилась автоматически, так что одновременно управление и успешное ведение боя вполне было по силам одному человеку. Сверившись с расписанием тумана и убедившись, что до дня Х он не придет на примыкающие к Африке лоскуты, все боевые машины комвзвода нагрузил цинками с патронами и гранатами и по одной перегнал к восточным и южным границам Африки. Спрятал в заранее присмотренных местах, откуда машины легко и быстро можно было вывести на позиции, и перешел ко второй части подготовки. За 2 месяца батя умудрился поставить на южной и восточной окраинах Африки порядка сотни автомобилей с полными баками бензина. Некоторые заминировал при помощи гранат, от них протянул к остальным пропитанные бензином шнуры. Чтобы бензин не испарялся, шнуры пришлось упаковывать в конструкции из пластиковых труб, снятых с батарей отопления в домах, и все скрепить скотчем и изолентой. Цепная реакция из последовательных взрывов запускалась одной единственной гранатой, спрятанной в изодранной когтями тварей, но каким-то чудом оставшейся на ходу малолитражке с наклейкой на заднем стекле «Я русский». За эту наклейку батя малолитражку и выбрал. «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет. Будете, уроды грёбаные, знать, как с нами связываться», злорадно думал он, пристраивая гранату и привязывая к чеке длинный кусок бельевой веревки. Машины батя не прятал. Пустыми они не привлекут внимания. Главное расставить их так, чтобы твари, ринувшись на Африку, не разорвали цепочку гранат и запалов. Но это батя предусмотрел заранее и не поленился, где выкопать траншеи для труб с пропитанными бензином шнурами, а где соорудить для них баррикады, которые даже развитым тварям проще и быстрее будет обойти, чем сломать. Пулеметы ПКТ под калибр 7,62 и КПВТ под 14,5, установленные на БТРах, комвзвода зарядил под завязку, хотя и не был уверен, что они пригодятся. Еще несколько цинков разобрал, в отдельной емкости сыпав пули, гильзы и порох. В качестве емкостей использовал найденные по лоскутам кастрюли, электрические чайники со стеклянными стенками и даже женские сумочки. Разделив порох поровну, смешал его с пулями, в каждую емкость добавил по гранате и получил кустарные бомбы с неплохим радиусом поражения. Все их укрепил на корпусах мотолыги и БТРов, приготовил запальные шнуры, вымоченные в бензине. Для мотолыги вдобавок придумал механизм, позволяющий эти бомбы сбрасывать, чтобы взрывать под ногами тварей, которые наверняка за ней увяжутся, как только батя начнет действовать.
Подумал немного и на БТРах в итоге применил его же, убрав запальные шнуры. БТРами комзвода планировал при необходимости пожертвовать. В итоге в салоне тоже расположил по бомбе. Случайно найденной краской намалевал на бортах надпись «За Лариску». Немного подумав, остатками краски написал на бортах мотолыги «Я русский», а на носу «Адская сотня». Удовлетворившись подготовкой, принялся ждать. За 3 дня до очередного появления кисляка над Африкой батя подогнал замаскированные БТР на позиции и все вокруг жирно обсыпал перцем из недавно обновившейся троечки. Поскольку место он выбрал на южной границе Африки, на лоскуте с какой-то заброшенной и поросшей деревьями еще до появления тумана промзоной, замаскировал боевые машины ветками. В мотолыгу загрузил запасы еды и пойла, залез внутрь сам и принялся ждать. Как ни странно, сильного волнения батя не испытывал. Наверное, успел свыкнуться с мыслью, что все здесь копии, а не оригиналы, и шанс, возможно, будет не один. Но некоторую нервозность, выраженную тремором рук и легкой испариной, чувствовал. Впрочем, такое с ним бывало и раньше. Обычная подготовка нервной системы к тому, что сейчас будет бой, и надо бате будет снова выдать максимум своих возможностей, а потом еще немного добавить сверху. Ничего необычного, просто работа такая, делать чуть больше, чем это возможно. Ровно через сутки твари начали подтягиваться к границам Африки. Было их сильно меньше, чем во время тумана на лоскуте, соседствующем с небоскребом. Логично. Жратвы на Африке тоже ожидалось в сотни раз меньше. Бате это было только на руку. Он сидел в замаскированной МТЛБ тише воды ниже травы и ждал кисляк. Наконец, пространство над Африкой начал заволакивать туман. Твари заволновались. Комзвода, в отличие от них, остался спокоен. У него в этот момент был обед. Доел 3-ю банку тушенки, запил пойлом, глянул на часы и приготовился. Вовремя. Туман начал рассеиваться. За несколько секунд до того, как он окончательно исчез, батя слегка приоткрыл люк мотолыги и дернул шнур, протянутый к гранате, стоящей в 10 метрах от МТЛБ малолитражки с надписью «Я русский». «Получи, фашист, гранату!» Шнур натянулся, завибрировал и резко ослаб. Батя, выбросив его наружу, быстро задраил люк. Ровно через 5 секунд громыхнуло. Мотолыга от взрыва лишь слегка покачнулась. Зато запустилась цепная реакция из пропитанных бензином шнуров, концами опущенных в топливные баки машин. Часть тварей, находившаяся в первых рядах, успела проскочить границу, но те, что были чуть дальше от нее, оказались в огненном аду. Рев поднялся такой, что даже внутри МТЛБ у Шамбати стало больно от громкости. «Гори, гори, ясно!» – весело буркнул командир, заводя мотолыгу, и повел ее к крепости. Вообще этот вездеход по прочности брони, маневренности и скорости сильно уступал тем же БТРам, которые батя определил во вспомогательную технику. Но установленные на них пулеметы против развитых тварей были практически бесполезны. А вот АГС-17 «Пламя», имевшийся на мотолыге, был пусть и не панацеей, но намного более весомым аргументом хотя бы от середнячков вроде топтунов и моллюсков. В хаосе из горящих тварей, не успевших умчаться вперед до подрыва периметра, батя подъехал к крепости. Местные ополченцы читать на русском вряд ли умели, но, похоже, сообразили, что буквы на бортах явно не английские. Такой вывод комвзвода сделал потому, что по броне мотолыги ударили лишь 2 короткие очереди, а затем ополченцы вновь перенесли огонь на тварей. Первоочередной задачей для бати было спасение своих, а не африканцев, так что командир на полном ходу пронесся мимо укрывавшихся за забором ополченцев и направился туда, где виднелись силуэты тварей, окруживших один из приписанных к его взводу танков. Приблизившись, произвел 2 выстрела из АГС, привлекая к себе внимание тварей. Частично ему это удалось. Развернув мотолыгу, батя вновь сжал газ и принялся сбрасывать с бортов кустарные бомбы. Принцип работы у них был прост. При срыве емкости бомбы с борта выдергивалась чека у закрепленной внутри гранаты. Через 5 секунд она взрывалась, воспламеняя насыпанный в емкостях порох. Энергия взрыва разносила к чертям собачьим саму емкость, превращая ее в смертоносные осколки, и разбрасывала закинутые внутрь емкости пули. Получалось что-то вроде усиленной осколочной гранаты, как раз против тварей, пусть и не самых крупных. Экипаж танка, получив неожиданную передышку, заметил мотолыгу и сделал единственный правильный вывод – свои. Наставил дуло пушки в спины тварей, преследующих батю, и добавил жару. Возле крепости боевые машины поддержали и африканцы. Плюнув на все, батя притормозил перед ними, высунулся в люк и призывно махнул рукой. «Камон!» Международный язык общения вместе с международным же жестом помогли. Африканцы бросились за мотолыгой. Батя повел их к реке.
По крайней мере, он надеялся, что и в этот раз она появится. Спасенный танк прикрывал группу отступления. Миновав водную преграду, на этот раз довольно узкую и практически без течения, вылез из люка. Добежал до замаскированного наломанными ветвями БТРа. Is somebody can drive this? На положительный ответ он не рассчитывал, но неожиданно из толпы африканцев вперед вышел рослый негр с заплетенными в дреды волосами. Нбонго драйв. Нбонго was studento in Soviet. Had some friends from army. He taught me a little. Get in! Без раздумья скомандовал батя, радуясь неожиданной удаче. Он-то думал, что придется взять кого-нибудь из экипажа первого танка и ехать на помощь остальным на 2 машинах, а тут, кажется, получится задействовать все 3. Негр по имени Нбонго позвал одного из своих, принялся отбрасывать ветви, а батя направился к подъехавшему следом танку. Люк орла при его приближении распахнулся, и в проеме показалось удивленное лицо Севы, а за ним физиономии Ромео и Ветрянки. Бать, своими глазами видел, как тебя один из этих монстров надвое разорвал. Глаза протри. Резко оборвал его комвзвода. Виноват. Тут же расплылся в улыбке Сева. Есть протереть глаза. Ромео, там еще БТР, ходу к нему. Возьми с собой кого-нибудь из этих, кто в состоянии справиться с КПВТ. На броне есть кустарные бомбы, сбрасываются с помощью тросов прямо из кабины. А теперь слушать сюда всем. Сейчас разворачиваемся, и все вместе идем обратно вытаскивать наших, и по возможности негров. Твари меньше 2,5 метров ростом и зомби, даже если наши окажутся, мочим из пулеметов. Крупный калибр бережем для крупняка. У развитых тварей природная броня, хрен пробьешь. Плюс встречается такая чертова дрянь, как подобие энергетического щита. Отставить вопросы. Прервав объяснение, рявкнул батя, на открывшего было рот Ветрянку. От вторых драпаем максимально быстро, они нам не по зубам. У первых есть уязвимое место, нарост на затылке. Тоже прикрыт броней, но есть небольшая щель. И да, парни, на броню наших машин не рассчитывайте. Эти твари ее скрывают как картон. Всех наших, кто живой и не жрет себе подобных, грузим в машины. Всех не спасем, говорю сразу. Проходим по полю боя 1, максимум 2 раза. И валим обратно сюда. По пути жарим из всех оставшихся стволов и сбрасываем бомбы, чтобы прикрыть задницы. Сможем пересечь реку, окажемся в безопасности. Воду твари не любят, а с другой стороны, у меня для них сюрприз приготовлен. Все, погнали. Вопросы у парней, понятное дело, были, но приказ они выполнили беспрекословно. Сначала дело, а потом уже можно будет и вопросы себе позволить. И не важно, что командир вроде бы как убит. Вот он, прямо перед ними, живой и здоровый. Ну и что с бородой и лохматыми патлами вместо короткого ежика на голове? Командир же, командир! Второй заход оказался не таким удачным, как первый. Сначала к ним присоединился еще один орел, которому по связи передали, что нужно делать. Вместе они умудрились без потерь завалить сразу 2 крупных тварей и подобрать 5 живых бойцов – Ворона, Винта, Сокола, Дока и Чоса. А потом экипаж второго танка, похоже, потек. Орел неожиданно отвернул в сторону, башня с пушкой бешено закрутилась. Батя сразу понял, что произошло. Уходим, наших парней там больше нет. Командир почти физически ощущал застывшие на губах у своих бойцов вопросы, которые они мужественно держали при себе. В его взводе не особо было принято показательно обращаться к вышестоящим по званию и даже допускалось, в меру нарушив субординацию, поинтересоваться причиной отданного приказа, если бойцам он покажется странным. Но сейчас все интуитивно понимали, батя единственный, кто разбирается в ситуации, и расспросы оставляли на потом, на если выживут, а если не выйдет, то и спрашивать станет незачем, и некого. К этому моменту бой уже почти стих, лишь изредка сквозь урчание тварей слышались редкие одиночные выстрелы. И все же им удалось на обратном пути подхватить еще 3 бойцов – Кира, Моржа, израненного Гвоздя и 10 ополченцев. Тех, кто не влез внутрь боевых машин, разместили на броне и поручили сбрасывать бомбы. Так оказалось удобней. И дали дёру. За ними ломанулись 3 крупные твари. Одна из них, попав дважды подряд под сброшенные с БТРа и мотолыги кустарной бомбы, решила отчалить, хромая на правую ногу. На то, чтобы охладить пыл второй, пришлось потратить целых 5 бомб. А вот третья, к несчастью, оказалась обладательницей уже виденного батей энергетического щита. «Гони!» – резко приказал командир. «Боезапас не тратить, бесполезно!» Когда до реки оставалось каких-то жалких 15 метров, один из ополченцев, сидящий на броне БТРа под управлением Нбонго, совершил ошибку, слишком рано активировав одну из бомб. БТР тряхнуло взрывом. Ополченец и 2 сидящих рядом с ним негров, не удержавшись, свалились на землю. Нбонго, решив не бросать своих, чуть притормозил.
Батя выругался вслух, уже понимая, что произойдет дальше. Преследующая убегающую еду тварь в 2 огромных прыжка настигла БТР, взмахнула лапищами, смахивая с брони тех, кто смог на ней удержаться при взрыве, и, не теряя времени, вцепилась в обшивку. «Твою налево!» Громко выдохнул по связи Сева. «Что ж за ядрён батон-то?» «Гони!» – Отрезал батя. Заскрежетала разрываемая броня, истошно заорали сидящие внутри БТРа люди. У, казалось бы, ко всему уже привыкшего командира от этих звуков зашевелились волосы на голове. Как чувствовали себя ничего не понимающие бойцы, он даже и не пытался себе представить. Тем не менее, парни держались. Стиснув зубы, продолжили бегство, оставив поврежденную боевую машину в жертву твари. Реку форсировали, не сбавляя скорости. Все машины были отлично приспособлены для преодоления подобных преград. «Стой!» – зычно приказал батя, останавливая мотолыгу на противоположном от крепости берегу. Вылез, прошел к неприметному полуразрушенному строению, из фундамента которого торчала молодая березовая поросль. Здесь у него была подготовлена еще одна ловушка для тварей, а вернее, огненный заслон, которым командир надеялся на время обезопасить тот клочок суши, на котором оказался. Огонь по вымоченным в бензине тряпкам побежал весело, поджигая разложенные вдоль них автомобильные покрышки. Убедившись, что резина разгорелась, батя вернулся к мотолыге и жестом приказал всем, и бойцам, и ополченцам собраться вокруг него. «Ромео, ты, герой-любовник, на инглише нормально чешешь. Будешь переводить нашим чернокожим друзьям все, что я сейчас скажу». «Есть!» – хмуро отозвался боец. Батя вздохнул, почесал переносицу, собираясь с мыслями, и принялся вводить спасенных в курс дела. Постарался говорить кратко, но все равно ухлопал на рассказ целых 10 минут. Когда он закончил, ополченцы, сбившись в кучу, о чем-то заговорили на своем языке, иногда тыча пальцами то в батю, то на тот берег реки, где была крепость. Бойцы взвода вели себя сдержанней, но по их лицам было видно, что поверить в сказанное им ой как нелегко. Посмотрев на них, батя решил сразу зайти с козырей и продемонстрировал действие местной магии, вслух проговорив: «Не увидишь!» Дождался, пока парни придут в себя уже от этого зрелища, и поинтересовался, не болит ли у кого голова. Закивали все. «Сейчас выдам лекарство», – пообещал батя и полез внутрь мотолыги. Протянул руку за сиденье, вытаскивая пакет с заготовленным пойлом. И услышал, как снаружи кто-то заурчал. Сначала в 1 голос, потом в 2, в 3, а следом раздался человеческий вопль. Дальше батя считать не пытался. Схватил лежащего тут же под рукой вепря, высунулся в люк и понял, что снова остался один. Ополченцы вместе с большинством его парней обступили Ромео и уже раздирали его истошно вопящего на куски. А чуть в стороне стоял окровавленный винт и с удовольствием поедал оторванную руку бывшего сослуживца. Глава 12. «Мы еще посмотрим, кто кого», – сквозь зубы процедил батя, заводя мотолыгу, и, поднимая фонтаны грязно-желтой воды, принялся форсировать реку, на этот раз снова широкую, с несколькими ответвляющимися от основного русла рукавами. За спиной командира снова, как и 2 месяца назад, поднималось пламя, преграждая путь тварям, желающим попасть на обновленную Африку. Замаскированный стоял и ждал своего часа, потрепанный еще с прошлого раза БТР-70. Самопальных бомб на его бортах не было. Склад за прошедшее время успел обновиться дважды, и теперь вместо советского вооружения и техники там хранились натовские грузовики МАН с шасси под артустановку. Еще имелись штук 10 западных производителей аналогов «Мухи» М-72 ЛО и никакого ручного оружия вроде автоматов, карабинов и прочего. Патронов к ним также не обнаружилось. Из-за этого, что план на этот раз был другой, а также из-за недостатка комплектующих для бомб, БТРу в этот раз была отведена роль запасной машины на случай, если что-то случится с тягачом. Использовать его в паре с МТЛБ батя больше не планировал. После первой попытки спасти своих, окончившейся полным фиаско, комвзвода приходил в себя несколько дней. Все катал в голове воспоминания. Так и эдак переигрывал последние свои действия, ища момент, в который мог бы поступить иначе и спасти Ромео. И не находил. Его попросту не было. Долгих переживаний деятельная натура батя не выдержала. В этот раз не удалось, получится в следующий. Обновление лоскута происходит каждые 2 месяца. Каждые 2 месяца его парни вновь будут попадать в этот мир. И так до бесконечности. Это значит, что у их командира
Будет еще много шансов учесть все ошибки, внести в план необходимые правки и попробовать еще раз, и еще, и еще, до успеха. Ведь главное, что выяснил командир в предыдущую попытку, он не один такой, кто сумел не превратиться в зомби. Любой из его парней в любой из попыток может оказаться таким же, как он, устойчивым к заразе, которую приносит туман. Эх, мля, научиться бы заранее определять таких и отделять зерна от плевел до того, как станет слишком поздно. К сожалению, такого умения у бати не было. Невидимость так и оставалась единственной доступной ему разновидностью местной магии. На полной скорости батя проехал мимо крепости. Его так же, как и в прошлый раз, заметили и узнали ополченцы. Но комвзвода, собранный и сосредоточенный, направил мотолыгу туда, где раздавалось урчание. Сегодня он собирался действовать немного иначе. Вломившись в бой, батя первым применил АГС, снарядов в котором оставалось всего ничего. Не с целью уничтожить как можно больше тварей, нет. Он просто отвлекал их внимание на себя, давая своим парням шанс выйти из боя и убраться подальше. В том, что геройствовать сверх меры бойцы не станут, батя был уверен. Они профессионалы, будут выходить из боя малыми группами человек по 5. В какой-нибудь, может, окажется обладатель иммунитета от заразы. А уж защититься от 4 обратившихся в зомби бывших сослуживцев будет точно легче, чем от 30. Именно столько человек в прошлый раз умудрился вытащить комвзвода. А там уж батя сам найдет выживших и введет в курс дела. Твари, как и надеялся командир, отвлеклись на него и рванули вслед за мотолыгой. «Цып-цып-цып!» – оскалился батя, поворачивая к реке. Добравшись до крепости, принялся сбрасывать бомбы. Против середняка средство верное. Даже топтуны далеко не всегда имеют хотя бы зачатки природной брони, способные защитить от шрапнели, что уж говорить про более мелких тварей. С крупняком сложнее. Этих кустарные бомбы смогут разве что покалечить, да и то при условии, что у какой-нибудь твари не окажется силовой брони. Но в данной ситуации даже самое легкое увечье хотя бы у одной развитой твари уже победа. Потому что главное сегодня время. Время, которое он выиграет для бойцов своего взвода. У реки батя едва не попался. Многие крупные твари, он давно уже это заметил, похоже, обладали некоторыми зачатками интеллекта. Вот и эти оказались не тупые. Поняли, куда уходит огрызающаяся добыча в большой консервной банке, и решили отрезать ей путь к отступлению. Пара тварей покрупнее, вместо того, чтобы продолжать преследование, прибавили ходу и обогнали мотолыгу. Остальные 5 рассеялись полукругом и продолжили гнать консерву к реке. Батя выругался, выжимая из мотолыги максимум, на который она вообще была способна, и все отчетливее понимал, что оторваться никак не сможет. К смерти комвзвода относился довольно спокойно и даже питал к ней некоторый философский интерес. А что же там, за чертой? Но уж никак не стремился ее приблизить. Жизнь, пусть даже в пекле, как он все чаще и чаще называл про себя мир, в который попал, манила его гораздо сильнее. Когда впереди замаячил широкий разлив реки, батя наконец понял, что задумали твари. Преследователи зажимали его справа, вынуждая свернуть дальше от крепости. Именно в том месте, куда его гнали, река сужалась, а посреди ее русла появлялось множество заросших высокой травой островков. «Подходящий брод нашли, гады!» – сцепил зубы батя. «Надеются перебраться вслед за мной, а на том берегу наверняка уже ждет парочка, ушедшая вперед». Ситуация казалась патовой. Бомбы, как и снаряды КГС, у бати давно закончились. Оторваться тоже не получилось. Оставался лишь один вариант – рискованный и лихой. Но уж лихости командиру было не занимать. Сделав вид, что не понял замысла преследователей, батя продолжил движение туда, куда его гнали. Одной рукой вел мотолыгу, другую протянул к вепрю. Расставаться с карабином было откровенно жалко. Командир успел привыкнуть к нему, словно к части самого себя. Но больше нечем было прижать педаль газа так, чтобы мотолыга продолжала держать скорость, когда батя начнет выбираться. Вообще с расклиниванием все-таки пришлось немного повозиться. Батя даже успел решить, что затея не выгорит, но все-таки ее не бросил. В итоге получилось даже лучше, чем было задумано. Помимо педали газа, удалось заклинить еще и управление. Теперь мотолыга могла ехать только вперед, по намеченной батей траектории. А ему самому пришло время прощаться с верной боевой машиной. Ласково проведя ладонью по приборной панели, командир пробормотал: «Не увидишь!» Открыл люк и по пояс высунулся наружу. Река приближалась. На противоположном берегу уже виднелись силуэты тех тварей, что умчались вперед. «Умные!»
– скрипнул зубами батя. «Но недостаточно. Останетесь голодными». Мотолыга с разгона влетела в реку, подняв тучу брызг. Твари, преследовавшие батю, даже не подумали замедлиться. Друг за другом они стали сигать на находящийся в паре метров от берега островок. С него на второй и так далее. Комзвода поглядывал на них краем глаза, подбирая нужный момент. И когда тягач миновал очередной островок, тоже прыгнул, но в воду. Глубина оказалась меньше, чем он рассчитывал, всего по пояс. Батя резко вдохнул и нырнул. Изо всех сил погреб в сторону, спеша убраться как можно дальше от того, как его невидимость перестанет действовать. А предел у нее, к сожалению, был, и не такой уж большой. Видимость в грязно-желтой воде была почти нулевая. Командир греб вперед, ориентируясь лишь на чувство направления, но вполне допускал, что оно его подводит. Течение в реке оказалось неожиданно сильным. Кроме него продвижению мешали и водоросли, неожиданно плотные и длинные. Они цепляли батю за руку и путались в ногах. Наконец дыхалка, какой бы тренированной она ни была, не выдержала. Чувствуя, как горят огнем легкие, батя принял решение выныривать. Невидимость еще действовала. Каким-то образом он научился чувствовать ее. Вот как раз и будет возможность слегка отдышаться и оценить обстановку. За то время, которое батя провел под водой, мотолыга успела доехать до противоположного берега, где ее уже поджидали. Твари набросились на боевую машину со звериным энтузиазмом. Перевернули ее на бок, вцепились когтями в броню. Несчастная МТЛБ взревела движком, проживая последние свои секунды, и заглохла, израсходовав остатки солярки. Заскрежетала рвущаяся под когтями твари и сталь обшивки. Подоспели остальные твари. С энтузиазмом тоже подключились к вскрытию тягача. Батя сплюнул. Все-таки тупые они. Так увлеклись погоней и засадой, что до сих пор не поняли. Добыча ускользнула. Пожалуй, можно больше не прятаться. Островков в этой части реки нет. Глубина уже приличная, до дна ногами не достать. Но батя не поддался ложному чувству безопасности и снова нырнул. Через 50 метров река сделала изгиб, на этот раз уходя от крепости в сторону водопоя, и снова обмелела. Нащупав ногами дно, командир наконец позволил себе слегка расслабиться, но из воды выходить все равно не стал. По ней, утопая ногами в иле, батя обошел все укрепления местных повстанцев и добрался до той его части, где располагались склады. Не хижины, выделенные под хранение боезапаса его бойцов, а более-менее добротное строение с маленькими, высоко поднятыми над землей окнами, крытые жестью. В них даже имелись фанерные, по виду найденные на какой-то помойке, но все же двери. К тому же запертые на тяжелые и ржавые от местного влажного климата амбарные замки. Из-за частокола еще слышно было урчание свежеобратившихся зомби. Кто на этот раз? Батя не сказать, чтобы очень хотел знать ответ на этот вопрос. Вообще в его планах было после наведения шороха на поле боя, где обычно концентрировались крупные твари, зачистить крепость, где во время боя оставались только чернокожие женщины, их дети и человек 10 местных охранников с древними, но ухоженными автоматами Калашникова. После этого закрыть ворота так, чтобы миновать их мог только человек, сохранивший разум, но уж никак не свежий зомби. Затихариться в какой-нибудь хижине и ждать, включая при необходимости невидимость. Первую часть, ввиду потери вепря, пришлось осуществлять ножом. Наросты на затылках убитых зомби батя даже не искал, знал, что у свежих их нет. Трупы стаскивал в одну из хижин, стоящую в отдалении от других, чтобы их запах не привлек тварей. Закрыл ворота, подпер их изнутри, валяющимся тут же хламом. Зомби вряд ли догадается толкнуть посильнее, а вот человек запросто. От крупных тварей, правда, такая баррикада тоже не спасет. Но если они нагрянут, вторую попытку спасения своих можно будет сразу считать провальной. Во вторую пришлось внести некоторые изменения. Без вепря с одним только ножом оставаться в крепости было слишком опасно. Ночь – время тварей. В темноте даже самые свежие зомби видят отлично, не говоря уж о крупнике. Так что на ночевку придется свалить обратно на небоскреб и сделать это засветло. Любой здравомыслящий человек, а своих бойцов он считал именно таковыми, оказавшись в окружении тварей, которых невозможно задвухсотить или на край затрехсотить имеющимся в наличии вооружениями, примет решение как можно скорее убраться от таких тварей подальше и, оглядевшись вокруг, быстро сообразит, что нигде, кроме крепости, укрытия не найдет. Тут-то батя и намеревался встретить того или тех, кому повезет остаться людьми. Теперь, к сожалению, этот план пошел прахом. Закончив с воротами, батя перелез через частокол со стороны водопоя, глотнул пойло из фляги для восстановления сил, включил невидимость
и трусцой направился прочь от крепости. Бежать вот так вот комзвода мог долго, физическая подготовка позволяла. К тому же он давно уже заметил, что, попав в этот мир, стал сильнее. Предположил, что это такой побочный эффект иммунитета от местной зомбирующей заразы, и перестал об этом думать. Улучшилась физуха, ну и прекрасно. Какая уж тут разница от чего? Достойную замену тому электрическому седану он так и не нашел. Долго предпочитал перемещаться пешком скрытности ради. С тех пор, как он научился быть невидимым, командир осмелел и стал пользоваться любыми попадающимися на пути машинами, просто бросая их при необходимости. Сегодня батя прибыл на Африку, на окончивший свой жизненный путь мотолыги. За БТРом возвращаться тоже не стоило. Раз твари нашли способ форсировать реку, то с большей вероятностью добрались и до него. Значит, на соседний лоскут придется добираться пешком. Благо недалеко, всего 5 или 6 километров. Там возле окружной дороги имелась стройка. Здание являло собой костяк из плит и опор. Зато рядом стояли обычные морские контейнеры, на скорую руку переделанные под жилье для рабочей силы из ближнего зарубежья. Сколько батя не проезжал мимо этой стройки, ни людей, ни тварей там не встречал, так что место было относительно безопасное для того, чтобы переночевать. А утром командир собирался вернуться на Африку. Амбре в контейнерах стояло непередаваемое. Застарелый пот, носки, воняющие хуже пойла из виноградин, протухшие мусорные ведра. И, конечно, разложение. Осмотрев примерно половину контейнеров, батя засомневался в своем решении остаться тут на ночь. Но выбора у него по большому счету уже не оставалось. Местное фантасмагорическое солнце почти зашло, а до ближайшего подходящего в качестве убежища места еще топать и топать. На своих двоих, без машины, до темноты никак не уложиться. Приняв решение все-таки остаться, батя принялся обустраиваться. Вынес из приглянувшегося контейнера в соседний все вонючие тряпки, включая постельное белье. Туда же отправилось мусорное ведро, липкая клеенка со стола и засохшие остатки копченой колбасы, которая не смогла прельстить даже тварей. В течение 15 минут командир устраивал проветривание помещения, открыв одновременно дверь и грязное окно с покрытыми паутиной трещин стеклами, и, наконец, стал устраиваться на ночевку. Дверь он, разумеется, подпер сбитой из толстых брусков двухъярусной кроватью. Рядом, развернув на 90 градусов, поставил еще одну, так, чтобы торцом она уперлась в противоположную стену. Сел на пол, оперся спиной о стену и закрыл глаза. Сон, привычно поверхностный, еще с той прежней жизни пришел мгновенно и был лишен сновидений. Зато проснулся батя вполне отдохнувший. Разве что традиционно начинала побаливать голова, и желудок сходил с ума от голода. Первое батя быстро исправил пойлом, второе – прихваченными собой энергетическими батончиками. Убедившись, что снаружи его не ждет голодающая местная фауна, включил невидимость и все тем же легким бегом, что и накануне, отправился обратно на Африку. Снова перебрался через чистокол и, взяв на изготовку нож, принялся обходить все хижины подряд. Пока все было тихо, никто не урчал, не пытался батю застрелить или схорчить. Более того, довольно скоро выяснилось, что крупные твари до крепости в этот раз так и не дошли. Это командир понял, обнаружив хижину, где повстанцы хранили свои древние, но вполне исправные калаши и боезапас к ним. Убрав нож, батя принялся подбирать себе ствол. Заняло это немного времени, зато из хижины комзвода выходил в весьма приподнятом настроении. Морально устаревший, но надежный, как чугунный лом, АК-47 с рамным прикладом болтался за спиной. Использовать его батя намеревался лишь в случае крайней нужды, чтобы не нашуметь без причины. Но уверенности огнестрел добавлял изрядно. Обойдя примерно половину хижин, батя вдруг почувствовал на себе чей-то взгляд. Резко обернулся, роняя зажатый в руке нож, и схватился за калаш. Но ничего опасного не обнаружил. То ли чуйка о чем-то предупреждает, то ли от волнения нервишки сдали. На всякий случай батя предпочел довериться чуйке и дальше шел, снова включив невидимость. Добрался до хижины, где его взводу разрешили хранить оружие, и снова почувствовал радость. Все было цело, даже преснопамятная стационарная рация. А вот ворота оказались приоткрыты, причем ровно настолько, что пройти в них мог только человек, ну или свежий зомби, пока еще не нарастивший габариты. Все-таки чуйка, но ведь внутри хижин никого не было, и перебежать между ними никто не мог. Комзвода не заходил внутрь и все время контролировал обстановку вокруг. Хотя как никто? Его парни как раз такую подготовку имели. Но если это они,
то какого черта он-то тупит? Батя решительно выключил невидимость и, держа калаш наготове, показательно открыто двинулся в обратный путь мимо хижин. И совсем не удивился, когда сзади щелкнул затвор, и сиплый усталый голос командовал: «Замри! Ствол на землю! Руки за голову!» Глава 13. Батя хорошо помнил собственное самочувствие в первые дни. То, как туго соображал, мучаясь галлюцинациями, головными болями, пока не разобрался, как готовить пойло из виноградин, поэтому выполнять приказ даже не подумал. Врубил невидимость и кувырком ушел с линии огня. Надо отдать должное бойцу, стрелять он не стал, возможно, из осторожности, чтобы не привлечь внимание тварей, а скорее всего потому, что успел столкнуться с глюками и уже не особо верил собственным глазам. Перекатившись, батя бесшумно отбежал за ближайшую хижину, обошел ее кругом, выглянул с другой стороны и расплылся в улыбке. Перед ним, растерянно озираясь, стоял уставший и осунувшийся, с ног до головы измазанный засохшей кровью, но живой и вменяемый винт. Довольно долго после предыдущей попытки спасти своих, батя не мог избавиться от воспоминаний о том, как винт обгладывал оторванную руку Ромео, но этот винт был совсем другой. И уже по манере держаться командир с уверенностью мог сказать, что на этот раз боец остался вменяем. Убирать калаш батя не стал, включил предохранитель и, чуть опустив ствол для удобства, прокрался винту за спину, упер дуло тому между лопаток и очень спокойно произнес: «Сам замри! Ствол на землю, руки в гору! Сопротивляться не пытайся, не сможешь!» Винт, разумеется, не послушался, резко скрутился, одновременно уходя вниз, вытянул руки и попытался сделать захват за пояс. Батя был к этому готов и поэтому просто сделал шаг назад, а руки бойца схватили лишь пустоту. Не удержав равновесия, винт кубарем полетел на землю. «Говорю же, не рыпайся!» – терпеливо повторил батя и снова приставил дуло к спине бойца, силой придавив того вниз. На сей раз винт предпочел подчиниться, ему просто не оставалось ничего иного, но голову все равно повернул, прищурился, пытаясь вглядеться в лицо того, кто его уделал. «Ну что, успокоился? Или узбагаин прикладом добавить и как ту бабу за волосы и в пещеру?» «Ты вообще кто?» – прохрипел винт. «И где?» Батя, сообразив, что боец его по-прежнему не видит, вырубил невидимость. «А сам как думаешь?» Глаза винта, до этого зло прищуренные, стали круглыми, как блюдца. «Батя, ты! Тебя ж задвухсотили!» «Кто?» – поинтересовался комвзвода. «Рогатые твари ростом с двухэтажный дом». «Нет», – растерялся Винт, – «свои. Парни как с ума посходили разом и набросились на тех, кто в уме оставался. Бать, погоди, а бороду ты когда отрастить успел?» «Сечешь», – усмехнулся батя. «Долгая история. Ты как сам, в адеквате? На человеченку не тянет?» Винт, насколько позволяло его положение, помотал головой. «Ну тогда не дури, понял? Я уберу ствол, мы с тобой забьемся в хижину с нашим чудом уцелевшими манатками и поговорим, идет? Но имей в виду, попытаешься на меня наброситься, привалю и глазом не моргну. Усек?» Винт кивнул. Батя, на всякий случай выключив предохранитель, медленно отошел на 3 шага. Винт уперся руками в землю и медленно сел. Помотал головой. С изумлением уставился на командира. «Бать, мля, я глазам не верю!» «В твоем состоянии не мудрено», – кивнул батя. «Голова поди болит, да?» «Раскалывается», – несмело улыбнулся краешком губ Винт. «Ну, я бы не назвал это плохим признаком, тем более, что лекарство у меня есть. Заценишь аромат с послевкусием. Ладно, двинули, нечего на виду торчать. Тут это может стоить жизни». Винта батя пустил первым, кивком головы указав направление на всякий случай. Внутри хижины с оружием взвода заставил бойца сесть на пол возле дверного проема. Сам прошел глубже, обернулся и кинул винту флягу с пойлом. «Пока глоток, не больше, хотя больше и не сможешь». «Обижаешь, командир», – ухмыльнулся осмелевший винт, открутил крышку, приготовился хлебнуть от души и… согнулся, едва сдерживая рвотные порывы. «Ты это лекарство из чего сделал, командир? Отрава же, мля!» «Из тухлых носков», – флегматично пожал плечами батя. «Или ты букет французского сухого, столетней выдержки ожидал? Пей, говорю, это приказ». В батином взводе, да и во всей адской сотне тоже,
не было принято соблюдать формальную часть субординации. Более того, неформальное общение, в том числе между командирами и подчиненными, не только не порицалось, но и одобрялось. Штатные психологи считали, что это укрепляет коллектив. Однако фраза «это приказ», исходящая от вышестоящего по званию, была сродни некоему маркеру, четко показывающему, что данное указание не обсуждается и подлежит немедленному выполнению. Винт поднял измученный взгляд на батю, резко выдохнул и приложился к фляге. Сглотнул. «Сказал же, многое не получится», – проворчал батя, забирая у бойца флягу. «Башня как?» Винт, все еще кривясь, помотал головой и замер в изумлении. «Слушай, бать, это твоя дрянь быстрее обезболивающих уколов действует. Во-первых, не моя, а тех тварей, в которых со временем превращаются зомби. А во-вторых, пить ее нам с тобой теперь придется постоянно. Если перестанем, то либо от боли сдохнем, либо, подозревая, тоже озомбируемся». Винт, чье самочувствие улучшалось на глазах, с сомнением посмотрел на командира. «Бать, а что за чертовщина тут вообще творится, а? Амиры вирус какой-то распылили, что ли? Биоружие?» Комвзвода, вспомнив, как сам первым делом предположил то же самое, печально усмехнулся. «Лучше бы, мля, оно!» – выдохнул батя и вытащил из кармана 2 оставшихся энергетических батончика. «Ну нет, Винт, все гораздо хуже. На вот, перекуси, а я пока расскажу, что за хренотень тут происходит». Рассказ у бати вышел неожиданно долгий, хотя прошелся он только по верхам, не вдаваясь в подробности. Поболтать комвзвода всегда был не дурак, но и, как и любой человек, выбравший военную стезю, стремился выражать мысли лаконично. Но для того, чтобы коротко и понятно описать ад, в котором они с Винтом оказались, у командира не хватило ни слов, ни знаний о новом мире. Одни только догадки и наблюдения. Винт поначалу слушал серьезным видом, но чем дальше, тем более скептическим становилось выражение его лица. При этом он сидел молча и все свои возражения, если таковые имелись, держал при себе. И только когда батя закончил, ошеломленно выдал. «Бать, а мы с тобой точно не того, не потекли крышей?» Комвзвода вздохнул, снова вернувшись к воспоминаниям о своих первых днях здесь. Тогда он тоже подозревал, что тронулся умом. Оказалось, что нет. «А ты про себя расскажи», – вместо ответа предложил он и, подумав, добавил. «Все сразу на места встанет. Хотя поверить в реальность происходящего сразу не получится. Это я тебе по своему опыту говорю». Рассказ Винта был довольно короткий. Во время боя батю, как и в прошлый раз, серьезно ранило. Но Севы и его танка рядом не оказалось, так что Винт, Ворон, Чос, Кир, Гвоздь и Морж приняли решение уносить командира за стены крепости. Батя откинулся буквально метров за 20 до ворот. Винту и находящимся с ним бойцам повезло. В момент появления кисляка они оказались в стороне от самых трагических событий. А когда увидели тварей, которые за несколько секунд голыми лапами разодрали все 3 имеющихся у батиного взвода танка, поняли, что пытаться спасти своих не стоит, а точнее и не выйдет. О такой чрезвычайной ситуации следовало немедленно доложить начальству. Быстро посовещавшись, решили двигать к аэродрому. Далеко не ушли, помешали твари. Спрятались в какой-то то ли яме, то ли пересохшем колодце. Но твари никак не желали уходить. Видимо, обладали чувствительным нюхом на человечину. И тут, судя по всему, в бой вступил уже этот батя на своей мотолыге. Твари, привлеченные новым шумом, ушли, а бойцы вылезли и продолжили путь. Но буквально через полчаса Чос вдруг заурчал и попытался загрызть моржа. На силу оттащили, скрутили и дальше поочередно волокли на себе. А потом тоже повторилось с Гвоздем и с Киром. Последним обратился Ворон. Всех 5 боевых товарищей Винт в итоге прикончил. Догадался, что вылечить их вряд ли возможно. Вернулся к колодцу, просидел там всю ночь, а утром побрел обратно к крепости, искать своих. И увидел батю, которого со вчерашнего дня считал мертвым. Живого батю. «Ясно», – пожевал губами батя. «Правильно, что в крепость за рацией не махнули». Тоже об этом подумал. Тут людей полно ведь было. Такой толпой наброситься не отобьешься. Согласился Винт, кося глазом на флягу в руках командира. Слушай, бать, а можно еще глоток этой дряни? Как-то после нее вроде не только голова прошла, но и сил немного прибавилось. «Можно», – подумал батя, бросив флягу бойцу. «Только не чисти. Пойл из местной органики. Черт его знает, какие последствия могут быть от передозировки». «Что за органика?» – заинтересованно вскинулся Винт и с усмешкой кивнул в сторону поля боя. «Это что ли, с рогами и когтями?» «Она самая», – самым серьезным видом кивнул командир.
Но можно и из менее развитых тварей добыть, даже из зомби, которые же вот-вот в гориллу превратятся. Винт, как раз в этот момент приложившийся к фляге, поперхнулся. «Да ты пей, пей!» – Весело подбодрил его батя. «Пойло – далеко не самая хреновая вещь в здешней жизни. Куда уж хуже!» – буркнул ответ Винт, но глоток все же сделал. «Есть куда!» – ухмыльнулся батя. «Видел у тварей на затылке нарост? Вот в нем главный ингредиент пойла и находится. Вот такой, чтоб знал. Я эти штуки виноградинами называю». С этими словами командир потянулся к чехлу от полевой аптечки, который так и носил на себе не снимая, вынул оттуда виноградину и протянул бойцу. «Чем крупнее тварь, тем больше в наросте таких штук. Есть и другие – горошины и жемчуг. Для наглядности батя вынул и их. Пока не разобрался, что дают, но как минимум горох точно можно употреблять внутрь. Да и жемчуг, походу, тоже». «Отлично!» – Обрадовался Винт Больше не буду у тебя пойло выпрашивать. и открыл рот, намереваясь закинуть туда виноградину. «Отставить!» – взревел батя. Боец как сидел с открытым ртом, так и замер. Пришлось по-быстрому ему объяснить про растворение водки и ядовитые хлопья, а заодно и про Лариску, которая подсказала бате, что хлопья употреблять не стоит. Но о том, что привязался к крысе и довольно болезненно пережил ее гибель, командир предпочел промолчать. Постеснялся сентиментальности, которой до попадания сюда не был склонен. «Да...» – только и сказал Винт. Надолго задерживаться в крепости не стали. Стараниями бати крепость закрытыми, пусть и условно воротами, в которой не осталось не только людей, но и свежих зомби, крупных тварей не заинтересовала. Благодаря этому весь запасной арсенал сотни остался целеханик. Владелец ЧВК имел неплохие связи среди оружейников, поэтому его бойцы всегда были экипированы максимально эффективным оружием и боеприпасами. Так было с экспериментальным танком Т-95, и аналогично дело обстояло с остальным оружием. Основным ручным оружием в адской сотне был не автомат Калашникова под привычный калибр 7,62, а новейший АДС, выполненный в компоновке Bullpup, то есть имевший смещенную вперед спусковую скобу. Кроме того, в конструкции были предусмотрены интегрированный 40-мм гранатомет, посадочные места под любой тип прицелов и переключатель воздух-вода, который позволял использовать автомат даже под водой, пусть и на небольшой дистанции. Калибр был тоже иной – 5,45 вместо «семерки», но для тех операций, в которых участвовали бойцы сотни, он был самым подходящим. Набив по десятку секторальных магазинов и рассовав их по подсумкам и карманам разгрузки, набрали еще и патронов россыпью. Запаслись сухпайками, известная бате троечка после погрома уже обновилась, но до нее сначала надо было добраться. Это в зависимости от обстоятельств могло занять довольно много времени, а организм требовал еды так же регулярно, как и пойло. А тем более теперь с батей был Винт, боец опытный и надежный, но еще не привыкший к новым реалиям и не знавший, как с ними правильно сосуществовать. Выбрались уже известным командиру путем, мимо водопоя. Немного задержались на стыке двух лоскутов. Винт, до сих пор еще не поверивший в реальность происходящего, несколько раз прошелся туда и обратно, внимательно разглядывая примыкание. Потрогал его, ковырнул пальцем, встал и выдал глубокомысленное: «Охренеть, мля!» Ночевать снова пришлось в уже облюбованном батей контейнере. Перекусили, после чего командир принялся рассказывать про туман и его расписание. Прошелся по разновидностям тварей и содержимому наростов у них на затылках. Объяснил, каких лучше всего добывать, а каких избегать как огня. Затем достал свою импровизированную карту с пометками и принялся вводить Винта в местную географию. Тот рассмотрел карту с профессиональным интересом, расспросил про лоскуты с названиями, отдельно заинтересовавшись складом. «До позапрошлого обновления полезное было место», – вздохнул батя. «Советский склад с оружием, по местным реалиям сокровищница. Я там мотолугу и 2 БТР раздобыл. Вот с ними шухер на Африке и навел, благодаря которому ты выжил. А потом на этом месте натовский склад появился, мля. И там только аналоги мухи и несколько тягачей под арту. И все. Уже 2 раза подряд эта хрень бесполезная прилетала». Батя вздохнул и досадливо сплюнул. «Прям засада, мля». Вид задумчиво наморщил лоб и приобрел такой вид, как будто в голове у него что-то щелкнуло, и пазл сложился. «Бать, расскажи о своем мире», – наконец попросил он. «Зачем?» – удивился комвзвода. «Ты расскажи», – настоял на своем Винт. «а там разберемся». Теперь батя и вовсе растерялся, но решил довериться бойцу, судя по виду, пришедшему к каким-то неожиданным выводам,
и желавшим их таким образом проверить. «Ну, мир как мир», – начал он. «Есть Россия, есть Европа, есть Америка. Машины, самолеты, компьютеры, телефоны, интернет». Кто президент России? Какой конституционный уклад? Форма правления? Курилы русские или японские? А Аляска? Третья мировая началась или нет? Какая мировая резервная валюта в ходу? Начал заваливать уточняющими вопросами Винт. «Президент Путин», – сходу выдал батя. «Курилы наши, Аляска американская, войны нет, валюта австралийский доллар». Австралийский? Прищурившись, прервал командира Винт. Точно австралийский. У нас вообще-то американский. Теперь щелкнуло в голове у бати. Да так щелкнуло, что комвзвода на некоторое время аж дар речи потерял. «Бать, ты ж помнишь, что я книгами увлекаюсь на досуге», заметив выражение лица командира, пояснил Винт. «фантастикой всякой. И вот в одной книге я прочитал про параллельные миры. Ну типа мультиверсум, или как это, мультивселенная, во. Но это когда миров бесконечное количество, и все они вроде как одинаковые, с одними и теми же людьми, но все равно отличаются. Какие-то прям сильно, а другие только малозаметными деталями. Ну там доллар не тот, или человек в одном мире военный, а в другом офисный клерк. Понимаешь? Я всегда думал, что фантастика, она фантастика и есть. Мало ли что нафантазировать можно. Некоторые вон и про жизнь после смерти пишут, да так, что и зачитаешься, и поверишь. Так я, собственно, к чему, бать? Может, мультиверсум – это никакая не выдумка, а?» Батя, придя в себя, задумчиво почесал обросший затылок. А почему, собственно, и нет? Магия вроде как тоже выдумка, но ведь тут она работает, и твари из людей получаются, что тоже как бы очень даже антинаучно. Так почему бы тогда и в мультиверсум не поверить? Тем более, что доказательств существования последнего комвзвода видел уже немало. Глава 14. «Ну что, готов?» – поинтересовался у Винта батя. «Как всегда», – кивнул боец, но уверенности в его голосе не было. «Тогда начинаем. Псих, Горелый, держите этих уродов на прицеле. Если внепланово рыпнутся, мочить без приказа». «Есть, так точно!» – отозвались бойцы. Этих двоих бате с Винтом удалось спасти при следующем обновлении Африки. Горелый был механиком-водителем одного из танков «Черный орел». Когда члены его экипажа заурчали, он не растерялся и сумел дать им отпор. Связал, пристегнул к сиденьям и под их недовольное хоровое «Ур!» довольно долго и успешно поддерживал бойцов пехоты огнем из 152 миллиметровой пушки. Когда боеприпасы закончились, он принялся носиться вокруг развитых тварей, отвлекая их от себя, и умудрился ни разу не попасть под удары когтистых лап. Где-то в этот момент подоспели батя с Винтом. Винт не зря так интересовался складом и манами. В отличие от советских БТРов, натовские тягачи оказались заправлены под завязку. Арт-установок к ним на складе не имелось, но зато сами по себе эти многотонные машины тоже могли быть оружием, которое всего-то надо было правильно применить. Маны затентовали найденным там же на складе брезентом. Под тентом разместили открытые емкости с слитым из брошенных легковушек бензином. Наведались в африканскую крепость, из запасов взвода взяли цинк зажигательных патронов к КДСам. С помощью подручных средств организовали быструю блокировку руля и педалей, чтобы можно было запустить тягачи в самую гущу боя в качестве бомб на колесах, и вывели тягачи на позиции. Будет ли в этот раз река, и проходима ли она окажется для машины, предсказать было невозможно, поэтому заходить решили со стороны водопоя. По границам лоскута снова разместили огненный барьер из разнообразных машин, благо их на лоскутах всегда было в достатке, на любой вкус и кошелек. В этот раз барьер сделали двойным, чтобы большая часть тех тварей, кто успеет преодолеть первый, застряла бы на втором. Начали отлично. Огненные линии сдержали большую часть тварей, а батя с Винтом сразу на 2 тентованных манах проломили частокол, окружавший крепость, промчались вдоль хижин, безжалостно давя тех, кто хоть немного напоминал своим поведением зомби. Друг за другом проехали ворота, оценили обстановку, установили блокировки, а сами залегли у ворот. Задачей бати было включить невидимость и своевременно выстрелить по тягачам зажигательными, чтобы устроить тварям большой и веселый звездец. Винт, вооружившись ради скрытности ножом, должен был прикрывать тылы, чтобы зомби из крепости не вычислили местонахождение командира по выстрелам. Тягачи ожидаемо наделали шороху. Одна из развитых тварей как раз в этот момент замахнулась лапой на закопченный,
но вполне боеспособный танк, и даже не заметила, как прямо под хвост ей въехал один из тягачей. Батя, выдохнув, выстрелил. Громыхнуло словно от арты. Все окуталось клубами дыма и языками пламени, от которых стало жарко даже находившемуся в 200 метрах бате. Тварь подбросила вверх на несколько метров, причем ее нижние лапы оказались в воздухе, уже отдельно от туловища, нижняя часть которого превратилась в хорошо прожаренный мясной фарш. При этом тварь ростом под 6 метров благополучно прикрыла собой танк, а тот, обрадовавшись помощи, вновь принялся колесить вокруг других тварей, отвлекая их от расходящихся в разные стороны пехотинцев. В какой-то момент он остановился, и на его броню ловко спрыгнул боец, как оказалось впоследствии псих. После этого водитель танка наконец понял, что сделал все возможное для своих товарищей и двинулся к крепости. За ним увязалась одна из тварей, нечто среднее между рогатым монстром и моллюском. Почти настигла танк, но в последний момент вдруг остановилась. Ошалела, потрясла головой, пару раз дернулась было продолжить преследование, но почему-то передумала и с жалобным урчанием рванула прочь. Батя тогда не придал значения странному поведению твари. Сняв невидимость, вышел навстречу танку и жестами показал, чтоб тот ехал на противоположную сторону крепости. Вместе с батей они прикрыли ворота и принялись зачищать крепость от зомби. В одной из хижин нашли заплаканную негритянку, прижимавшую к себе ребенка. Кое-как, перемежая английский язык жестов, уговорили ее перебраться в небольшое строение с дверью и заперли ее там. Твари в этот раз ушли довольно быстро, видимо, по следам разбежавшейся двуногой добычи. А батя с винтом, зачистив крепость, направились к ожидавшему их танку. Выживших бойцов, по аналогии с негритянкой, отправили в импровизированную изоляцию в другой хижине, а сами в это время принялись переносить оружие и боеприпасы из запасов сотни ближе к танку. Спустя час негритянка обратилась в зомби. С ребенком или нет, так и осталось тайной. Но тельце малыша к тому моменту, как Винт услышал урчание из здания, где они находились, было уже порядком обглодано. Женщину пришлось прирезать, пока твари покрупнее не позвала. И сделал это Винт без малейшей жалости. «Ну вот как так, бать?» – беспомощно спросил он, глядя на останки мальца. «Вот так, боец», – жестко сказал батя, хотя и у него от жалости разрывалось сердце. «Привыкай». Вообще среди тварей зомби было не редкостью, когда более сильные твари нападают и пожирают тех, кто слабее. Так что далеко не факт, что мальчишка имел иммунитет к местной заразе. Но зрелище все равно производило впечатление. Даже на многое повидавших, закаленных боями и жестокостью мужиков. А вот бойцы, как ни странно, оба сохранили рассудок. Батя выждал примерно сутки, прежде чем выпустил их из заточения, и дал глотнуть пойла. Потом максимально коротко ввел в курс дела. За это время Винт, почему-то имевший не очень здоровый вид и как-то слишком часто прикладывавшийся к фляжке с пойлом, успел сгонять за еще одним припрятанным на границе африканского лоскута маном, которому вместо тента приделали кустарный кузов. Туда все вчетвером принялись загружать оружие, боеприпасы, аптечки и сухпайки. «Командир, я там у наших африканских друзей броники видел!» В какой-то момент вспомнил псих. Такую удачу батя, разумеется, упустить не мог. Помимо бронежилетов, пусть не самых современных, были найдены запасные комплекты одежды и мыльно-рыльные принадлежности. И при их виде в голову командиру пришла идея. «Парни, как насчет помыться, пока спокойно вокруг?» Бойцы радостно поддержали командира. Нашли ведра, натаскали воды из реки, и в одной из хижин быстро организовали помывочную. Греть воду не рискнули, да и кому оно было надо на африканской-то жаре. А батя, воспользовавшись моментом, впервые за 8 месяцев привел себя в порядок. Сбрил бороду, попутно обрел и голову. Совсем лысым он ходить не любил, предпочитая короткий ежик. Но блестящий на солнце затылок был ему милее нечесанных, отросших почти до плеч патл. Где-то во время мытья ему в голову и пришла идея остаться в крепости. А что, лоскут тихий, тварям он интересен только после тумана, обновляется раз в 2 месяца, то есть довольно медленно. Нужно только забор чутка подновить, покрышек пожечь, чтоб резиновой вонью пропиталось все вокруг, перца насыпать, наблюдательные посты организовать. Ничего, в общем, сложного. И всяко приятнее, чем мотаться по лоскутам и каждый вечер искать, где бы переночевать так, чтобы проснуться не в желудке у какой-нибудь твари. На следующий день Псих и Винт приступили к укреплению оборонительных сооружений, а батя, взяв с собой Горелого, отправился за оставшимися натовскими тягачами. Вернулись спустя сутки на 2 груженных снятыми с попавшихся на пути гражданских машин колесами манах, загнали их на территорию крепости.
Уже вчетвером колеса разгрузили, срезали с дисков, на которые находчивый на всякие конструкции из подручных предметов винт сразу положил глаз, и расположили вокруг крепости. Подожгли. Под шумок спалили и трупы приваленных во время зачистки крепости зомби, уже прилично провонявших тухлятиной. Вечером того же дня Винт, улучив момент, отозвал батю в сторону. «Командир, а помнишь, ты про здешнюю магию рассказывал? Ну, как ты вдруг понял, что можешь становиться невидимым? Как думаешь, бывает такая, чтоб можно было тварей на некоторое время под свой контроль брать?» До бати дошло сразу. «Рассказывай», – велел он. «Ну, я это...» – вдруг засмущался Винт. «Когда та тварь за танком рванула, у меня сердце в пятки ушло. Ну, думаю, все, хана парням. И так мне захотелось, чтобы эта тварь отвалила куда-нибудь. Вот прям так, что аж все тело зачесалось. Ну, я, мысленно ей и скомандовал. Брысь! Вот прям как кошки. Она взяла да и сдриснула. Вот я теперь и думаю». «А нечего тут думать», – деловито прервал неожиданно многословный и путанный рассказ бойца батя. «Все может быть. Проверять надо». «Не, бать, погоди», – заторопился Винт. «Там потом еще странное было. Мне в тот момент, когда тварь драпанула, показалось, что я ее, как будто чувствую, что ли. Ну, типа как себя, только в чужом теле. Не знаю, как объяснить. В общем, я попытался ее тормознуть и натравить на других тварей. И вроде бы как почти получилось, но чего-то я не осилил немного». «Тогда точно надо проверить», – кивнул батя. Да, это определенно походило на магию. Не такую, как у него, но все-таки. «А еще я откуда-то знал, что делают и где находятся остальные твари», – залпом договорил Винт и смущенно добавил. «Вот». Батя промолчал, переваривая услышанное. Если и вправду магия, то странное поведение твари, преследовавшей танк, обретает смысл. А батя и его крохотный остаток взвода – перспективы. «Значит так», – наконец решил он. «обживаемся, укрепляем периметр, как запланировали, а потом идем на охоту. Пока все вместе, чтоб не передохнуть поодиночке. Там и проверим, оно это или нет. Ну, думаю, оно». «Так точно», – просиял Винт. Кто знает, что творилось в голове у бойца и какие психические отклонения он успел у себя предположить, но решение командира явно вселило в него уверенности в себе и не слабо так воодушевило. Спустя неделю отправились на охоту. Выехали на прилично переоборудованном мане. Горелый на пару с винтом каким-то образом превратили несколько дисков от легковушек в некое подобие вращающихся серпов на круглой основе и приделали их к колесам тягача. Окна кабины защитили решетками из арматуры. Батя так и не понял, как они смогли их прикрепить без сварки. Сняли платформу для арт-установки, а вместо нее соорудили из досок и брусков что-то среднее между каркасом и клеткой. Всю конструкцию накрыли брезентом. По бокам предусмотрели окошки для стрельбы. В задней части платформы соорудили 2 подставки для гранатометов. «Железный бы каркас», – вздохнул Горелый, предъявив бате результат их с винтом стараний. «Только где его взять?» «Пассивную с остатков танков», – сходу предложил псих и тут же сам себе возразил. «Только там резак газовый нужен как минимум, чтобы все это снять, и сварка, но и активную надо не задеть при этом». «Разберемся», – сказал батя. «Пока лучшего нет, сделали, что смогли. Молодцы, парни, погнали». Бойцы просияли. Местом охоты выбрали лоскут с другой стороны от небоскреба. Тот самый, который обновлялся за полчаса до Африки. На жратву он был богат, так что твари всю эту неделю там и пировали, а теперь большая часть расползлась в поисках новой добычи. Однако вероятность встретить кого-нибудь покрупнее зомби была по-прежнему высока. Подходящую тварь искали долго, пока одну, чтобы не сильно нагружать винта, хотя впоследствии батя планировал поэкспериментировать и с несколькими. Тварям нужна была среднеразвитая, вроде гориллы, но задача оказалась неожиданно сложной. Именно гориллы сегодня почему-то попадались либо в составе стай, возглавляемых крупными тварями, либо сами главенствовали над стаями из зомби. Так и не найдя одинокую цель, все-таки решились преследовать стаю, возглавляемую довольно крупной, почти уже перешедшей на следующую стадию развития гориллой. По такому случаю батя решил проверить еще и себя. Вдруг он тоже сможет распространить свою магию на других. С первой попытки ничего не получилось, как и со второй, и с третьей, хотя потенциал вроде как присутствовал. Сам батя становился невидимым, не успев даже проговорить про себя фразу «триггер». А вот на других магия распространялась, но очень уж неохотно. Жрала силы с такой скоростью, с которой почившая мотолыга солярку сопротивлялась и в итоге вынудила командира отступить.
Сообразив, что с лёта ничего не выйдет и тренироваться надо в спокойных условиях, батя плюнул на все попытки и поменял план охоты. Тягач под управлением Горелого выехал на соседнюю улицу с той, по которой двигалась нужная стая, и понесся вперед. Обогнав стаю, он высадил батю с винтом и тут же поехал в установленное место, откуда они с психом должны были осуществить прикрытие своих. Псих, воспользовавшись моментом, сразу перебрался в кузов с гранатометом, а батя с винтом зашагали навстречу стае. В крепости помимо оружия обнаружились и рации, так что вопрос координации действий не стоял. Батя, оставив винта посреди улицы, ушел в невидимость и засел на газоне с еще одним гранатометом наготове. Лишаться бойца он не намеревался в любом случае. Горелый и псих, свернув на эту же улицу на следующем перекрестке, встали метров через 300 так, чтобы приближающаяся стая оказалась аккурат на линии огня, установленных на тягаче гранатометов. «Винт, не рискуй сверх меры. Если почувствуешь, что не справляешься, уходи в сторону, чтобы не попасть под огонь психа», напутствовал бойца батя перед тем, как занять позицию. «Понял, командир, не дурак». Весело откликнулся Винт, но его нервозность выдали побелевшие костяшки на вцепившихся в рукоять АДС пальцах. Несмотря на то, что стаю ждали, появилась она все равно неожиданно. «Готовность!» – скомандовал батя. «Винт!» Боец, застывший посреди дороги, ничего не ответил. Застыв в одной позе, он неотрывно смотрел на стаю, и по вискам его тек пот. Твари приближались. Увидев винта, они радостно заурчали и перешли на бег. Расстояние между ними и винтом стремительно сокращалось. Батя скинул на плечо раструб М-72 ЛО, чуть посомневался и все-таки перевел его из походного положения в боевое. Теперь пути назад не было. После подготовки выстрел из гранатомета этого типа должен быть произведен. Между винтом и тварями оставалось уже не более 100 метров. «Винт!» – еще раз попробовал позвать бойца командир. Боец не шелохнулся. «Винт, расстояние, уходи!» 80 метров, 70. Палец бати занемел на спусковом крючке. И вдруг поведение твари изменилось. Сначала замедлилась горилла, прошла еще пару шагов и остановилась, недоуменно покрутила головой. С небольшой задержкой остановились и зомби, и недовольно поуркивая уставились на своего предводителя. А потом поведение твари снова неуловимо изменилось. Взгляд гориллы неожиданно стал пустым. Она встала по стойке смирно, вытянув вдоль туловища свои непропорционально длинные лапищи, и замерла. С секундной задержкой аналогично повели себя и зомби. «Бать, держу!» – едва слышно проговорил Винт и расплылся в уставшей, но довольной улыбке. «Всех держу!» Командир только сейчас понял, что последние полминуты попросту не дышал, и шумно вдохнул, сбрасывая напряжение. «На разделку, живо!» – скомандовал он Горелому и психу и осторожно отложил гранатомет. В принципе, смысл совершать выстрел и привлекать к себе ненужное внимание. Можно просто его оставить, и в свое время кислый туман его утилизирует без последствий. Горелый, не мудрствуя лукаво, задом подогнал тягач практически вплотную к винту. Всех на ходу, вынимая нож, выпрыгнул из кузова. «Мочи зомбаков!» – распорядился батя. «В горло! Те, у кого нет нароста, бесполезны! А теперь смотри сюда! Горелому будешь потом объяснять!» Быстро и ловко батя вскрыл нарост на затылке у гориллы, выгреб его содержимое. «Вот эту серую хрень сразу выбрасывай! В крупнике янтарная бывает, вот она, возможно, чем-то полезна. А это голяк полный. Все, забирай трофеи, вернемся в крепость, набодяжим пойло и остаграммимся за успех. Винт, ты как?» «Нормально, Слабо отозвался боец, оторвавшись от фляги с пойлом. нормально». «Отлично!» – обрадовался батя. «Все, грузимся. Надо вернуться в крепость до темноты и замести следы. А там...» Батя не договорил. Только потянулся к брошенному гранатомету, чувствуя, как встают на затылке волосы. Потому что метрах в 20 от тягача, за рулем которого сидел Горелый, словно бы ниоткуда материализовалась тварь ростом метров так под 7. И, обведя взглядом замершую еду, плотоядно улыбнулась. Во все свои хрен знает сколько зубов. Глава 15. Командир не успевал. Да к тому же отлично понимал, что против этой твари, умеющей, как и батя, становиться невидимой, гранатомет не поможет. Такое только если градом издалека накрыть или танковую дивизию против нее вывести. «Бать, сдерживаю, но долго не протяну», Просипел стоящий рядом Винт. «Выдохся».
Отступаем к тягачу!» Тут же среагировал батя и добавил в рацию. «Горелый, не кипишуй! Прикинься ветошью! Ни звука, ни движения!» Тварь сверлила потенциальную еду взглядом. Нападать она пока не спешила, но и тупого оцепенения, в которое впали гориллы со своей стаей, не наблюдалось. «Плохо, очень плохо!» Добравшись до тягача, батя и псих запрыгнули в кузов, подтянули почти обессилевшего винта. «Гони!» – приказал командир горелому, а сам взялся обеими руками за борт. Водитель-механик, матерясь, вжал педаль газа, и тяжелый МАН стартанул с места и принялся вальяжно набирать скорость. Увы, он не был гоночным болидом. Сейчас или никогда. Не будет у него никакого «потом» и никакой спокойной обстановки. Либо он сможет, либо им всем сейчас придет полный и безоговорочный звездец, потому что сила винта вот-вот закончится, и тогда тварь уже ничего не будет сдерживать от нападения. А против ее лапищ, способных под орех разделать даже танк с активной броней, хлёпенький кузов тягача, в буквальном смысле слова, как целлофановый пакетик, в который завернута ароматная колбаса. Магия отказывалась подчиняться. Невидимость никак не хотела распространяться с бати на весь тягач, сколько бы командир не повторял про себя свое «не увидишь». Попытки подобрать другую фразу или изменить эту на что-нибудь вроде «всех не увидишь» результата тоже не приносили. Да как же это, млядь, делается, черт дери за ногу эту грёбаную магию и всех тварей вместе взятых? Ругался про себя батя, старательно не допуская мысли о том, что именно его магия может быть не предназначена для применения, как говорится, анмас. «Все, Неожиданно и очень тихо сказал винт, оседая на пол. все, командир, больше не могу!» Псих тут же бросился отпаивать ослабевшего бойца пойлом. Тварь, выйдя из-под контроля, сообразила, что добыча уходит, и рванулась в погоню. Расстояние до тягача она сокращала быстро, так что бойцам, засевшим в кузове, ничего не оставалось, кроме как сцепить зубы и приготовиться к смерти. Псих, правда, потянулся было к установленному на подставке гранатомету, но почти сразу плюнул. По такой махине стрелять из него было абсолютно бесполезно. А батя, все пытавшемуся сделать тягач невидимым, вдруг показалось, что его тело как будто бы увеличивается в размерах и становится бесформенным. В порыве отчаяния он вдохнул поглубже, представляя, что от этого расширяется еще сильнее, и заключил в воображаемый мыльный пузырь весь ман. Сразу накатила дурнота, в глазах потемнело и застучала набатом в висках. А тварь неожиданно замедлилась и принялась недоуменно озираться и принюхиваться, словно наконец-то потеряла добычу из виду. Батя вначале возликовал. «Работает, черт дери, все-таки работает этот магический ядрен батон!» И медленно опустился на колени. Сил стоять у него не осталось. Псих, первым сообразив, что тварь потеряла их из виду, радостно хлопнул по плечу бледного винта. Тот вместо ответа слегка покачал головой и прижал дрожащий палец к губам. Все правильно. Из виду тягач с бойцами пропал, но запах и шум движка остались, так что надо было срочно найти какое-нибудь пахучее укромное место, способное вместить в себя весь ман, заглушить мотор и переждать, пока тварь уйдет. Именно это более опытный винт и объяснил психу, а тот, в свою очередь, прошел до кабины, постучал в ее заднее стекло и коротко передал Горелому, что нужно делать. Так и сделали. Свернули во дворы и остановились у мусорной площадки с неубранными, полными протухших помоев контейнерами. Душман тут стоял такой, что даже людям, уже привыкшим к постоянному запаху разложения, поплохело. Спустя пару минут во двор заглянула голодная тварь. Поводила носом, сморщилась совсем как человек и внезапно пропала из виду. Псих и винт посмотрели на батю. «Ждем», — с трудом процедил тот. в засаду села. «Долго ждать?» — поинтересовался псих. «Пока не поверит, что нас тут нет и не уйдет. Или пока я не обессилию». Потянулись минуты томительного ожидания. Слегка пришедший в себя винт снова смог чувствовать тварь, но взять ее под контроль пока был не в состоянии. А батя держался из последних сил. Сознание плыло и в голове бил набат. Конечности тряслись, как у закоренелого алкоголика, не нашедшего чем опохмелиться. По-хорошему, надо было бы перекинуть невидимость на бойцов и, бросив тягач, отступать в подъезд ближайшего дома. Но сделать невидимым весь тентованный ман с людьми на борту оказалось легче. Магия воспринимала все это как единое целое со своим носителем. Но как только батя пытался хоть немного ослабить вцепившиеся в кузов пальцы, связь с тягачом и находящимися в нем бойцами начинала трещать по швам. «Бать, ты продержись еще немного, ладно?
– неожиданно прошептал псих. «Мы сейчас с Горелым все порешаем». «Не вздумай!» – хотел было возмутиться командир, сразу подумав, что бойцы решили атаковать тварь, но онемевшие губы подвели его, не издав ни звука. А псих тем временем снова перебрался к кабине и о чем-то тихо заговорил с Горелым. Подозревая худшее, батя, тем не менее, ничего не мог с этим сделать. Магия забирала все его силы. Но оказалось, что бойцы придумали кое-что получше. Псих, вернувшись, прошептал что-то на ухо винту. Тот сначала нахмурился, обдумывая услышанное, а затем кивнул. Псих показал ему большой палец, снова переместился к кабине и махнул рукой. Заурчал двигатель МАНа. Тягач медленно на самых низких из возможных оборотах развернулся и сдал задом к ближайшему подъезду, подмяв колесами остатки газона и обломки старой деревянной скамейки. Прячущаяся под невидимостью тварь, как ни странно, на звук не среагировала. Горелый, снова заглушив двигатель, медленно вылез из кабины, прижавшись спиной к борту и держа АДС наготове, прокрался к задней части кузова, где псих уже помогал вылезти снова обессилевшему и уже не державшемуся на ногах винту. Заведя его в подъезд, псих вернулся, кивнул засевшему за колесом Горелому и снова залез в кузов. «Командир, пойдем, сейчас будет легче». Ничего не понимающий батя помотал головой. «Пойдем, пойдем». Не отставал псих, пытаясь отцепить пальцы комзвода от борта кузова. «Парни уже внутри, тварь их не достанет. Тягач, да черт с ним, у нас еще есть. С местными особенностями мы такими еще разживемся. Пойдем, надо, снимай свою невидимость, она уже не нужна». Слова бойца сквозь набат в голове командира пробивались с трудом. Смысл их ускользал, терялся в последних, практически уже рефлекторных усилиях продержать действие магии еще хотя бы несколько секунд. «Батя!» – протяжно звал его кто-то. «Нет, не до того, надо держаться, надо!» Чтобы оторвать батю от кузова, психу пришлось позвать Горелого. Вдвоем они с трудом заставили невменяемого, впавшего в некоторое подобие транса командира, разжать пальцы одной руки, после чего тот и вовсе отключился, а вместе с ним и невидимость. Бойцы едва успели затащить батю внутрь подъезда, когда снова ставшая видимой тварь нанесла удар по тягачу, смяв кабину и снеся к чертям тентованный кузов. «Вот урод!» – прокомментировал Горелый и добавил пару выражений покрепче. «Я столько времени и сил на этот грузовик угробил!» «Окрепнем, найдем этого гада!» – мрачно поддержал его псих. «И в асфальт закатаем!» Вдвоем они оттащили батю на 5 этажей выше, в квартиру, окна которой выходили на другую сторону, и оставили его на пару с винтом приходить в себя. А сами поднялись еще выше и принялись наблюдать, как тварь разносит их тягач. Та лютовала целых полчаса, разбирая ман едва ли не на запчасти. Потом еще несколько минут тыкалась носом во все доступные ей по росту окна в поисках ускользнувшей добычи. И только после этого, разочарованно взвыв, убралась. Бойцы, вернувшись к командиру, принялись отпаивать его и винта пойлом. Боец пришел в себя довольно быстро, а вот командир находился в беспамятстве еще довольно долго. В себя он начал приходить, когда уже стемнело, и первым делом поинтересовался, все ли целы. Всех коротко обрисовал ему суть положения, в котором они оказались. «Понял», – коротко кивнул батя. «по темноте идти слишком опасно. Твари видят в ней намного лучше нас, так что ночуем здесь. Первым дежуришь ты, псих, за тобой винт, потом Горелый. Его сменю я. Утром собираем манатки и чешем домой пешком со всеми осторожностями». «Бать, мы сами подежурим, отдыхай!» Запротестовали было бойцы, но командир прервал их коротким «Я сказал». И сразу же завалился спать на старом продавленном диване. Безмерная усталость и нервное напряжение взяли свое. Бойцы, переглянувшись между собой, быстро перераспределили дежурство. «Какого черта?» Первым делом поинтересовался батя, проснувшись. «Я отдал приказ». «Какой приказ?» С невинным видом уточнил Горелый. «Парни, вы слово «приказ» вчера слышали?» Винт с психом нарочито недоуменно переглянулись и синхронно замотали головами. «Веду нахрен субординацию как положено», – проворчал батя, но отчитывать бойцов не стал. Умом он понимал, парни все сделали верно. Не смог бы он во вчерашнем своем состоянии отдежурить, заснул бы на посту, как пить дать. Но как командир он был просто обязан хотя бы формально возмутиться подобным неподчинением. Бойцы, в общем-то, тоже все прекрасно понимали. В адской сотне при сборе подразделения в обязательном порядке учитывалась психологическая совместимость по огромному количеству характеристик,
и в результате бойцы могли, даже не сговариваясь и не получая приказов, действовать как единое целое. Во многом именно благодаря этому достигалась крайне высокая результативность любых операций сотни. И это же позволяло убрать из общения внешние признаки воинской субординации, что в свою очередь тоже работало на результат. Приведя в себя в относительный порядок, батя занялся ревизией пойла и съестных припасов. До Африканской крепости было не так уж и далеко, но в этом мире ходить самыми прямыми путями было равносильно двигаться навстречу смерти. Да и потенциальную скорость передвижения следовало рассчитывать как раза в 4 меньшую. Мало ли что произойдет по пути. Может, придется прятаться от тварей, может делать огромный крюк. По самым оптимистическим подсчетам получалось около суток, по реалистичным – 2. Про худший вариант батя не хотел даже думать. Еды у них оставалось только на перекусить прямо сейчас. Пойло на те самые 2 суток. Если пить умеренно и не применять магию так, как это сделали они с винтом. Вздохнув, батя поделился с бойцами результатом своих размышлений. «Не густо», – за всех подвел итог псих. «но мы и не в таких переделках бывали. Справимся, командир». «Тогда 15 минут на завтрак и сборы», – скомандовал батя. «Магазины полные?» Бойцы закивали. Стрелять из АДС вчера никому не пришлось. К тому же у каждого имелось по 3 запасных рожка в 30 патронов. Если не нарвутся на крупняк, хватит запасом. Выходили, соблюдая все предосторожности. Псих шел впереди, Горелый прикрывал. Батя и Винт двигались в середине, готовые в любой момент применить свою магию. Во дворе их встретили останки тягача, на который Горелый посмотрел с нескрываемой тоской. Квартал, где располагался дом, давший им укрытие от твари, прошли спокойно и быстро. Издалека почти непрерывно слышалось урчание, но ни тварей, ни зомби на глаза не попадалось. Следующий тоже миновали почти без приключений. Лишь раз спрятавшись от пробегавшей мимо стаи под предводительством моллюска в вовремя попавшемся на пути газетном ларьке. О том, что он именно газетный, говорила надпись крупными буквами, установленная над его крышей. А вот внешний вид, футуристически обтекаемый, с таким назначением как-то не вязался. «Вообще не верится, что в мире, где строят такие дома, все еще в ходу газеты», – покачал головой Винт, выбравшийся из ларька после того, как стая ушла. «У меня здание обычные панельки, и газет уже днем с огнем, мля, не сыщешь». «Та же байда», – согласился с ним псих. «В моем уже и книг бумажных почти не осталось. Все на электронки перешли. Дешевле, удобнее и выбор больше». «Собрались», – цыкнул на бойцов батя. «Идем дальше». Дальше стало веселее. Твари, благо что относительно мелкие, стали попадаться на каждом шагу, и пришлось двигаться перебежками от здания к зданию. Причем с каждой новой встречей это становилось все трудней. «Спешат на какое-нибудь обновление?» – предположил Винт, когда они в очередной раз укрылись в отделанном мрамором и натуральным деревом холле какого-то элитного жилого комплекса с постом охраны вместо привычной комнатушки консьержа. «Похоже на то», – согласился с ним батя. «Такими темпами мы и за 2 суток не доберемся». Самодельная карта командира осталась в крепости, единственном более-менее добротно построенном двухэтажном здании, расположившемся со стороны водопоя. Поэтому сходу определить, верно ли предположение, батя не мог. Передвижение среди небоскребов было медленным, но тут хотя бы можно было укрыться. А дальше, через 4 квартала, будет угловой стык этого лоскута и Африки, а там, среди саванны, укрытий не будет. Пока размышлял, батя привычно следил за окрестностями. Выходить пока было нельзя. Снаружи устраивали разборки сразу 2 крупные стаи, в каждой из которых насчитывалось больше десятка тварей и по несколько зомби, уже начавших терять человеческий вид. Их предводители, молодой моллюск и матерый топтун, пока пытались устрашить друг друга громогласным урчанием, но до массовой драки тут было рукой подать. И тут взгляд бати упал на стоящий у тротуара подозрительно целый мотоцикл. Двухколесный конь красовался черным лаком бензобака и обтекаемой формы багажника. Сверкали хромированные изгибы руля и педали. Манило совсем еще новой кожей седло. Справа от бензобака виднелся брелок с воткнутым в замок зажигания ключом. Мотоцикл батя водить умел, хотя байкером никогда не был и не собирался. Да и самого мотоцикла у него не было. Зачем он человеку, проводящему большую часть времени в командировках? Тем не менее, иногда он открывал сайты мотодилеров и почитывал статьи в интернете, следя за новинками. И даже подумывал о том, что когда-нибудь все-таки завяжет с военной стезей и прикупит себе железного друга. Не спортивного, нет. Носиться по дорогам за 200 и реветь двигателем бате было неинтересно. Он давно перерос подобный выпендрёж.
А вот вальяжные дорожные модели с широким диванообразным седлом, на которых можно перемещаться, не согнувшись к рулю, чтобы не снесло ветром, а вполне себе расслабленно развалившись. Тот мотоцикл, что замер неподалеку от временного убежища бойцов сотни, был спортивным и, наверное, являлся единственным средством перемещения, которое могло бы очень уверенно потягаться в скорости даже с самыми развитыми тварями. От раздумий и воспоминаний батю отвлекла схватка, в которую все-таки вступили стаи. Длилась она недолго, а результатом стала победа моллюска. В принципе, ожидаемо. По степени развития моллюск выше топтуна, то есть крупнее, сильнее физически и уже имеет неплохую природную броню, пусть и не на всем теле, да и стая у него побольше. Как обычно, после стычки твари, задержавшие верх стаи, решили откушать своих менее удачливых соперников. Начали с зомби, их мясо, видимо, больше всего походило на человеческое. А вот топтуна почти не тронули, так, надкусили по пару раз без особого аппетита и, наконец, отчаяли восвояси. «Вент, дорогу помнишь?» На всякий случай уточнил батя, когда твари ушли и, дождавшись кивка, добавил. «Поведешь парней». «А ты?» – вытаращил глаза боец. «Поиграю с тварями в догонялки». Не стал скрывать батя и кивком указал на мотоцикл. «Расчищу вам путь, а потом догоню». «А если не заведется?» – засомневался Горелый. «Значит, уйду в невидимость и так догоню». – решительно отрезал батя. «Все, не тянем кота за яйца, ему, мля, и так уже больно». Бойцы хоть и не горели желанием оставлять командира, подчинились, а батя направился к мотоциклу. Глава 16. Выйдя из укрытия, батя двинулся к мотоциклу. Подошел, перекинул ногу через сиденье и взялся за руль. Бойцы пока оставались внутри здания, прикрывали. Они должны были дождаться, пока командир уедет, выждать еще немного, и только после этого выдвигаться к крепости. Во время обновления мотоцикл, судя по всему, уже был припаркован, и именно поэтому до сих пор не заинтересовал ни одну тварь. Рядом с ним не нашлось вкусных свежих людей. Ключ в замке зажигания, правда, подсказывал, что владелец железного коня не мог находиться далеко. Может, обратился одним из первых, не успев даже увидеть развитых тварей и испугаться. Вполне возможно. Батя левой рукой, взявшись за руль, правой потянулся к ключу. Провернул, включая зажигание. Стрелки температуры, количество бензина, скорости оборотов в круглых окошках ожили. Так, бензин почти под горло. На тахометре 3 километра от заправки. С зарядом аккумулятора вроде как тоже все в порядке. По крайней мере, фара включается и горит ровно. Ну, была не была. Командир провернул ключ до конца. Мотоцикл, вопреки опасениям, завелся с полоборота. Звук двигателя, как ожидалось, был громкий, с нотками низкого звериного рыка. Убрав подножку, батя включил передачу и медленно повернул ручку газа. Неторопливо проехал метров 200 по улице, привыкая к управлению, и приступил к выполнению замысла. Для того, чтобы собрать за собой хвост из всех окрестных тварей, ему потребовалось от силы минут 10 и несколько расширяющихся кругов почета. Теперь командир был спокоен за своих бойцов. С лоскута они выберутся без проблем. Сейчас еще круг сделает на всякий случай, и можно будет сворачивать на север, к дальним, пока еще не изученным лоскутам. Там он врубит невидимость, выкрутит ручку газа и уйдет на скорости обратно, в сторону Африки. Обойдет ее с востока, выйдет на лоскут, примыкающий к ней на юге, и по нему доберется до реки. Там мотоцикл, скорее всего, придется бросить. Переправить его у бати не выйдет. А жаль. Железный конь нравился ему все больше и больше. Командир даже успел придумать, как использовать его при следующем обновлении Африки. И в красках это себе представить. Покрутившись по этому лоскуту и собрав за собой приличное стадо, батя выехал на границу с Африкой и помчался вдоль нее. Не доезжая до следующего лоскута, повернул на север, в советский ПГТ. Дорога из бетонных плит мотоциклу не понравилась. Эта модель все-таки предназначалась для скорости, а не для преодоления бездорожья. Но железный конь был упрям и сдаваться не собирался, ровно как и батя. Вместе с ездаком байк отважно пропрыгивал все стыки, ни разу не попытавшись закозлить или скользнуть, и выехал на сменившую плиты за пределами крохотного ПГТ проселочную дорогу. Тут стало немного проще. Дорога, хоть и неровная, была накатана настолько хорошо, что сквозь уплотненную сухую землю до сих пор не пробилось ни травинки. Неровности, понятное дело, были, но довольно плавные, и с ними мотоцикл справлялся легко.
Миновав по грунтовке развалины то ли коровьей, то ли куриной фермы, батя вынужден был слегка сбросить скорость, чтобы миновать порожек на стыке с соседним лоскутом, и снова оказался на ровном асфальте. Тут батя пока еще не бывал, не доводилось. Все больше западную от Африки часть исследовал. Лоскут выглядел довольно обычно. Небоскребы из стекла, железа и бетона, ровные улицы с разметкой, которую нанесли словно бы вчера. Если бы не выбитые стекла первых этажей, не раскуроченные машины и не обглоданные костяки, можно было бы решить, что тут все спокойно. Но батя не обольщался. В этом мире нигде не бывает спокойно. Тут везде опасно. Урчащая смерть разной степени откормленности и уродливости поджидает за каждым углом, в каждом подъезде, магазине и подземном гараже, прячется за углами домов и дверьми квартир. И эта же урчащая смерть в количестве несколько сотен стай несется по батиным следам. «Я как предводитель Орды», – саркастично хмыкнул батя, щурясь от набегающего потока воздуха. «Только не татаро-монгольская, а покруче. А ведь с магией винта и такой вот толпой можно и без ядерного оружия весь мир завоевать. Эх, дом, милый дом, что ж ты так не вовремя от меня отказался? Кстати, интересно, а у местной Орды так же, как у стаи, есть предводитель? Или это что-то вроде местного стихийного бедствия?» На этом лоскуте выискивать и собирать за собой еще тварей смысла не было. Поэтому командир просто несся вперед и радовался прямолинейности и ровности дороги, позволившей ему разогнать байк почти до 200 км в час. Проехал лоскут насквозь до стыка со следующим, большой и, судя по всему, зажиточной современной деревней с домами и заборами из профлистов, раскинувшейся на берегу большого озера. На противоположном берегу виднелись привычные высотки, но туда батя, в общем-то, не собирался. Хватит, уже достаточно далеко тварей увел. Его бойцам от границы Африки топать по саванне километров 7. В отсутствие тварей доберутся часа за 2, максимум 3. Половина этого времени прошла, так что пора ему оторваться от хвоста и тоже уходить в сторону крепости. Сказано, сделано. Прибавив газ так, что скорость рывком возросла до 210, командир врубил невидимость, пролетел по главной улице деревни, развернулся и принялся петлять среди домов, запутывая след. Рокочущий звук спортивного высокооборотистого мотора должен был бы выдавать батиным местоположение тварям, но местность благоволила. В узких проездах звук эхом отражался от заборов, метался между ними и благополучно путал преследователей вместо того, чтобы им помогать. Выехав из деревни на восток, командир некоторое время ехал вдоль берега озера по облагороженной набережной. Затем, когда она закончилась, свернул южнее, на лоскут с городской застройкой. Это был так называемый спальный район, судя по наличию детских площадок и N-образной формы трехэтажному зданию за забором, похожему на школу. Но дома выглядели непривычно. Вместо кирпичных свечек тут высились прямо-таки монстры в 20 этажей и штук на 15 подъездов, выкрашенные в желтые и оранжевые цвета. Выглядели они, по мнению бати, откровенно жутковато. Да и крохотные бетонные дворы, лишенные из-за этажности окружающих их домов солнечного света, выглядели не лучше. К городам, в том числе мегаполисам, командир был привычен с детства. Но в этих домах он ни за какие ковришки жить бы не стал, это точно. Мрачняк какой-то, несмотря на яркие цвета стен и карусели на детской площадке. Покинуть веселый и одновременно жуткий райончик хотелось как можно скорее. Батя не стал сопротивляться желанию и просто проехал его насквозь до еще одного стыка, за которым началась привычная высотная застройка. Причем самого что ни на есть обычного вида, а не того футуристического, который имел место на лоскутах с бизнес-центрами. Тут снова пришлось поплутать, используя эхо для запутывания как отставших преследователей, так и нескольких стай, занятых до батиного появления обгладыванием чьих-то костей, а после присоединившихся к погоне. Спустя час батя наконец решил, что пора бы и честь знать, и двинулся в сторону крепости, уже напрямую. Объехав Африку по расположенным восточнее лоскутам, добрался до реки. И сразу понял, что случилась беда. Берег реки был изувечен так, словно по нему ползала гигантская многоножка, покрытая хитиновыми щитками. Почему ими? Да потому что чем еще можно было землю сначала спрессовать до состояния камня, а затем взрыть, словно экскаватором? Правда, представить, какого размера должна была быть эта многоножка, батя так и не смог. Самая крупная тварь из тех, что встречалась ему, обладала 7-метровым примерно ростом. Но это существо было намного крупнее. Странный след вел с юга на север и пересекал реку. Значит, это нечто, в отличие от тех же тварей, к воде было равнодушно, а за рекой уверенно забирал в сторону крепости. Батя похолодел. Бойцы! Они ведь уже должны были вернуться.
Заглушив мотоцикл, комвзвода взял на изготовку АДС и, крадучись, двинулся к воде. Зайдя по грудь, переключил рычажок «воздух-вода», меняя режим газоотводного механизма. Выбравшись на берег Африки, снова переключил и двинулся по следу. За себя батя не боялся. Ступать он старался бесшумно. Невидимость тоже пока работала, хотя удерживать ее становилось все тяжелее. А вот со страхом за своих ребят он почему-то справиться не мог. В этом мире, после полугода одиночества, насмотревшись на то, как бойцы раз за разом погибают или превращаются в зомби, командир вдруг осознал ценность человеческой жизни. Не в общем философском смысле гуманистической доктрины, а в личном, эгоистическом и практическом. Пока он был рядом с бойцами, пока контролировал, пусть и относительно ситуации, в которые они попадали, этот страх помалкивал, сидел где-то глубоко внутри. Сейчас же он вырвался на волю. И сколько бы батя ни напоминал себе, что к положительному результату в критических ситуациях приводят холодные расчетливые, а не импульсивные эмоциональные действия, все равно никак не мог успокоиться. О том, что рядом с крепостью был бой, батя догадался уже на подходе к крепости. Часть окружавшего ее забора была разнесена в щепки, а в проломе без движения валялась рогатая туша развитой твари. За ней виднелись целые на первый взгляд хижины. Туша еще одной твари лежала чуть поодаль, ближе к воротам, но все-таки с внешней стороны забора. Сухая африканская земля вокруг нее была изрыта еще сильнее, чем на берегу. Сама крепость, за исключением ворот, выглядела целой, что внушило бате некоторую надежду. Существо она, похоже, не заинтересовало. Его след от места схватки тянулся на север, в саванну. «Ну и махина, мля!» Не выдержал командир, сравнив размер следа с тушами. Неожиданно послышался рокот танкового двигателя. И из пролома крепости, проскрежетав траками, прямо по безвольно отставленной лапе мертвой твари, выехал черный орел с эмблемой адской сотни на борту, а следом за ним еще один ман со склада. Страх, сжимавший командира в своих объятиях, чуть отступил. Батя выдохнул. Минимум 2 его бойцов были целы. Да и опасность, похоже, миновала. Батя закинул АДС за спину и легкой трусцой направился к своим. Боевые машины, покружив вокруг мертвых тварей, остановились. Танк направил дуло пушечного ствола в ту сторону, куда убралось неизвестное существо. Тягач, сдав задом, подъехал к туше, лежащей в проломе, а из кабины выскочил псих. Контролируя обстановку стволом АДС, подошел к туше, осмотрел, махнул рукой. Среагировав на жест, из кабины вслед за психом вылез винт. Достал что-то вроде троса, сложенного большими кольцами. Бегом направился к заду тягача. Затем прицепил трос одним концом к ману и, разматывая его, направился к туше. Вдвоем с психом они кое-как обвязали им труп твари, после чего винт вернулся в кабину. При виде третьего бойца, живого и здорового, на сердце у бати отлегло, страх отступил. И в голову тут же полезли дельные мысли. А ведь твари поменьше боятся вот таких вот развитых настолько, что даже к мертвым не приближаются. Вспомнил вдруг батя свой первый день в этом мире и прибавил ходу. Надо добраться до крепости, пока парни не уволокли тварь слишком далеко. 4 человека слишком мало для защиты периметра. А этими тушами можно сделать так, что с определенных направлений к крепости никто не подойдет. Запашок, конечно, будет стоять отпадный, но ни ему, ни бойцам не привыкать. Первым командира заметил Горелый. Поприветствовал, слегка повернув ствол пушки и качнув им вверх-вниз. И тут же ожила рация, про которую сам батя в попыхах забыл. Отвык ей пользоваться. «Командир, вовремя ты! Тут такое было!» «Все целы?» – первым делом уточнил батя. «Не царапинки!» – заверил его Горелый. «Тот монстр за тварями пришел. Нас он видел, но не тронул. Забор только задел слегка, пока тварей валил». «Ни хрена себе слегка!» – мысленно присвистнул батя и добавил вслух. «Ладно, понял. Далеко твари не тащите. Их мелкота даже мертвых боится, пригодятся. Да и наросты вскрыть надо. Там виноградина, гороха, богато живешь. Еще и жемчуг найдется». «Жемчуг?» – влез в разговор псих. «Бать, а он в этом мире в какую цену? Барыжить же можно. Ну, если покупателей незомбированных найдем». Батя не выдержал и хохотнул. В прежней жизни псих почти в любой командировке старался чем-нибудь побарыжить с местными. В Африку возил водку, пользуясь тем, что летал частным бортом адской сотни, а не регулярными авиалиниями. В арабские страны возил родные русские шапки-ушанки, хотя и непонятно было, кому они там нужны. В общем, продавал стеклянные бусы аборигенам, получая за них не очень скромный приработок к зарплате, которая и без того была очень приличной. Однажды командир поинтересовался, зачем ему это, а псих ответил, что строит дом для жены с 3 их общими детьми, и потому у него каждая дополнительная копейка на счету.
Батя тогда только ухмыльнулся, но дальше расспрашивать не стал. И так понятно было, что псих правдиво не ответит. Женат он никогда не был, и детей, по крайней мере, официально не имел. Теперь, правда, бате очень захотелось повторить вопрос. 10 минут спустя командир уже вскрывал нарост на затылке одной из тварей и снова вспоминал свой первый день в этом мире. Пластину, защищающую нарост со всех сторон, кроме низа, пришлось зацепить тросом и отогнуть при помощи тягача. После этого батя взобрался на тварь и принялся вскрывать нарост ножом. Плотная серая кожа пружинила, не желая поддаваться. Лезвие то и дело соскакивало. Батя потел, матерился, подступался с разных сторон, но проколоть нарост все никак не мог. Горелый на танке и Винт с психом с АДС контролировали обстановку, а попутно тихо переговаривались по рации и делали ставки. Сколько еще времени пройдет перед тем, как их командир сдастся? «Бать, может тебе топор принести?» Наконец не выдержал Винт. «Я видел у местных. Не уверен, что острый, но чем черт не шутит?» «Тащи!» – сквозь зубы процедил батя. Ему хотелось поскорее уже закончить вскрытием и отволочь туши на примеченные для них места. К тому же топор, в принципе, был бы не лишний. Буквально минуту назад в голову командира пришла идея, что туши надо разделать и кусками разложить вдоль забора крепости. Вонять-то они будут так же, как и в сборе, а площадь позволит защитить намного большую. Топор, разумеется, наточен не был. Да и от, собственно, топора, знакомого любому русскому мужику, тут было одно название. Длинная тонкая рукоять, слишком легкая по отношению даже к крохотному топорищу, наглухо портила баланс. Само топорище было сделано из излишне мягкого железа, из-за чего плохо держало заточку, а рубящая кромка вся кривилась зазубринами и загнутостями. «Да», — только и сказал батя, взяв в руки это произведение кустарного африканского производства. Винт, тоже сообразивший, что таким топором проще случайно самоубиться, чем скрыть нарост, предпочел стыдливо промолчать. Но батя все же решил попробовать инструмент в деле. Как ни странно, но чередование ножа и топора, к которому командир применил всю свою немалую физическую силу, дало результат. Спустя полчаса нарост неохотно, но поддался. Отправив Винта искать, во что сложить богатый хабар, батя поплевал на руки и перебрался на вторую тушу. Тут дело пошло легче. Видимо, тварь была менее развита, чем первая, и шкуру, соответственно, имела чуть более тонкую. Закончив содержимым наростов, батя кинул топор Винту. «Твоя очередь. Лапа отдельно, голова отдельно. Все под присмотром Горелого растащить вдоль забора и разложить через промежутки метров так в 50. Начни с самых проходных сторон. Остальное закроем по возможности. А, и еще. На противоположном берегу, там, где след этой махины, я байк оставил. Как разберешься с тушами, возьми психа и сгоняйте за ним. Хорошая машинка, хочу приберечь». А сам уселся на борт танка и принялся пересчитывать жемчуг, виноград и горох. Кажется, жизнь в этом сумасшедшем мире начинала налаживаться. Глава 17. Обновившийся склад преподнес бате и его бойцам приятный сюрприз в виде парочки вместительных, хорошо защищенных и заправленных под горлышко мрапов с установленными на крыше пулеметами М2 «Браунинг» калибром 12,7 на 99. Цинки с боеприпасами тоже оказались в наличии. Обе машины бойцы, пришедшие на мародерку Лоскута, разумеется, тут же привели в боевое состояние. За руль одной сел Горелый, вторую доверили Винту, потихоньку совершенствовавшему свои навыки управления тварями. Батя остался в кабине Манна вместе с психом. Тягачей у них оставалось всего 2, и терять их не хотелось. А батя, тоже немало тренировавшийся со своей невидимостью, уже довольно спокойно распространял ее на весь тягач. «Бать, а тебе не кажется странным, что все лоскуты похожи друг на друга, как однояйцевые близнецы? А на складе довольно часто меняется вооружение». Крутя баранку, поинтересовался у командира псих. «Тоже мне однояйцевые», – возмутился тот. «Все отличаются, но не так сильно. Тут ты прав, хотя...» Батя задумался. Внешне очередная копия склада тоже каждый раз выглядела, как и предыдущая. Разнилось лишь содержание непосредственно самого склада, давшего Лоскуту название, да и вывеска над ним. То строгая и официальная, а то аляповато-цветная, да еще и с надписью и иероглифами. Не кажется», – подвел итог командир и добавил для примера. «В том мире, откуда я, возле нашей крепости не было реки. Я впервые ее увидел спустя 2 месяца после того, как оказался здесь. И после каждого обновления теперь вижу. Только сама река разная.
То мелкое, то глубокое, то с островками, то без. А есть, помнишь, озеро, где мы на днях магию винта тренировали? Так вот, я на тот лоскут гонял, когда твари от вас уводил на байке в прошлый раз. Так это озеро было раза в 2 меньше размером, а на берегу еще поселок был. А теперь весь лоскут – сплошная вода. Так что какой уж тут склад с постоянно меняющимся содержимым, когда тут вон целый лоскут другим стал. Когда подошла очередь обновляться Африке, батю ждал еще один приятный сюрприз. Ровно за сутки до обновления бойцы собрали имеющееся оружие, боеприпасы, сухпайки, аптечки, броники, одежду, мыльно-рыльные и немного гражданского хлама, который мог оказаться полезным при последующем возвращении, зачистке и заселении. Погрузили все это в 2 оставшихся мана и отогнали их к той стройке, где однажды ночевал батя. Стройки там, правда, уже не было. Вместо нее высился одинокий небоскреб, почти готовый к заселению. Но сути это не меняло. Место было тихое, твари там встречались редко, а главное, его расписание обновлений очень удобно стыковалось с Африкой. Затем вывели туда же заранее подготовленные к бою мраппы. Последним из крепости выехал Горелый на Черном Орле. Париться объездом через ворота не стал, безжалостно проложив себе прямой путь прямо через забор. Что его беречь-то, все равно новый появится. Точно по расписанию появился туман. К нему, разумеется, подготовились. В границе лоскута стояли уже не раз опробованные в деле цепочки автомобилей, соединенных вымоченными в бензине тряпочками и шнурами. Но вместо 2 огненных периметров на этот раз решили для надежности сделать 3. Манов у них осталось всего 2. Так что в шахид-мобиле их переделывать не стали, решив приберечь тягачи на всякий пожарный. В активе остались танк и мраппы. В итоге решили обойтись танком и одним мрапом. Второй, правда, к бою все равно подготовили. Итого из крупных калибров были танковая пушка, пулемет М2 и 3 оставшихся одноразовых натовских гранатомета. Не густо, но и не пусто, если грамотно распорядиться. Разумеется, не побрезговали и обычной «семеркой», подготовив достаточное количество набитых магазинов к КДСам и калашам. Против мелкоты этот калибр был более чем эффективен. Но главная роль в этом бою впервые отводилась магии. Распределились на 2 экипажа. Батя и Горелый разместились на танке, как в наиболее грозной машине. Несмотря на то, что в Орле у водителя-механика была предусмотрена возможность управлять не только самим танком, но и его вооружением, командир, помимо того, что готовился обеспечить невидимость, взял пушку на себя, максимально облегчив Горелому задачу по маневрированию. В мрапе разместились, соответственно, псих с винтом. В задачи первого входил пулемет, автоматы и, разумеется, взятие под контроль самых опасных тварей. Второй должен был следить за обстановкой и вовремя выйти из боя, чтобы сберечь и свои с напарником жизни и ценную бронемашину. Первые действия после обновления Африки планировались такими же, как и в прошлый раз. Удержать большую часть тварей за пределами лоскута, облегчив задачу тем бойцам сотни, которые появятся тут после обновления, а самим ломиться в бой. Дальше следовали некоторые новые, завязанные как раз на магии стратагемы. Винт и псих должны были взять под контроль максимальное количество крупных тварей и увести их либо к реке, если она появится и в этот раз, либо в огонь. Батя с Горелым отвечали за прикрытие машины с бойцами, а попутно собирались навести шухер на поле боя, чтобы дать возможность бойцам и ополченцам отступить. Уводить тварей собирались до тех пор, пока у винта хватит сил. Затем намеревались зачистить крепость, сделав ее неинтересной для уцелевших тварей, и отступить. Подождать, пока твари покинут лоскут, вернуться и встретить тех, кто выжил, если таковые будут. Посадить их в карантин, снова подождать, чтобы убедиться в наличии у выживших иммунитета, ну и раздать им пойло в качестве лекарства. Еще только готовясь к операции, батя вдруг поймал себя на мысли, что будет, если в этот раз удастся спасти тех же самых бойцов, а не других, или вообще самого себя. Раньше командир как-то не задумывался о такой вероятности, не до того было. А сейчас, получив под начало 3 бойцов и поставив себе целью увеличить их количество, он вдруг понял, что вероятность встретить своего двойника очень даже немала. Что тогда делать? С бойцами, наверное, проще. 2 всегда лучше 1, хоть и придется научиться их как-то отличать. А если в этот раз с иммунитетом окажется очередной он, собственной персоной? Проблема, которую видел батя, лежала не в практической плоскости. Батя стал командиром не потому, что хотел, а потому, что мог, и потому, что получалось. Появись рядом более подходящий для этого боец, он бы спокойно уступил ему свое место. Двойник, соответственно, должен был мыслить сходным образом, то есть никакого хаоса, анархии и силового раздела власти не будет, и между собой 2 бати договориться уж точно смогут.
Но вот инфернальный, ничем не объяснимый страх встретить самого себя никак не желал оставлять батю в покое. Каково это – смотреть на свое собственное лицо? Не на отражение, не на фотографию, на реальное лицо реального человека, который вроде бы ты, и в то же время нет. Но все эти сомнения выветрились из головы командира, как только на Африку опустился туман. «Готовность!» – скомандовал батя в рацию. «Винт, поджигай первый периметр!» «Есть поджечь первый периметр!» – весело отозвался боец. Направления, с которых на обновленную Африку приходят самые большие волны тварей, батя знал уже на зубок. Мрап и Орел были замаскированы в узком промежутке между двумя такими направлениями, и первый периметр прикрывал боевые машины не только сзади, но и с боков. «Второй периметр!» Выждав 20 минут, приказал командир. В момент, когда туман стал рассеиваться, батя отдал приказ выступить. «Вперед! Винт! Третий периметр!» Заурчали заведенные двигатели. Танк двинулся вперед. Мрап держался за ним метров через 30. Из кабины с правой стороны выскочил винт, чиркнул зажигалкой. И тут же юркнул обратно, прячась от побежавшего от вымоченной в бензине тряпки огня. Всех ударил по газам, догоняя танк. А спустя несколько секунд грохнул взрыв. Огонь добрался до первой подготовленной легковушки с полным баком бензина. Река снова была, но настолько узкая и мелкая, что ее и рекой-то назвать было сложно. «Винт!» – предостерегающе бросил батя. «Вижу, командир. План «Б». Веду в огонь». В остальном все прошло как по маслу. 3 периметра сработали как надо, не пустив на обновленную Африку примерно 3/4 тварей, что уже само по себе довольно ощутимо облегчило бой только-только попавшим в этот мир бойцам адской сотни. Благодаря этому, к прибытию батиного отряда, боеспособными оставались все 3 черных орла взвода. Появление 4-го батя решил погодить с включением невидимости, добавило жару и боевого духа. Бойцы на мрапах сумели сделать 3 захода, каждый раз уводя за собой по 2-3 твари, после чего отчитались о том, что винт выдохся, и отступили к крепости. Танк, огрызаясь из пушки, попятился за ними с небольшой задержкой. За ними потянулся еще один черный орел и человек 5 чернокожих ополченцев, ведомых бойцом сотни. «Горелый, прикрываем! Винт, подхвати пеших!» Тут же сориентировался батя и на всякий случай добавил. «Только аккуратней с ними! Заурчат 200 без раздумий!» «Бать, я, мля, маленький, что ли?» – хохотнул винт. «Я ж первый день еще насмотрелся! Разберусь!» Отступив за ворота крепости, прикрыли их за собой. Батя с Горелым зачистили несколько ближайших хижин, имевших двери. Винт и Псих в это время вывели всех спасенных бойцов и, держа их на прицеле, коротко объяснили обстановку. Потрепанные бойцы закивали головами и добровольно разошлись по хижинам, сдав оружие. Негров, ничего не понимавших по-русски, загонять в импровизированные изоляторы пришлось недвусмысленными движениями стволов. Заперев людей в хижинах, приступили к тщательной зачистке ножами. Бате снова попалась любовница Ромео. И снова обратившаяся. Изо рта женщины торчала кисть руки в обрывках тактической перчатки. Командир всякого повидал за свою жизнь и нервами был крепок. Но эта зомбачка мало того, что сожравшего кого-то из батиных бойцов, так еще и самому бате, постоянно попадавшаяся на глаза, уже откровенно бесила. Особенно в свете того, что одним из бойцов, сидящих сейчас в хижинах, был Ромео собственной персоной. Негритянку командир прирезал без малейших сожалений. Ромео как-нибудь переживет ее смерть, если, конечно, останется человеком. Она нет, тем более суда нет. После зачистки крепость решили все-таки не покидать. Подогнали обоих орлов и мрап к воротам и приготовились обороняться. Но твари на территорию крепости не полезли. Внезапно отвлекшись от своей трапезы, они хором повернули голову в одну сторону и издали многоголосое «Урррр», а затем, бросив все, помчались прочь. «Походу, обновление где-то учуяли», – предположил Псих. Батя нахмурился, припоминая карту с датами. «Вроде поблизости не должно ничего быть, только если внепланово. Наверное, такое может быть. Мля». С внеплановыми обновлениями батя до сего дня не сталкивался и даже не задумывался о том, что такое может быть. Хотя должен был бы. Тут же укорил себя он. Повезло. Дальше уповать на везение командир не собирался. Обжить крепость, оборудовать ее – да. От этого плана отступать нельзя. Это в одиночку можно налегке мотаться по лоскутам, прячась в чужих квартирах, подвалах домов и не отсвечивая. Теперь под его началом 3 бойца. А сегодня, скорее всего, станет больше. Людям нужно постоянное, хотя бы относительно безопасное место дислокации. Хотя бы для сохранности морального духа и навыков сосуществования в социуме. Да и технику не стоит постоянно гнать туда-сюда. Пусть лучше стоит, сохраняя ресурс. Но быт надо построить так,
чтобы при малейших признаках кисляка можно было эвакуироваться с Африки в течение 10, максимум 15 минут. Спустя 3 часа один из спасенных ополченцев превратился в зомби. Первым его урчание услышал Винт, он же несчастного из-за 200. Тело ополченца вынесли из хижины, где он сидел, и отволокли к другим трупам. В итоге из 9 человек в зомби не превратились 3. Одним оказался ополченец, с трудом, но все-таки понимавший русский язык. Вторым, по закону подлости, был сильно контуженный, но вполне целый и адекватный Ромео. Третьим оказался Док, именно он увел за собой ополченцев. Новичков отпоили раствором из виноградин и накормили. После чего Винт остался вводить их в курс дела. А батя с Психом и Горелым отправились дальше заниматься подготовкой крепости к следующим 2 месяцам относительно спокойной жизни. К вечеру территория была уже полностью очищена от трупов. Найдено оружие и боеприпасы, загружены в кустарные кузова пригнанных тягачей. Одна из хижин подготовлена к проживанию. Снова устроили помывку, в основном ради новых бойцов, которым пока было ой как не по себе в этом мире. С утра батя, Винт и Псих, оставив крепость и новичков под присмотром Горелого, снова отправились снимать колеса с брошенных легковушек. Вернулись только под вечер. Встретил их дежуривший у ворот Ромео. «Обжился, боец?» – нарочито бодро поинтересовался у него командир. «Так точно, командир», – заулыбался Ромео, но тут же стух. «Бать, разреши вопрос». «Жги!» – благосклонно кивнул батя. «Мы тут трупы сегодня таскали», – начал боец. «Наших там, не наших, черных. Короче, я так понял, бабу мою вы того, да?» «Я того», – насторожился батя. «Это уже не твоя была баба, а монстр». «Да мне похрен, кто ее», – ухмыльнулся Ромео. «Та еще стерва была по большому счету. Хотя цыпочка горячая, тут ничего не скажешь, жалко. Я не об этом, бать. Горелый сказал, что у вас тут баб вообще нет. Серьезно, что ли?» Бойцом, да и просто товарищем, Ромео был отличным. Но вот без бабы он, просто никак не мог. Можно даже сказать, загибался без женского внимания, ласки и пышной, желательно размера так 5-го груди. «Серьезно?» – задумался батя. А ведь и вправду, ни одной женщины, не поддавшейся местной заразе, командир пока не встретил. Нет, так-то они наверняка тут появлялись, но не выживали. У бати, в отличие от Ромео, не было привычки находить любвеобильных и ничего не требующих женщин в любой точке мира. Но все равно крепкий мужской организм в самом рассвете лет временами требовал своего. Батя отмахивался от этих требований, заставляя себя думать исключительно о деле. Но чем больше привыкал к этому миру, чем лучше уживался с ним, тем чаще ловил себя на мыслях о сексе. С одной стороны, за 10 месяцев целибата любой мужик от неистраченного тестостерона на дерево лезть начнет. Пожалуй, надо будет найти какой-нибудь малонаселенный гражданский лоскут, деревню или село, и тут же его зачистить сразу после обновления. Вдруг получится пару женщин спасти. Парням бы общение с прекрасным полом не помешало. Правда, непонятно, согласятся ли спасенные переводить это общение из словесно-ухаживательной в горизонтальную плоскость. Но тут уж как повезет. Насиловать батя никому никого не позволит. Это принципиальный момент. «Мля, и что теперь делать? Бать, ты в курсе, что длительное воздержание здоровье портит, да?» Расстроился герой-любовник Ромео. «Разберемся», – пообещал командир. «только попозже». «Ну ты это, бать, сильно-то не затягивай, ладно? А то я уж ради своего здоровья могу и зомби того. Ну ты понял». «Отставить». Не выдержав словоизлияний бойца на скользкую тему, рявкнул батя. Ромео, сообразив, что перегнул палку, быстро прикинулся бессловесной ветошью. Спустя пару дней, суетливых, полных тяжелой физической работы по превращению крепости в место, пригодное для жизни, новички более-менее освоились с местными реалиями, для чего их пришлось свозить пару раз на мародерку на соседние лоскуты. Акоя, так звали спасенного ополченца, экстренно учил русский язык. От того, насколько быстро и хорошо он его освоит, теперь напрямую зависели его шансы на выживание. В общем, все было относительно спокойно. Это батю с каждым днем тревожило все сильнее. Потому что он уже давно понял, в этом мире спокойно не бывает никогда. А если вдруг, то жди скорой беды. Глава 18. Док был доком не только по позывному, но и по призванию, а также по образованию и должности. Человеком он был крайне спокойным, немногословным и вдумчивым. Семьи не имел, о друзьях никому не рассказывал. А между командировками постоянно пропадал на каких-нибудь очередных курсах, семинарах
и прочих мероприятиях по повышению квалификации. В общем, непрерывно самообразовывался. В сотне ходили слухи, что Дока не раз и не два звали перейти в какой-то сверхсекретный медицинский институт, причем количество нулей в предлагаемом окладе каждый раз увеличивалось. Но Док, как человек идейный и принципиальный, оставался непоколебим и искренне полагал, что его стезя – именно военно-полевая медицина, а не уютный кабинет с лепниной на потолке и сверхсовременная инновационная лаборатория в 2 шагах от него по коридору. Батя никогда не пытался выяснить, правда это или нет, но подспудно Дока за решение остаться в сотне уважал безмерно. Никто из бойцов не удивился, когда у Дока тоже появилась своя магия. Связана она оказалась напрямую с его основной специальностью. Док научился заживлять раны. Без лекарств, бинтов, ниток, иголок и даже обезболивания. Одним только касанием рук, да и не только раны. Док, по его собственным утверждениям, мог вылечить что угодно. Простуду, геморрой, запор, мужское бессилие. С последним, правда, ему катастрофически не хватало практики. Бойцы сотни и сами по себе здоровьем были крепче быков. А попав в этот мир, вообще забыли даже, что такое насморк. Так что практиковаться Док мог только на ранах, которые нет-нет, да у кого-нибудь случались. Батя, глядя на это, усмехался. Если бы в тот первый день здесь Док оказался бы рядом, то раны командира и без того затягивающиеся на глазах исчезли бы без следа уже к тому же вечеру. Но была у магии Дока еще одна разновидность, которую батя оценил едва ли не выше, чем умение исцелять раны. Штатный врач взвода был первым, кто пусть сумбурно и непривычно многословно, но смог объяснить командиру, для чего нужны горох, жемчуг и те янтарного цвета нити, которые батя все никак не решался выбросить. Жемчуг батя после этого раздал бойцам, пока по одной штуке в руки. Те приняли его под присмотром Дока. Что-то он там при этом мог видеть и направлять. Каждый после приема получил персональные рекомендации по приему гороховки. Наконец добрался до него и батя. В качестве приемного кабинета Доку выделили одну из хижин. Соорудили там некое подобие кушетки. Принесли стол и обшарпанный шкаф. Сколотили 2 табуретки для хозяина кабинета и для посетителя. Одна из табуреток получилась колченогой. На нее-то батя и плюхнулся. Несчастный предмет мебели жалобно скрипнул под весом и покачнулся. Но все-таки устоял. «На что жалуетесь?» Док поднял глаза от бумажки, на которой записывал имена бойцов и собственные рекомендации им. «На грыжу головного мозга», – ухмыльнулся батя. «Док, ты издеваешься? Не в больнице прием ведешь». «Ну почему же не в больнице?» – скупо улыбнулся в ответ военный врач. «В ней родимой. Уж какая есть». Батя огляделся и скривился. Ну да, похоже. Стены такие же обшарпанные и требуют ремонта. Обстановка бедная. А у главврача нет не то что компьютера, куда он мог бы вносить данные о пациентах, но даже фонендоскопа. «Все б тебе поржать, командир», – вздохнул Док. Батя заядлым юмористом себя никогда не считал. Остроумно шутить не умел и не особо-то любил. Но постная рожа Дока почему-то неизменно пробуждала внутреннего батиного Петросяна, и тот, что называется, немедленно начинал отжигать. Батя сдерживал Петросяна как мог, но урезонить его удавалось только через раз. «А чего бы и нет», – пожал плечами командир. «Я все эти жемчужины почти год при себе таскал, а мог бы сожрать спокойненько и кучей всяких разных магий обрасти и не мучиться, прикинь». «Ага, мог бы», – флегматично согласился Док. «Только бесконтрольно жемчуг жрать нельзя, бать. Вон, как бы тебе так попроще объяснить?» Врач задумчиво пощелкал пальцами. «Понимаешь, вот у человека есть ДНК, который состоит из 23 пар хромосом. В нем закодировано все, что передали нам родители при зачатии. Наш рост, вес, цвет глаз, крепость здоровья, скорость деления клеток и подверженность тем или иным заболеваниям. То есть ДНК – это…» Док про батиного Петросяна тоже знал. И вот он как раз отлично умел переводить разговор шуточек обратно в серьезное русло. Методы у него, правда, были настолько своеобразные, что сбежать от них хотелось не только внутреннему юмористу, но и самому командиру. «Док», – возвел глаза потолку батя. «Не нуди, не лекцию читаешь. Я в курсе, что такое ДНК». «Тогда знай, что в процессе жизнедеятельности ДНК меняется». Не обращая внимания на стон командира, Док важно поднял палец кверху, и на его костистом лице отобразилась вся торжественность информации, которую он собирался сообщить. «Повреждается в результате воздействия внешних факторов, таких как неправильный образ жизни, стрессы, вирусы, грибки, бактерии. Наш организм устроен так, что поврежденные митохондрии сразу начинают починку самих себя, беря информацию из имеющихся в нас же копий ДНК.
Но иногда бывает так, что они не успевают, и в поврежденную хромосому встраивается другая ДНК. «Док!» – почти взвыл батя, уже категорически жалея о том, что вообще пришел. Но останавливаться раньше, чем договорит, взводный фанатик от медицины не собирался. А теперь к сути. Даже брови не повел док. Этот мир, он меняет ДНК каждого попавшего сюда человека. Встраивает в нее чужие гены для того, чтобы подчинить нас себе. Как грибок кардицепс. Знаешь такой? «Знаю», – помрачнел батя. «Хочешь сказать, что рано или поздно мы с тобой станем зомби?» И да, и нет, Качнул головой док. Есть нюансы. Большинство попавших сюда людей, заражаясь этим грибком, потихоньку видоизменяются, становятся тварями, то есть меняется их ДНК. Но ты же знаешь, что всегда есть исключения, да? Это мы. Те, чей геном грибок не смог изменить настолько, чтобы превратить нас в зомби. Остановить дока, когда он входил в раж, было невозможно. Оставался единственный путь все-таки добиться того, ради чего командир сюда явился. Вернее, не добиться, а дождаться. «Продолжай!» – обреченно махнул рукой батя, смиряясь с тем, что лекцию о ДНК, митохондриях и грибках ему все-таки придется дослушать. Этот грибок сделал так, что поврежденные им митохондрии невозможно восстановить из наших запасных цепочек ДНК. Для этого нужна его ДНК. Но наш организм постоянно борется с ним, уничтожая споры. А грибок пытается перехватить инициативу и также постоянно усиливает свой рост. Именно этой борьбой и обусловлена головная боль и ухудшение нашего самочувствия. «От которых помогает алкоголь с растворенным в нем виноградом», – подхватил командир. Сечешь. Впервые за весь разговор док улыбнулся широко и открыто, увидев в собеседнике проблеск заинтересованности. Грибок можно обмануть. Если регулярно употреблять это пойло, то с ним в наш организм снова попадают те же споры, носителями которых является каждая из тварей. Благодаря такому искусственному повышению концентрации, грибок начинает считать, что победил наш иммунитет и перестает бесконтрольно размножаться, что, как ты понял, помогает нам оставаться людьми. «Ну хоть одна хорошая новость», – выдохнул батя. «Одного не пойму. Нахрена мне весь этот ликбез? Я, собственно, как и все, пришел жемчужину проглотить под твоим присмотром». Есть нюанс. Никак не унимался док. Да слушай, командир, это важно. Концентрацию спор, содержащих ДНК грибка, надо держать в некотором коридоре. Если она снизится, появится риск обратиться. Если превысить, то начнутся нежелательные изменения. «Это какие?» Сложно сказать. Док неопределенно помахал рукой в воздухе. Я пока слишком мало работал с иммунными людьми. Не набрал еще базу знаний. Так что говорю то, что вижу, когда с людьми взаимодействую. Но я бы предпочел из этого коридора не выходить. А он, кстати, у каждого свой. Так вот, бать, это я к чему вел-то? Нельзя жемчуг жрать горстями, никак нельзя. И пойло пить слишком много тоже нельзя. И гороховку. И вообще, давай-ка я лучше тебя осмотрю и составлю рекомендации. «Да наконец-то!» – облегченно выдохнул батя, пересаживаясь с табуретки на кушетку, застеленную куском не очень чистой ткани. Кажется, научный ликбез о грибках подошел к концу. Док, конечно, был профессионалом своего дела и, может, зря не согласился уйти с военной стези в научную. Но когда его прорывало что-то кому-то объяснить, док становился поистине невыносим. Итак, потирая руки, док встал из-за стола и подошел к бате. посмотрим. Расставив пальцы, док выставил ладони по обеим сторонам головы командира, поводил ими и замер, прикрыв глаза. Батя сидел, стараясь не шевелиться и не дышать. Отвлечь дока означало вызвать еще одну лекцию, но на этот раз о том, что пациенту следует быть терпеливым, полностью доверять лечащему врачу и не лезть в процесс ни с вопросами, ни с тем более советами. Так что батя мужественно терпел вынужденную неподвижность и только про себя считал секунды. На 621-й док наконец вышел из своего анабиоза. «Ну что, доктор, я буду жить». Снова попытался вылезти Петросян. Док посмотрел на командира, как на умалишенного, и внутренний батин юморист, испуганно ойкнув, поспешил ретироваться, разумеется, не забыв оставить последнее слово за собой. «Товарищ лекарь, не бейте честного комсомольца. Черт, док, да не смотри ты на меня так, пошутил я. Все, успокойся». «Успокоишься тут с вами», – проворчал док и неожиданно вспылил. «Командир, да твою ж налево! Что вот ты ко мне докопался со своими шутейками, а? У тебя, между прочим, проблем по уши. А ты ко мне как не придешь, так юморить начинаешь. Иди вон, Ромео, да не...» Сообразив, что сорвался на командира, док заткнулся на полусловие. «Бать, виноват». «Ромео подонимаешь, чтоб его за ногу», – проворчал батя,
усилием воли запихивая внутрь неуемного Петросяна. «Он сам кого хочешь мучает, требуя немедленно выдать ему бабу для удовлетворения естественных физиологических потребностей». «И будет не так уж и не прав», – флегматично заметил док. «Есть у этих спор и такая побочка, как бушующие гормоны. Замечал?» «Не до того было», – Быстро съехал с темы батя. «Так что, жемчужину мне можно глотать?» Как ни странно, в этот раз док тоже сдержался и не сделал даже попытки присесть на любимого коня долгих и нудных объяснений. «Жемчужину? Бать, тут такое дело. Я до конца объяснить не могу. Но судя по... как бы это назвать? Ладно, пусть будут энергетические каналы. В общем, твои эти каналы выглядят так, как будто ты одну жемчужину уже съел. Только...» «Что?» – напрягся батя, вспомнив тот шарик, что оказался у него во рту в первый день в этом мире. «Значит, все-таки жемчуг. Говори уже». «Насколько я понимаю, жемчуг лучше бы употреблять после того, как появляется первая магия. Тогда организм переваривает его с легкостью и быстро обрастает новыми энергетическими каналами. Так формируется магия, которая, к слову сказать, может быть не одна». Заметив недовольный уже по-командирски взгляд бати, док поперхнулся. «Так вот, ты, получается, употребил жемчужину до того, как получил свою магию. В общем, бать, я не знаю, как то, что творится в твоем организме, объяснить понятным языком. Потому скажу так, если ты сейчас съешь еще одну жемчужину, толку от нее не будет». «Это почему?» Док вздохнул. «Достань весь жемчуг, который у тебя есть, и положи на кушетку». Батя потянулся к пристегнутому к ремню чехлу от аптечки и вывалил из него весь оставшийся после раздачи бойцам жемчуг. Вопросительно посмотрел на дока. «Возьми любую и подержи в руке. Чувствуешь что-нибудь?» Батя сгреб в ладонь ближайшую черную жемчужину. Подержал. «Ничего». «Возьми другую». Настала очередь красной. Но эффект остался тем же. Никаким. Так одну за одной командир передержал абсолютно все жемчужины. «Они тебя не принимают», – непонятно сказал док. «Жемчужину перед тем, как глотать, надо подержать в руке, чтобы содержащаяся в ней органика, как бы это выразиться, настроилась на тебя. Когда этот процесс завершен, жемчужина становится теплой». «А я, получается, для этой органики рылом не вышел, что ли?» – возмутился батя. «Не то, чтоб не вышел», – задумчиво почесал затылок док. «но у тебя те каналы, которые должны на жемчуг реагировать, отсутствуют. Вернее, нет, не так. Развернуты внутрь и запечатаны из-за того, что первую свою жемчужину ты съел слишком рано. Поэтому никакой новой магии у тебя не появится. А вот последствия гиперконцентрации спор ты получишь гарантированно». Батя тупо уставился в стену, пытаясь переварить услышанное. «Это что же получается? У всех, значит, у всех количество доступной магии будет, благодаря употреблению жемчуга, увеличиваться, а у него так и останется одна. Бред какой-то». «Не знаю, бать», – вздохнул док, когда командир озвучил свои сомнения. «Не знаю. Меня ж со всеми этими твоими шариками никто обращаться не учил. Я вот их в руки беру и что-то там ощущаю или вижу, анализирую, сравниваю. Потом ко мне человек приходит, и я уже на него смотрю. Вижу каналы эти вот прямо как в фантастических фильмах. Потом какой-нибудь из шариков беру и вдруг понимаю, что произойдет, если вот этот конкретный человек вот этот конкретный шарик съест. И словно бы просто знаю, как после этого должны каналы перестроиться. Куда энергию высвобожденную направить, чтобы она не навредила, а только на пользу пошла. Когда вся эта система формируется, я уже другой шарик, горошину, беру и опять вижу, как часто раствор из нее надо употреблять, чтобы каналы развивались и крепли, но не разрастались сверх меры. С виноградом та же фигня. Так что ничего тебе конкретного пообещать не могу, командир. Может, и есть какое-нибудь средство, но точно не у нас, иначе я уже почувствовал бы подходящую энергию. Бать, ты извини, что так вот получилось, но я и правда ничем не могу помочь тебе. Только гороховку назначить, чтобы твою невидимость развивать и дальше. А жемчуг? Не надо тебе его. По крайней мере, пока я окончательно не разберусь с последствиями гиперконцентрации спор». Док с виноватым видом развел руками. «Ладно», – деланно небрежно бросил ему батя. «Бывает. Обойдусь одной магией. Давай свои рекомендации». «Дар, командир», – потупившись, едва слышно пробормотал док. «Правильнее говорить именно так. Дар. Нам от мира, в котором мы оказались, и от спор, которые нас изменили». Спустя 5 минут командир вышел из хижины дока. Настроение у него было на нуле. Магию, в которую он сначала не верил, была в этом мире чрезвычайно полезна, особенно в вопросах выживания. И батя, глядя на довольных бойцов, посетивших взводного врача до него, уже раскатал было губу,
что и сам сейчас получит еще какое-нибудь новое умение. Но губу пришлось экстренно закатать обратно. «К черту!» – старался успокоить себя батя, направляясь к воротам. «Гороховка вроде как мою невидимость должна развивать, если ее правильно употреблять. Вот одной магией, тьфу ты, одним даром и обойдусь. Главное, что нужный». У ворот царило оживление. С мародерки вернулись Горелый и Псих. Парни снимали с оставшихся на поле боя танков куски брони, чтобы использовать ее на манах. У Горелого после посещения дока как раз появился дар. Не боевой, но тоже крайне полезный. Механик-водитель оказался живым сварочным аппаратом. То есть буквально касанием пальца, без всяких электродов, мог приваривать один кусок металла к другому. «Нет, все-таки это больше похоже на магию», – решил батя. В голове у него никак не укладывалось, что подобные явления могут быть чистой воды биологией и физикой. «Ну да, мля, пошло оно. Раз док предпочитает называть это дарами, то так тому и быть». Глава 19. «Ромео, ты охренел?» Батя был вне себя от злости и едва сдерживался. Довести его до такого состояния было практически невозможно, но Ромео все-таки умудрился. Бойцом он всегда был толковым и в прежней жизни не особо бесил командира и сослуживцев своими амурными похождениями, потому что никогда не смешивал их с работой. Но в этом мире герой-любовник словно съехал с катушек. Пока батя выживал тут в одиночку, ему некогда было думать о женщинах. Теперь, приспособившись к новому месту обитания, слабый пол все чаще и чаще появлялся у него в мыслях. Поначалу батя посчитал это последствиями долгого воздержания. Шутка ли, почти год без женщины. Потом, понаблюдав за Ромео, заподозрил еще кое-что. Ну а док, свойственный ему научно-нудной манере, подозрение подтвердил, а заодно объяснил, откуда взялось такое усиленное либидо. «Это все тот же грибок, командир. Встроившись в нашу ДНК, он сделал нас сильнее, подарил нам повышенную регенерацию, вплоть до способности отращивать потерянные конечности. В общем, разогнал организм до предела. А бушующие гормоны – это что-то вроде побочки». После этого разговора вопрос, где найти женщин, стал перед батей крайне остро. Парни, в отличие от Ромео, терпели и не жаловались, понимали ситуацию. Но как долго они еще выдержат? Рейд, в который они отправились, официально был объявлен как плановый выход за хабаром. Обносить собирались недавно обновившуюся троечку. Но сам батя намеревался пошурудить и в домах. Вдруг кто-то из людей, живущих в окрестностях, остался иммунным. Правда, чем более обустроенной, организованной и, соответственно, простой становилась жизнь в этом мире, тем чаще батя замечал, как бойцы из рейдов за хабаром притаскивают с собой журналы с голыми сисястыми девками. Ему о контрабанде, понятное дело, никто не докладывал, но хреновый был бы из него командир, если бы не знал, чем на досуге занимаются его бойцы. Так что проблема мужского коллектива в отсутствии женского пола чем дальше, тем острее вставала. Ее апофеозом стал Ромео, попытавшийся во время одного из рейдов изнасиловать свежеобратившуюся зомбачку. «Бать, это ж просто зомбачка. У нее от бабы только сиськи и дырки остались. Чё такого-то?» Батя сжал кулаки в бессильной злобе. Остальные бойцы стояли молча, хотя батя готов был поклясться, что и они не сильно понимали причину его гнева. А возмутил командира далеко не сам факт насилия. В конце концов, действительно, зомбачке от того, что кто-то ее поимел, было ни тепло, ни холодно. Как урчала, так и продолжала урчать до тех пор, пока ее не прирезали. Это за нормальную женщину он бы Ромео немедленно порвал на тряпки. Но батя уже давно понимал разницу. Да и док, которому ради повышения квалификации однажды привезли пару связанных по рукам и ногам зомби, подтвердил. Личность несчастного в момент обращения стирается целиком и полностью, а вместо нее остается только один инстинкт – жрать. Поэтому судьба зомбачки командира не волновала. А вот прямое нарушение приказа, да еще и в обстановке повышенной опасности, очень даже. «Во-первых, с трудом сдерживаясь, чтобы не врезать любвеобильному бойцу по роже, отчеканил батя. я отдал приказ не прикасаться ни к одной женщине без ее на то разрешения. И не уточнял, идет речь о сохранивших разум или зомби. Ты мой приказ нарушил. Во-вторых, боец, ты нарушил его, находясь на задании на вражеской территории. Покинул свой боевой пост и тем самым подверг опасности жизни товарищей». За спиной еле слышно выдохнул Винт. «Ага, хоть до одного, кажется, дошло». «Командир, да мы зачистили тут все. Спокойный лоскут, обычный рейд. Плевое дело. Что, уже и расслабиться нельзя?
Ты, мля, нас за людей совсем не считаешь?» Батя поднял АДС и коротко, без замаха, врезал прикладом горе-любовнику по лицу. Ромео, не ожидавший удара, упал. Он провел в этом мире всего 1,5 месяца, но проблем успел создать столько, сколько за всю свою предыдущую службу в сотне не создавал. В прежней жизни командир после такой ситуации, как нынешняя, не стал бы церемониться и написал рапорт с просьбой отправить в отставку бойца, более неспособного выполнять свои прямые обязанности. Но что делать в этой, когда бойцов у него по пальцам рук можно пересчитать, и каждый на вес золота, он понятия не имел. «Да хоть бы при следующем обновлении баба эта его черная иммунная оказалась», – обреченно подумал батя. Ромео, вопреки ожиданиям, притих после удара, но, судя по злому взгляду, не осознал, что натворил. «Сворачиваемся!» – зычно скомандовал батя своим бойцам, решив, что рейд надо прекратить, несмотря на то, что он только начался. «Ромео обезоружить и в браслеты!» Боец с ненавистью посмотрел на командира и презрительно сплюнул. С ним после попадания в этот мир явно творилось что-то неладное. «Бать, а как же Хабар?» – неуверенно уточнил Винт и покосился настоящего неподалеку психа. «Богатый вроде лоскут должен быть». «К черту!» – отвернулся от горя любовника командир. «Возвращаемся в крепость!» Развернувшись, батя первым двинулся к стоящему неподалеку мраппу. Бойцы, расстроенные тем, что буквально только что зачищенный лоскут придется покинуть, приуныли. Хабар обещал быть богатым. Кто из них будет разоружать Ромео, он не указал, предоставив парням решать самим этот вопрос. И тем самым мало того, что противопоставил Ромео всем остальным, так еще и напомнил сомневающимся, что он по-прежнему их командир. «Ромео, брат, ты нас извини, если чё», – тихо послышалось сзади. Ясно. Вдвоем взялись. Тем лучше. Обойдя мрап, батя уселся на пассажирское сиденье. «Зря только горючку жгли», – с непонятным выражением вздохнул Горелый. «Ромео поблагодари», – резко бросил механику-водителю батя. «Разрешаю завтра взять его и вдвоем сгонять на бензоколонку, пополнить запасы». «Виноват, ляпнул, не подумав», – торопливо отмазался Горелый. «Командир, разреши с другими бойцами сгонять». «Разрешаю», – буркнул батя и замолчал. Ромео посадили во второй мрап. Обе машины стараниями Горелого уже были больше похожи на грузовики из постапокалиптического фильма «Безумная Мэри», чем на самих себя. Окна в дополнение к бронестеклам закрыли кусками брони со скуроченных танков. На колесные диски наварили короткие шипы из треугольных кусков заточенной стали. Сначала Горелый хотел сделать их длинными, но потом решил, что в городской застройке это уменьшит маневренность и без того немаленьких бронеавтомобилей, и придумал компромиссное решение. Длинные шипы, правда, тоже пригодились. Их приварили спереди к бамперу. В дополнение лобовое стекло закрыли решеткой из толстой арматуры. Обратный путь не доставил излишних проблем. Так нарвались на небольшую стаю под предводительством гориллы и не стали даже связываться с ней. Батя врубил невидимость, скрыл сразу оба мраппа. Да, теперь он умел и такое, еще до того, как на опасность реагировал Винт. Вернувшись в крепость, батя незамедлительно распорядился. «Ромео запереть. Без моего ведома к нему не заходить, не разговаривать и передачки не носить. Винт, тебе также донести суть приказа до Дока и Акуи». «Есть!» – упавшим голосом отозвался Винт и повернулся к салону второго мрапа. «Ромео, вылезай! Двинули! Приказ ты слышал!» Батя, не оборачиваясь, отправился к себе. Жил командир в крохотной хижине метрах в 50 от ворот. В ней устроил спальню, бросив прямо на земляной пол спальный мешок из запасов сотни. Рядом поставил стол, на котором разложил карту, для того, чтобы удобно было ее дополнять. Двери в хижине изначально не было, только замызганная занавеска. Самому бате было на это глубоко наплевать, но бойцы после зачистки крепости самостоятельно приволокли дверь и повесили ее, мотивируя свое самоуправство тем, что в рабочий кабинет командира, пусть и совмещенный со спальней, входить положено со стуком. На вопрос бати о том, почему нельзя постучать по стене вместо двери, бойцы стушевались и не ответили. Усевшись за стол, батя вытащил из кармана рацию, поставил ее на стол, предварительно отключив гарнитуру, и невидяще уставился на карту. Да, но и денек. Правильно Горелый сказал, только топливо зря сожгли. И патроны, которых вроде как в достатке, но кто знает, удастся ли пополнить запасы при следующем обновлении. Подняв голову, батя взглянул на стену, исписанную цифрами наподобие календаря. Собственно, это и был календарь, пусть и условный. Итак, до следующего обновления осталось 9 дней. Вернее, всего лишь 9 дней. Один из которых сегодняшний, к тому же был безвозвратно потерян из-за грёбаного Ромео.
с которым, кстати, теперь совершенно непонятно, что делать. Тяжелые размышления были прерваны рацией, заговорившей голосом Акуи. «Командир, тут монстра большой-большой, 1 штук». Да что ж за день такой-то, чтоб его? Где именно, Акуя? «Варьёта, командир, прыкаме». Тварь в 3 километрах от ворот, если он правильно понял неразборчивую речь чернокожего ополченца. Большая, развитая получается, и вроде как одна. Что, мать ее, забыла тут эта образина чертова? А, какая разница? Если мимо крепости пойдет, то и хай себе мчится, не до нее. А попрет сюда в поисках места, батины бойцы ее задвухсотят. Разделывать и раскладывать куски вокруг нет смысла. Слишком мало времени осталось до обновления. А вот содержимое нароста надо будет забрать. Пригодится в хозяйстве. Всем занять боевые посты у ворот. Не раздумывая, скомандовал батя. Горелый, заводи орла. Вин, мраб. «Есть!» «Так точно, выдвинулся». Поочередно отчитались всех Горело и Док. Сам батя тоже встал и твердой походкой отправился к воротам. Но едва только открыв дверь, сразу же наткнулся на винта. Есть занять боевой пост на мрапе. Первым делом отчитался боец, едва только увидев хмурого командира. Бать, я это... И смущенно замолчал, подбирая слова. 3 минуты до подхода твари. Отчеканил батя. Что хотел? Я про Ромео. Смущенно опустил голову винт. Лишний ствол бы не помешал. Не, командир, если ты... Только на время боя. Не стал дослушивать батя. На косорезит, оба ответите. Есть! Скинулся боец, щелкнул каблуками пыльных ботинок с высоким берцем и тут же умчался освобождать Ромео. А батя, незаметно выдохнув, продолжил путь. Может, оно и к лучшему, что тварь эта появилась. Покажет Ромео, что осознал, можно будет демонстративно простить. Снова накосячит, пойдет по строгачу, то есть вон из сотни и крепости. Не с пустыми руками, понятное дело. До того, чтобы выгнать бойца, не снабдив его оружием, боеприпасами и едой на первое время, батя не опустится. Но все равно вон. Нечего дурной пример коллективу подавать. Винту, хоть он тоже из-за Ромео ходил по грани, батя почему-то верил. Сам не понимал, в чем причина, но верил. А потому не стал злиться, что тот снова пришел просить за проштрафившегося сослуживца. Вообще круговая порука в адской сотне приветствовалась с самого высокого уровня. Она, как считала командование, тоже сплачивала бойцов. Но случаи бывали разные, поэтому лично батя ее демонстративно не одобрял, хотя иногда, вот как сейчас, пользовался желанием бойцов выгородить друг друга. Ворота, укрепленные стальными полосами, снятыми с крыши хижины, не нашедшие себе иного применения, кроме как стать запасом импровизированного строительного материала, были заперты. Перед ними, слегка чадя, уже стоял наготове черный орел. Батя махнул рукой Горелому и взбежал по шаткой приставной лестнице на длинную дощатую платформу для стрельбы поверх стены. Псих, Док и Акуя уже были здесь. Докладывай. Велел батя ополченцу. «Тама! Пальцем ткнул Акуя. 1 км. Пыль поднять не видно. Большой-большой». Пыль действительно стояла столбом. Сухая африканская земля, в общем-то, располагала к такому явлению. Но что-то бате в этой пыли сильно не нравилось. Бинокль. Акуя тут же протянул командиру прибор. Тот приложил его к глазам и долго стоял так, пытаясь разглядеть хотя бы очертания твари, в надежде хотя бы примерно определить ее сильные и слабые места и заранее спланировать рисунок боя. Но облако поднятой пыли было настолько плотным, что разглядеть тварь, поднявшую его, оказалось попросту невозможно. Псих, смени винта, процедил батя. Док, бери второй мраб и гони его сюда. Винт, ты со мной. Не нравится мне что-то эта тварь. Не могла она в одиночку такую пылищу поднять. То ли дар у нее такой, то ли она все-таки не одна. 1. Моя видел свой глаз». Отрицательно замотал головой ополченец. «А что ж ты молчал, жопа черная?» Возмутился не успевший спуститься с платформы Док. Док, Тихо сказал батя, не отрываясь от бинокля. «Так точно. Уже с земли отозвался военный врач. Акуя, опиши эту тварь. Большой-большой. Это я уже слышал, дальше. Длинный, как поезд. Нога много. Похож на этого. Какого этого? Передразнил плохо говорящего по-русски ополченца подошедший винт. Змея, вот-то. Наконец-то нашелся Акуя и экспрессивно замахал руками. Толстый короткий змея. С много нога. Винт неожиданно побледнел и набросился на ополченца с вопросами. Многоножка, со жвалами. И тело такое белесое, все покрытое щитками. Еще волосня какая-то спереди вокруг рта, да? Как щупальца. Батя, отлипнув от бинокля, с удивлением посмотрел на бойца. А тот, получая утвердительный кивок от ополченца на каждый следующий вопрос, все мрачнел и мрачнел.
А потом поднял на батю совершенно ошалелый взгляд и бесцветным голосом произнес: «Командир, это не тварь. Это то существо, которое...» Батя понял сразу и быстро заговорил в рацию. «Отойти от ворот на 30 метров. Максимальная угроза. К нам движется приятель, похоть разнесший перед прошлым обновлением 2 тварей и наш забор. Горелый, орел полностью на тебе. Боеприпасов не жалеть, танк беречь. Псих, вы с Ромео занимаете гребаного брандашмыга, постреливая из пулемета, но в ближний бой не суетесь. Винт, ты к доку, возьми чертову гадину под контроль, а мы с Акуей попробуем лупануть по нему из оставшихся РПГ». В том, что на этот раз существо собралось напасть именно на засевших в крепости людей, сомнений у командира не было. Траектория движения поднятого существом облака пыли наглядно демонстрировала его намерение. Но разбираться, чем они ему помешали, было некогда. «Акуя, за мной!» Батя побежал к стоящим наготове 2 одноразовым гранатометам и принялся готовить их к стрельбе. Один сразу отдал ополченцу, второй взял себе. Одновременно с этим он активировал свой дар и набросил его на стоящие наготове боевые машины. «Акуя, отходим в стороны, бьем по моей команде!» «Есть, командир!» – откликнулся ополченец. Коренной африканец Акуя, вопреки первоначальным ожиданиям, парнем оказался смышленым. Выучка у него, конечно, была так себе, да и элементарными знаниями по тактике ведения боя он не владел. Где ему было их взять в своей оккупированной америкосами стране? Но все свои недостатки парень успешно компенсировал старательностью и заслуживающей уважения дисциплиной. А еще он обладал поистине феноменальными физическими данными, которые в этом мире получили и вовсе запредельное развитие. Таков оказался, по словам Дока, его дар. В общем, за ополченца батя практически не волновался. Выживет, даже если на мрапе его переехать. Поэтому и оставил его на одном из флангов. Убедившись, что Акуя занял позицию, батя активировал рацию. «Приготовились! 20 метров!» На это ему, разумеется, никто уже не ответил. Да и сама команда была излишней. Бойцы сами знали, что им нужно делать. Да и у бати уже не осталось времени на пустые размышления. Облако пыли докатилось до крепости. Обсыпало засевших на флангах командира и ополченца. А в следующее мгновение ворота и часть частокола рядом с ними, громко затрещав, оказались погребены под огромным многосуставчатым телом. Глава 20. Существо оказалось воистину огромным и уродливым. Даже самые развитые крупные твари, встречавшиеся бате до сего дня, рядом с ним показались бы безобидными и милыми кутятами. Больше всего оно напоминало гигантскую бронированную многоножку. Белесое, лишенное какого бы то ни было пигмента тела, сплошь покрывали находящие друг на друга краями хитиновые щитки, которые при каждом движении издавали характерный треск. Многосуставчатые лапы были похожи на богомолье, но при этом оканчивались заостренными шпорами, способными легко вскрыть не только землю, но и, похоже, даже асфальт. Единственным местом, лишенным брони, была морда, или, по крайней мере, то, что, по мнению бати, было на нее наиболее похоже. Глаза у монстра визуально отсутствовали, зато присутствовала пасть, круглая, зубастая, в окружении тех самых щупалец, больше похожих на приросших к морде червяков. «Вот же абразина, мля!» Успел подумать батя до того, как над ухом громыхнуло, и раструб гранатомета выплюнул струю пламени вслед за снарядом. Отдача потянула назад и вбок. Командир не стал сопротивляться. Выронив бесполезный теперь гранатомет, рухнул на доски, из которых была сколочена платформа, покатился к краю, перевалился через него. Приземлился с перекатом и сразу отбежал в сторону. Вовремя. Не успел гранатомет скатиться вслед за ним, как платформа под ударом членистой лапы торопливо прекратила свое существование. С той стороны, где находился Акуя, тоже громыхнуло. Ударила пулеметная очередь, затем пушка Черного Орла. Существо, собравшееся было преследовать батю, отвернулось и с размаху обрушилось на обидчика бронированным пузом. «Акуя, ходу оттуда, мля!» – заорал в рацию командир. Ополченец не ответил, но батя сам уже видел, как он за мгновение до удара спрыгнул с платформы и помчался в сторону спрятанного под невидимостью танка. «Куда?» – возмутилась рация голосом Горелого. Влево вали! Не пали позицию!» Акуя, как ни странно, услышал и траекторию движения изменил. Членистоногий брандашмык, сообразив, что жертва ушла, извернулся всем телом и снова нацелился на ополченца. Батя выждал секунду, и в тот момент, когда враг неожиданно быстро для своих огромных размеров бросился на Акую, набросил на ополченца невидимость и крикнул: «Еще левее!»
Сообразительный африканец выполнил команду без раздумий, и морда существа с разъявленной пастью пронеслась в считанных сантиметрах от него. А батя пошатнулся от слабости. Дар, раскинутый сразу на 4 объекта, жрал силы с огромной скоростью. По брандашмыгу второй раз ударил снаряд калибра 152. Тут же с двух сторон застрочили пулеметы, установленные на мрапах. Но ни огонь из автоматической пушки, ни тем более пули, пусть даже и крупнокалиберные, не причинили монстру видимого вреда. Батя, отбежав в сторону и хлебнув пойло, сдернул с плеча АДС. Калибр 5,45 против такого врага – смешная детская игрушка. Водяной пистолет, не более. Но что-то однозначно надо было делать. «Командир, не могу взять его под контроль!» Раздался из рации испуганный голос винта. «Даже не чувствую, он как будто другой!» «Пытайся!» – сжал зубы батя. «Док, за жизнь винта головой отвечаешь!» Врач не ответил, было некогда. Мрап под его управлением метался между хижинами, стараясь не попасть ни под лапы, ни тем более под щупальца брандашмыга. «Горелый!» «Меняю позицию, он меня вычислил!» Как именно монстр определил, где находится орел, так и осталось загадкой. Но он, походя разнося мешающие ему хижины, действительно упорно продвигался именно в сторону танка, сочтя его самым опасным противником. Видимо, выстрелы из автоматической пушки все-таки прочувствовал, хоть и они и не причинили ему видимого вреда. Батя, вскинув автомат, бросился за брандашмыгом. На ходу всадил в него короткую очередь, на которую тот даже не потрудился обратить внимание или вовсе не заметил. И тут второй мрап вырулил из пока еще целой хижины и, стремительно набирая скорость, понесся прямиком на монстра. Объехал отступающего и огрызающегося выстрелами из пушки орла, и на его крыше ожил пулемет. «Давай, мля, красавчик! Послышался из рации полный энтузиазма голос Ромео. Иди ко мне, приласкай так, что вовек не забудешь!» «Ромео, псих, назад!» Не тут-то было. На этот раз приказ командира был проигнорирован уже 2 бойцами, причем совершенно точно по сговору. Мрап под управлением психа вырулил прямо под высоко поднятую голову брандашмыга и остановился, развернувшись к монстру левым бортом. Батя похолодел, мигом сообразив, что парни вместе с бронеавтомобилем вот-вот отправятся в скоростное путешествие на тот свет. И вдруг из открытого настежь окна водительской двери выплыл огненный шар. Быстро увеличиваясь в размерах, поплыл прямиком к морде брандашмыга и вспыхнул, едва коснувшись щупалец вокруг пасти. Запахло паленым. Тело монстра содрогнулось, а сам он издал низкий, на пределе инфразвука, то ли стон, то ли вой. Высоко поднял переднюю часть, оторвав от земли половину лап, и обрушился вниз. Туда, откуда словил первый за весь бой удар, причинивший ему боль, а не неудобство. Бронеавтомобиля там, разумеется, уже не было. Слабоумием псих не отличался. И изучать результаты дела рук своих намеревался с относительно безопасного расстояния. А в том, что огненный шар создал именно он, сомневаться не приходилось. Но главное, этот шар пока оказался самым эффективным оружием против монстра. Несмотря даже на то, что лишь слегка подкоптил тому морду и прижег несколько щупалец, в результате переставших шевелиться и безвольно повисших. Следом удивил Ромео. Мрап, уйдя из зоны видимости брандашмыга за большую хижину, объехал место боя по длинной дуге и вернулся уже совсем с другой стороны. И снова понесся навстречу монстру, стрекача пулеметом. Брандашмыг был готов, и сам тоже двинулся навстречу бронеавтомобилю. Видимо, сориентировался по звуку двигателя, поскольку увидеть мрап под батиной невидимостью он точно не мог. Схожее визуальное начало атак бойцов оказалось лишь военной хитростью. Бронеавтомобиль на этот раз тормознул уже на середине пути, но полностью не остановился, продолжив сближение на малой скорости, словно вымерял расстояние. Впрочем, почему словно? Именно это он и делал. А когда экипаж решил, что цель достигнута, раздался грозовой раскат. Ослепительная вспышка ударила по глазам, запахло озоном. Брандашмык опять взревел, на этот раз оглушительно громко. «Ай да Ромео, ай да самки собаки сын!» – восхищенно подумал батя, протирая слезящиеся глаза. «Вот этот дар тебе достался!» Боец под влиянием местной заразы и отсутствия женщин, слегка слетевший с катушек, оказывается, мог бить молниями. И это оружие оказалось, пожалуй, даже результативнее огненного шара. «Бойцы, нужно прикрыть мрап-психа! Отвлекайте этого гада чем хотите!» И сам первым отправился подавать пример. Потому что когда в глазах перестали плавать темные круги от вспышки, увидел, что на этот раз морда брандашмыга обуглилась уже весьма прилично. Психа хватило еще на 3 шара. Ромео сумел пустить целых 4 молнии до того, как вынужден был отступить.
В результате морда брандашмега превратилась в месиво из кровоточащей, развороченной до мяса кожи, сожженных щупалец и обломанных зубов. Кроме того, подпалины виднелись еще и на прикрывавших тело хитиновых щитках. Но главное, один из них после удачного попадания треснул вдоль своей оси и вот-вот готов был отвалиться. Огонь по поврежденному щитку! Меняя опустевший магазин на новый, бросил в рацию батя. Снесите мне его к ядрёней маме! Горелый, приготовиться! Появится брешь, бей без команды! Очереди из АДСов на этот раз принесли хоть какую-то пользу, расшатав край поврежденного щитка. Док с винтом добавили из крупнокалиберного пулемета второго МРАПа. И, наконец, щиток разломился. Обломок проскользил по боку монстра, грохнулся на землю. А там, где он находился в начале боя, стало видно беззащитную плоть. Огонь по ране из всех орудий! Ударили дружно. Мирно застучали пулеметы, громыхнула, выплевывая снаряд, танковая пушка. Едва слышные в таком шуме заработали автоматы бати и затихарившегося где-то Акуи. Брандашмык, словив полсотни пуль разных калибров всего за 5 секунд, забеспокоился. Попытался оставшееся без брони место отвернуть так, чтобы оно оказалось вне зоны видимости людей. Но габариты тела, пусть и способного без усилий сносить любые препятствия, на этот раз сыграли не в пользу их обладателя. Да и бойцы предусмотрительно заняли позицию с разных сторон, так, чтобы поврежденное место ни в коем случае нельзя было спрятать. И все равно огневой мощи без даров Психа и Ромео не хватало. Разве что горелая автоматическая пушка Черного Орла наносили монстру урон, с каждым попаданием в незащищенную плоть, вырывая ее куски. И автоматы и пулеметы просто делали брандашмыгу больно, вынуждая его поворачиваться так, чтобы попасть под выстрелы Горелого. Батя, ввиду малой опасности, не особо интересовавший брандашмыга, на себя невидимость не накидывал, экономил силы, но все равно чувствовал, что вот-вот выдохнется. Ради экономии сил он уже снял эффект своего дара с Акуи. Теперь он выбирал, какой из МРАПов будет следующим, и никак не мог решить. Псих и Ромео с их дарами ему нужны, чтобы победить брандашмыга. Но без даров Дока и Винта, даже победив, будет крайне сложно выжить потом. Да и восстановление своего взвода и новой сотни затянется на неопределенный срок, при условии, что вообще окажется выполнимым. Про снятие невидимости с Горелого батя даже не думал. Пока Псих и Ромео хлебают пойло, чтобы восстановить силы, механик-водитель вместе с Орлом – единственная эффективная боевая единица. Так ничего и не решив, батя затравленно огляделся по сторонам в поисках чего-нибудь, что могло бы избавить его от необходимости жертвовать либо одними, либо другими бойцами. И, как ни странно, нашел. За хижиной, от которой после удара лапы брандашмыга осталась лишь одна стена, стоял мотоцикл. Да, тот самый, на котором командир уводил тварей от своих бойцов, который собирался бросить у реки, и который в итоге был благополучно доставлен в крепость, пусть и не сразу. Дальнейшего применения ему не нашлось. Слишком громкий у него был двигатель. Но батя байк все равно решил оставить на всякий случай. И вот этот случай наступил. Хлебнув пойло и даже не поморщившись, командир закинул автомат за спину и рванул к байку. Брандашмык, занятый борьбой с невидимыми МРАПами и танком, не обратил на него никакого внимания. Завелся мотоцикл с полоборота. Батя несколько раз прокрутил ручку газа, повышенными оборотами разгоняя по деталям двигателя масла. Оттолкнулся ногой и понесся обратно, к монстру и противостоящим ему бойцам. Брандашмык в этот момент как раз двигался в сторону МРАПа с Психом и Ромео, видимо, снова смог найти их по звуку, и уже заносил для удара 2 пары передних лап. Батя, прибавив скорости, нырнул под 3-ю пару и резко выжал тормоза, одновременно с этим повернув руль и наклонившись так, чтобы байк лег на бок. Сам в последний момент спрыгнул. Скользить по земле вместе с мотоциклом, не будучи целиком закованным в защитную экипировку, даже при нынешней скоростной регенерации, означало подписать себе смертный приговор. Разогнанный байк, оставляя за собой царапины в земле, врезался в одну из ног брандашмыга. Монстр, не ожидавший такой подлянки, слегка пошатнулся. Псих, воспользовавшись моментом, сменил позицию. Горелый тоже не подкачал. Снова лупанул по уязвимому месту брандашмыга из пушки, еще сильнее выводя его из равновесия. Монстра повело вбок. Перебирая многочисленными лапами, он попытался выровняться, едва не задавив при этом не успевшего отскочить в сторону батю. Твою налево, вошь ядреная! Смачно выругался командир, когда понял, что чудом избежал опасности. Мразота ты поганая! Тварь, тебя дери в хвост и в гриву! Когда ж ты сдохнешь? Снова взревел двигателем байк. Батя, занятый тем, что удирал из-под ног брандашмыга, не сразу придал этому значения. А потом, к сожалению, стало слишком поздно.
Акоя большую часть боя просидел в стороне из-за того, что со своим древним калашом оказался практически бесполезен. А сейчас, кажется, решил, что настал его час. Поскольку Брандашмык в попытке не упасть вынужден был сместиться правее, байк, подставивший ему подножку, оказался немного в стороне. Акоя, про существование которого монстр давно уже забыл, сумел подкрасться к мотоциклу и оседлать его, а затем принялся носиться между ног Брандашмыга, сбивая того с толку. Получалось у него не очень ловко. Все-таки спортивный байк был предназначен для скорости, а не для маневрирования в замкнутом пространстве. Но все же получалось. Брандашмык заметил рычащую, воняющую бензином, юркую и назойливую букашку. Выгнулся всем телом так, чтобы заглянуть себе под пузо. «Акуя, вали оттуда!» Предчувствуя неладное, не своим голосом заорал батя, забыв даже про рацию. Но ополченец, даже если бы услышал его, все равно бы не успел. Он, наверное, даже и не понял, что произошло. Брандашмык, замерев на мгновение в позе горбатого моста, резко подогнул лапы и рухнул пузом на землю. «Самка же ты собаки! Урою гниду за своего чернокожего братана! Псих, гони!» Почему-то в рацию не своим голосом заорал Ромео. Второй боец экипажа Мрапа был полностью солидарен с товарищем. Бронеавтомобиль, резко развернувшись, погнал навстречу монстру, снова сокращая дистанцию. В горячке боя батя упустил тот момент, когда действие его дара закончилось, сделав все боевые машины снова видимыми. А когда понял, похолодел. «Отставить! Отставить, псих, отставить!» Вспомнив про рацию, завопил он. Но его никто не послушал. Бойцы, разгоряченные боем, обозленные смертью товарища, вцепились во врага, словно голодные клещи, во вкусную ляжку человека, легкомысленно отправившегося в лес в открытой одежде. Мрап, не сбавляя скорости, влетел под пузо едва только успевшего подняться обратно на ноги Брандашмыга, и из него тут же вылетел огненный шар психа. Одновременно с ним сверкнула молния Ромео. «Горелый, поддержи!» «Я пустой, командир!» Каким-то бесцветным, неживым голосом отрапортовал механик-водитель. «Пулеметом мочи!» Горелый секунду помолчал, а потом снова заговорил. «Я совсем пустой, бать! Все отстрелял, что мог!» «Тогда уходи из боя!» Снова молчание, на этот раз немного более долгое. И ответ, который поверг батю в шок и заставил вспомнить, как он сам оказался в этом мире. «Бать, сам уходи! Нам эту гадину не одолеть! Все поляжем! А тебе нельзя! Ты выжить должен!» «Горелый, какого черта?» «А такого, что ты лучше всех тут ориентируешься, и ты наш командир. Потихоньку соберешь народ, восстановишь взвод, создашь, как ты хотел, новую адскую сотню. Никому из нас это не под силу, а ты сможешь, так что уходи, а мы прикроем. Встретишь мою копию, передавай привет». «Отставить самопожертвование!» Возмутился было батя, но Горелый, судя по треску в эфире, попросту отключил рацию, все для себя решив. Остановить его командир больше не пытался, смысла не было. Поэтому просто стоял у развалин очередной хижины и даже не пытался укрыться, наблюдая за боем. Псих и Ромео, провернув свою самоубийственную атаку, успели выбраться из-под Брандашмыга до того, как он предпринял попытку поступить с ними так же, как с ополченцем, и уверенно заходили на второй круг. А следом за ними, лязгая траками, шел свою последнюю атаку Черный Орел под управлением Горелого. Глава 21. Парням на Мрапе удалось совершить невозможное. Они успели долбануть по Брандашмыгу своими дарами еще трижды. В этом им немало помог Горелый, протаранивший часть лап монстра, расположенных под левой стороной его тела. Брандашмыг снова зашатался и на этот раз устоял на ногах с большим трудом. Все-таки танк был покрепче и тяжелее мотоцикла. Сам Орел тоже остался цел, разве что лишился пулемета. Оценив состояние машины, Горелый, подобно психу с винтом, зашел на второй круг. Как ни странно, тоже успешно. Третий стал для него последним. Брандашмыг в последний момент изловчился, сам оттолкнулся всем левым рядом лап от земли, пропуская танк под собой, и с размаху воткнул в него сразу две соседние лапы. Заостренные шипы пробили броню так, словно она была сделана из фольги. Танк, скребя траками по земле, попытался вырваться, но монстр поднял лапы с висящим на них орлом и несколько раз с размаху ударил ими о землю, превращая грозную боевую машину в груду бесполезного железа. Эта ожесточенная атака стоила ему еще двух ударивших в живот огненных шаров и одной молнии в уязвимое место на спине. Но, к сожалению, раны не были для него смертельными, хоть и прилично ослабляли. Неожиданно
Рядом с батей остановился второй мраб, из окна которого высунулся док. «Командир, залезай, надо уходить!» «Вон тем двоим скажи». Сквозь зубы процедил в ответ батя и махнул рукой в сторону успешно атакующих монстра-бойцов. «Они сразу за нами!» – отрезал док. «Бать, давай, нам не победить, будем пробовать оторваться!» Весть о том, что хотя бы Псих и Ромео не горят желанием расстаться сегодня с жизнью, командира немного успокоила. Док прав, как прав был и Горелый. Это чудовище им не победить, по крайней мере пока. Тут бы с пару десятков танков не помешало, усиленных гаубицами, разумеется. А лучше систему залпового огня, чтобы издалека мочить. Просто крой огнем по площадям. Увы, ничего из перечисленного у бати в запасе не было. Решительно выдохнув, командир рванул на себя заднюю дверцу мрапа, плюхнулся на сиденье. Док сдал задним ходом, развернул бронеавтомобиль и вдавил педаль газа. «Псих, мы ушли! Одновременно с этим заговорил в рацию Винт. Давай за нами! Потом с гадом поквитаемся за наших. Соберу, армию из развитых тварей и лично его найду. Принято, уходим! Отозвался за Психа Ромео. Нам надо пинать оставь. Дары тренировать надо». В другой ситуации эта фраза вызвала бы и у бати, и у Винта усмешку. Но сейчас оба они остались серьезными, совсем как док, в принципе немного обделенный чувством юмора. Батя обернулся, глядя на то, как второй мраб вслед за первым покидает крепость, которую все они уже как-то привыкли считать домом. В ней осталось все, груженные автоматами и патронами к ним маны, батина карта лоскутов и перезагрузок, всякие хозяйственно-бытовые принадлежности, запасы чистой одежды, бензина и строительных материалов. И надежды на то, что брандашмык эти запасы не тронет, практически не было. «Ну и образина!» Догнав первый мраб, хохотнул в рацию Псих. «Когда первый раз увидел, думал, что конец мне. А на второй штаны чуть не наложил. Хорошо нечем было. Как раз перед его появлением в сортир сбегать успел». Эта немудрёная шутка все-таки заставила батю усмехнуться. Вслед за ним заулыбался Винт, и даже мрачный, как туча док, немного посветлел лицом. «Командир, что дальше делаем?» Закончив шуточками, снова заговорил Псих. «В крепость нам пока нет смысла возвращаться, так ведь?» «До обновления так. Пожевав губами, ответил батя и задумался. Дальше посмотрим. Но что-то мне подсказывает, что этот монстр там решил надолго обосноваться. Не зря же тогда на разведку приходил». «В смысле на разведку?» – удивился док. Батя удивленно покосился на Винта. «Ты не рассказывал? Да как-то не до того было», – задумался боец. Дальше ехали молча. Батя потихоньку хлебал пойло. Винт, успевший немного восстановить силы, держал обстановку под контролем и отводил тварей, оказывавшихся слишком близко от бронеавтомобилей. Через 10 минут пересекли границу между Африкой и небоскребом и остановились возле того здания, где батя в самом начале провел 2 ночи подряд. Винт и док вопросительно уставились на командира. «Едем на троечку», – подумав, решил батя. «Затариваемся продуктами и алкоголем. Потом ищем спокойный подземный гараж и сидим там до обновления Африки. Стволы и запас виноградин у всех есть». «Обижаешь, командир!» – за всех сразу ответил Винт. «Мы профессионалы. Патронов, правда, всего по 5 магазинов. Но да ничего». Грозный рев, раздавшийся неподалеку, заставил бойцов вздрогнуть от неожиданности. А вслед за ним из-за соседнего небоскреба появилась плоская обожженная морда с безвольно повисшими вокруг пасти щупальцами. «Твою налево!» – выругался батя. «Ходу!» Повторять дважды не пришлось. Док и Псих практически одновременно вдавили педали газа, и оба бронеавтомобиля сорвались с места. «Вот же тварина грёбаная!» – высказал общее мнение Винт. «Видать, неплохо мы его потрепали, раз преследовать решил. Посчитал достойными противниками». «Не вижу пока повода для радости», – мрачно прокомментировал док. Винт вместо ответа взялся за пульт управления пулеметом. «Еще немного приласкаем». «Псих, Ромео, что с вашими дарами? Перезарядились? Какое расстояние вам нужно, чтобы бить ими по гаду?» Моментально включился в боевой процесс батя. В крепости он оставался неудел. Бойцы действовали практически сами, поскольку о наличии у них столь мощных даров командир даже и понятия не имел. Сейчас же вновь почувствовал себя командиром, от которого ждали приказов, будучи уверенными в их эффективности. «Метров хотя бы 20», – ответил Ромео. «Психу 40-50, дальше не пробьет, а ближе его дар не наберет полную мощность. По паре ударов осилим, но вряд ли больше». «Понял». Батя обратился мыслями внутрь себя, нащупал свой дар. Нет, пока сил было маловато, чтобы прикрыть им оба мрапа, но на один хватит, пусть и ненадолго. «Парни, работайте, сейчас прикрою». Отдав команду, батя изо всех сил сжал кулаки.
Он отлично понимал, что брандашмык, получив еще хотя бы один удар, начнет охоту именно на второй мраб и уничтожит его вместе с Психом и Ромео. Как только батя выдохнется, его дар отключится. Также отлично он понимал, что рано или поздно это неизбежно произойдет. Прав был Горелый, им не победить. С такими дарами они, наверное, смогли бы относительно легко отбиться от небольшой стаи тварей. Но этот монстр был, похоже, вершиной пищевой цепочки этого мира. Огромный, агрессивный, бронированный и, похоже, умный, раз решил преследовать отступившего противника. Командир был собой честен. Он только что отправил 2 своих бойцов на убой ради того, чтобы сохранить 2 других. Сам он сейчас с удовольствием оказался бы во втором бронеавтомобиле и разделил судьбу Психа и Ромео, просто для того, чтобы заглушить голос совести, воющий о том, что он спасает не Дока и не Винта, а самого себя в первую очередь. Конечно, это было не так. За своих бойцов батя готов был пройти огонь, воду, медные трубы и полные какой-нибудь кислоты желудки сразу нескольких брандашмыгов. Да и разум подсказывал, что у Винта с Доком достаточно знаний об этом мире, чтобы возродить адскую сотню без его, бати, участия. Но совесть все равно не унималась. «Есть работать!» Со злым азартом отозвался Ромео. Второй мраб чуть сбавил скорость. Док, бросив быстрый взгляд в зеркало заднего вида, повторил это действие и взял правее. Винт, матюгнувшись, осклабился и дал по брандашмыгу короткую очередь, отвлекая его внимание на себя. Батя, высунувшись из окна, поддержал бойца из АДС. Ущерба не нанес, но хоть нашумел. Брандашмык, потеряв из виду бронеавтомобиль, за которым гнался, не спешил переключать внимание на тот, что оставался ему виден. Из чего батя снова сделал вывод о том, что монстр умен. Второй вывод о том, что противник знаком с такой штукой, как дары, и потому не особо купился на невидимость, напрашивался сам собой. Пулемет под управлением Винта неожиданно замолчал. «Наверное, патроны закончились», – решил батя, но уточнить не успел. «Командир, там 5 тварей прямо по курсу!» Почему-то удивленно доложил Винт. «Вроде еще не матерые, но уже крупняк крупняком. Все наши». «В смысле наши?» – не понял батя. «Наши!» Не зная, как объяснить, повторил Винт. «А конкретнее?» – вмешался Док. Как оказалось, это был самый правильный вопрос. «Сева, еще один Горелый, Морж, Гвоздь и Кир», – перечислил Винт. И тут до бати дошло. Бойцы, его бойцы, обратившиеся в зомби и за прошедший год сумевшие раскормиться до крупных бронированных тварей. Только как Винт сумел опознать их? Может, новый дар в себе открыл после того, как проглотил под контролем Дока жемчужину? Или всегда мог, но просто до сего дня не пересекался с бывшими сослуживцами? Док тихо и довольно хмыкнул. «Новый дар, твоя работа?» Не выдержав, уточнил батя. «Совместная», – кивнул врач. «только это не новый дар, а как бы поточнее выразиться, развитие старого. Винт очень хотел научиться распознавать своих, а мне нужна была практика по управлению процессом встраивания ДНК жемчужины в человека. В потенциале эти твари должны подчиняться Винту с большей охотой, чем обычные». «Винт, действуй!» – прервал Дока батя. «Это шанс для наших парней!» Но боец и так уже работал. Твари неслись в сторону мрапов с людьми. Сзади громыхнуло. Видимо, бронеавтомобиль Психом и Ромео сократил дистанцию настолько, что бойцы начали атаку. Затем раздался грозовой раскат. Брандашмык взвыл. Батя снова высунулся в окно и принялся короткими очередями отстреливать магазин. Псих в это время вывернул руль, уводя свой мрап левее. Применение даров указывало Брандашмыгу примерное местоположение врага, и надо было срочно его сменить. Монстр, тоже догадавшись, что невидимый враг вряд ли продолжит двигаться по уже известной траектории, прямо на бегу приподнял переднюю часть тела и принялся молотить 4 парами лап во все стороны. Пришлось Доку и Психу переключиться на активное маневрирование. Батя, едва не вылетев из окна, счел за лучшее пока полностью вернуться внутрь машины. Стрелять при такой езде все равно было невозможно. И бросил быстрый взгляд на Винта. На висках бойца виднелась испарина. Сам он был бледен настолько, что побелели даже кончики ушей. Управление тварями давалось ему нелегко. Но, как обещал Док, со своими Винт во что бы то ни стало должен был поладить. Спрашивать, сможет ли боец не просто натравить тварей на Брандашмыга, но и указать им уязвимые места на спине и животе, командир не стал, хоть и очень хотелось. Просто скрестил на удачу пальцы. И мельком заметил, что Док сделал то же самое. Снова громыхнуло, затем скрежетнуло. И над мрапом, в котором находился батя, на высоте метров так 10, кувыркаясь, пролетел второй бронеавтомобиль, уже порядком измятый, а следом длинное членистоногое тело с паленой раной на пузе.
«Самка же ты собаки!» – холодея выдохнул батя. Снова высунулся в окно и открыл бесполезный, но злой огонь по брандашмыгу. Свои твари находились в метрах в 100 от падающего на бронеавтомобиль монстра. Они неслись во весь опор, но все равно не успевали. Мрап рухнул на асфальт, закувыркался по нему, окончательно превращаясь в груду металла, снес несколько попавшихся на дороге брошенных легковушек и со скрежетом остановился. А ровно через секунду на него упал брандашмык. «Гадина!» В два голоса заорали батя и док. Брандашмык торжествующе взревел и попытался подняться. Но то ли он и сам не очень удачно приземлился, а то ли Псих и Ромео все-таки смогли его прилично ослабить. Но встать с первой попытки монстру не удалось. «Мочите!» – бесцветным голосом вдруг сказал Винт. «За 100, за парней!» Оказывается, он хоть и сидел все это время с закрытыми глазами, тоже как-то понял, что лишился еще 2 товарищей. Твари налетели на монстра с разгона, яростно урча. Вокруг одной из них появилась уже знакомая бате фиолетовая дымка. За плечами второй неожиданно взвились в воздух несколько легковушек. Оставшиеся 3 никакими дарами пока, видимо, не владели, поэтому свою атаку начали довольно стандартно, когтями и зубами. Винт совершенно точно сумел указать своим тварям, куда нужно бить. Батя, наблюдавший за тем, как так и не сумевший подняться брандашмык пытается отбиться, должен был бы испытать злорадное удовлетворение и даже радость от того, что дар его бойца оказался настолько силен и полезен, но чувствовал лишь опустошение и бессильную злость. Судя по всему, брандашмык действительно прилично ослабел от атак Психа, Ромео и Горелого. Иначе даже этим 5 тварям с ним было бы не справиться. Но благодаря погибшим бойцам, свои успешно терзали монстра, раздирая ему рану на спине, ломая хитиновые бронепластины, вгрызаясь в сочащуюся коричневой жижей плоть. И спустя 15 минут все было кончено. «Не верю!» – вцепившись в руль, прошептал док. «Не верю!» Врача била крупная дрожь. Так выходил из организма нерастраченный в бою адреналин. Батя сидел, крепко сжимая в руках АДС, и снова не знал, что делать. По идее, надо бы отогнать своих парней и достать тела бойцов, или хотя бы то, что от них осталось, чтобы похоронить по-человечески. Но Винт, выслушав предложение командира, отрицательно качнул головой. «Не выйдет, бать. Они этого гада боятся до безумия. Чтобы отправить их в атаку, мне пришлось полностью им мозг отключить. Едва ли не как марионетками в кукольном театре управлять. Хорошо еще голодные были, это сильно помогло. А сейчас они чутка нажрались и настолько тонко управлять собой не дают. Да и не поднимут они этого гада». «Ладно», – вздохнул батя. «Не нападут они, если я из машины вылезу?» «Не-а!» – слабо усмехнулся Винт. «Они меня не помнят, но чувствуют что-то типа родства, так что подчиняются легко, не то что остальные. Прям как собаки кинологу. Только зачем тебе выходить?» «Чтобы убедиться, что он сдох», – мрачно пояснил батя. «И хоть разглядеть, что это за ядрен батон членистоногий, который за какой-то хренов час 4 моих парней на тот свет отправил. Док, не хочешь присоединиться?» Врач будто ждал приглашения. Подрулил ближе к телу брандашмыга и, схватив свой автомат, торопливо выскочил вслед за командиром. Винт предпочел остаться в машине. Твари при приближении бати и дока недовольно урча отступили. «Смотри-ка, и правда дрессированные!» – нервно хихикнул док. «Может, с собой заберем? Построим им вольер, будем на охоту временами отпускать, чтоб других тварей жрали в волю». И сам, сообразив, что ляпнул чушь, примолк. Вблизи брандашмык выглядел еще кошмарнее, чем издали. Он ничем не походил на остальных виденных батей тварей и, может, даже являлся каким-нибудь отдельным видом местной фауны. Никаких наростов, в которых могли бы содержаться жемчуг, виноградины и горошины, на его теле не имелось. Дважды обойдя монстра, батя потрогал одну из хитиновых пластин. Твердая, как бетон, но при этом не больше сантиметров в толщину. Такими бы их оставшийся мрап укрепить, и можно нападения тварей вообще не бояться. Не пробьются. А если учесть, что брандашмыга они боятся, то, может, и вовсе не подойдут. «Командир, подойди!» – неожиданно отвлек его док. Врач стоял рядом с кошмарной и по размеру, и по виду раной на спине, и, уцепившись руками за ее края, безуспешно пытался заглянуть внутрь. Когда батя приблизился, он отошел на шаг, посмотрел на измазанные коричневым ладони, без малейшего признака брезгливости вытер их об штаны и подбородком указал на рану. «Бать, там что-то есть. Похоже на жемчуг по энергии, но более мощное и будто бы чистое. Пусть псих прикажет своим питомцам еще немного поковыряться во внутренностях этого монстра».
Глава 22. То, что не без помощи своих тварей удалось извлечь из внутренности брандашмыга, повергло батю в шок, а Дока, наоборот, почему-то заставило аж приплясывать от радости. «Может, потрудишься объяснить, чем эта хреновина так тебя порадовала?» Мрачно поинтересовался батя, глядя на плотный, неправильной формы шар, состоящий из монолитного с виду, но довольно легко крошащегося под пальцами вещества янтарного цвета. Для того, чтобы добраться до этого шара, свои ковыряли тело брандашмыга еще около получаса, пока не добрались до подобия нароста, имеющегося у тварей, только внутреннего и гораздо большего по размеру, при виде которого Док и впал в то сумасшедшее радостное, абсолютно несвойственное ему состояние, в котором пребывал до сих пор. Вскрывали нарост тоже долго. Лезвия ножей соскальзывали с его упругой, измазанной внутренностями брандашмыга оболочки. И вновь не удалось обойтись без послушных, как служебные собаки, своих. Для них оболочка нароста оказалась плевым делом. От одного удара полуметровой длины когтя оболочка лопнула, как переспелый арбуз, но не разлетелась кусками, а сдулась подобно воздушному шарику, разложившись неровными лоскутами вокруг содержимого. Винт, вначале решивший остаться в машине, все-таки не удержался и тоже вылез, чтобы поглазеть на диковинный нарост. Под глазами у бойца синели круги, лицо осунулось и стало костистым, а движения замедлились. Видимо, управление своими давалось ему не настолько легко, как он утверждал. И все же контроль над ними он держал уже достаточно долго и уверенно. Покосившись на скачущего в неком подобии лезгинки Дока, Винт перевел взгляд сначала на содержимое нароста, потом на батю. Приложился к фляге с пойлом и, сделав большой глоток, поинтересовался. «Бать, а вот этот вот боевой гопак, который исполняет Док, случаем не побочка от его дара? Или у нашего взводного врача крыша потекла?» «Наш взводный врач, походу, решил, мля, из мерзкого зануды заделаться весельчаком-юмористом», – буркнул батя и пожал плечами. «Может и побочка. Док, мать твою, смирно!» Как ни странно, это подействовало. Док сначала замер в гротескно изломанной позе с одной поднятой и согнутой ногой, потом закрутил головой и, сфокусировавшись на бате, резко вытянулся по струнке. «Док, ты точно здоров?» С непередаваемым выражением хмыкнул Винт. «Так точно, командир!» Уставно рявкнул Док и вдруг понял, что вопрос был задан не батей. «А с какого хрена ты-то спрашиваешь?» «Беспокоюсь», – сарказмом пояснил Винт. «Чтоб ты своими плясками бате психику не разнес». Батя самым серьезным видом из всех возможных кивнул. Док, попеременно поглядев то на ухмыляющегося Винта, то на едва сдерживавшего улыбку командира, расслабился. «По лицам вижу, что команда вольно уже прозвучала». «Раз прозвучало, то объясняй», – потребовал батя, предварительно кашлянув в кулак. Док повернул голову к скрытому наросту. «А ты покопайся внутри, сам поймешь. Кстати, эту янтарную субстанцию тоже не выкидывай. Она, походу, имеет те же свойства, что и нити, которые ты мне сбагрил, только действует сильней». «А чё сам-то лезть не хочешь?» – хитро прищурился Винт. «Смысла не вижу», – не растерявшись, отпарировал Док. «И так чувствую, что там. Да и на что похоже окажется, тоже догадываюсь». Батя, вздохнув, присел рядом с содержимым нароста. С некоторой опаской протянул руки к янтарной субстанции. Будь в ней что-то опасное, Док вряд ли бы так настаивал на том, чтобы командир в ней копался. Так что была не была. Пальцы прошли сквозь содержимое, почти не встретив сопротивления. Засунув луку по локоть в крошащийся янтарь, батя на удачу сжал пятерню в ладонь и потянул на себя. Поднял ладонь глазам, раскрыл и принялся медленно разминать янтарь в руках, до тех пор, пока не почувствовал в нем нечто округлое и плотное, за какую-то секунду нагревшееся от тепла ладони. «Твоя!» – удовлетворенно заметил Док. «Зуб даю, уже настраивается на твою ДНК». Батя вдруг почувствовал непреодолимое желание закинуть этот странный кругляш в рот. Ощущение было сродни жажде, которую он испытал, очнувшись после боя, ставшего началом его жизни тут. Измученному ранами и нехваткой пойла, ему почудилось озерцо, на деле оказавшееся наростом на затылке крупной твари. Он тогда наглотался янтарного цвета паутины, а вместе с ней случайно проглотил такой же гладкий шарик, давший ему, по уверениям Дока, дар становиться невидимым, а заодно лишивший возможности обрести другие дары. Батя, просеяв янтарь сквозь пальцы, пригляделся к кругляшу. Ну да, как и ожидалось, жемчуг, только на этот раз чисто белый, с переливающимся перламутровым блеском. «Глотай, глотай, не сомневайся», – подначил командира Док. Белого жемчуга батя в этом мире пока еще не встречал, только черный и красный, то есть тот, который ему глотать было бесполезно.
А чем, кроме цвета, отличается этот, раз уж док так настаивает, чтоб комзвода его проглотил? Неужели тем, что может обойти блок на второй дар? Хорошо бы, если так. Употребление пойла и гороховки как-то уже вошло в привычку, а тот факт, что оба раствора сделаны из чужой органики, немного забылся. Но белая жемчужина все равно воспринималась чем-то инородным и поэтому внушала опасения. Так что бате пришлось немного побороться с самим собой перед тем, как он все-таки решился. Выдохнув, командир отряхнул жемчужину от остатков янтаря и резким движением отправил в рот. Сорвал с пояса флягу с пойлом, запил. Без изрядного количества жидкости горло зашлось в спазме, и совершать глоток категорически не хотело. «Ну что, как самочувствие?» Глаза дока светились неподдельным научным интересом. «Датчики на цепи посмотри», – буркнул батя. «Тоже мне нашел лабораторную крысу. А так нормально вроде. В животе даже потеплело слегка». «Отлично!» – обрадованно потер ладони док. «Теперь давай-ка я над тобой немного пошаманю». Не дожидаясь разрешения, док выставил руки по обе стороны от батиной головы и прикрыл глаза. «Так», – забормотал он. «Прекрасно. Ага, и вот тут, сюда. Ой, красота! Отлично просто. Да, давай, выравнивайся». Батя стоял и действительно чувствовал себя лабораторной крысой, над которой проводят эксперименты. Никаких ощущений, кроме приятного тепла в животе и щекочущих, заросшие щетиной щеки потоков воздуха от рук дока не было. Сил не прибавлялось и не убавлялось. В общем, в его понимании не происходило примерно ничего. Вин стоял чуть в стороне и тоже ничего не понимал. Наконец док вышел из своего транса и опустил руки. «Готово, бать, поздравляю. Жить ты будешь». «А долго?» – мрачно юморнул командир. «Или до первой встречи с еще одним брандашмыгом?» «Ну, способ, которым ты закончишь свое существование, мне неизвестен». Снова превратился в нудного ученого док. «Хотя, наверное, и такие дары тут бывают. Но я не об этом, командир. Помнишь, я говорил, что первая жемчужина, которую ты съел, дала тебе очень мощный дар, но перестроила твои энергетические потоки так, что второй ты получить никак не мог?» «Мог бы не портить настроение», – насупился батя. «И так на дне лежит». «Так вот, командир, эта белая жемчужина для тебя лекарство. Твои энергетические каналы приходят в норму, ДНК снова перестраивается. Короче, жди скоро новый дар. Сказать, какой он будет, не могу. Не решился вмешиваться. Да и пожеланий ты не высказывал. Так что не обессудь». Доходило до батя непростительно долго. А когда дошло, командир долго стоял, переваривая тот факт, что скоро все-таки обретет второй дар. Правда, снова активизировалась совесть, напомнившая ему, что ценой лечения стали жизни 3 его бойцов и чернокожего ополченца. Внутренне батя понимал, что не в его силах было их уберечь. Он сделал все, что мог, просто оказался недостаточно силен. И в этом тоже не было его вины. Просто этот мир – одна большая непрекращающаяся война. А на войне люди умирают намного чаще, чем хотелось бы. И в первую очередь те, которым ты доверял прикрывать свою спину, то есть самые близкие, побратимы. Все бойцы адской сотни были профессионалами своего дела и прекрасно осознавали риски. Они никогда и ни на кого не перекладывали ответственность за свои жизни, так что и нечего терзать себя. Надо жить дальше, раз уж так повезло. Восстанавливать взвод, превращать его в новую адскую сотню. А погибших парней надо просто помнить. И да, следующему Горелому обязательно надо будет передать привет от Горелого, который погиб. Это, пожалуй, будет лучшей из почестей, которую можно в этом мире оказать. «Говоришь, штуку эту оранжевую тоже надо собрать?» На всякий случай уточнил батя у дока. Тот кивнул. «Да, изучу на досуге. Да и жемчужина там не одна. Еще 2 десятка, а то и больше имеются. Их бы тоже изучить. Согласись, командир, у лекарства, способного исправить даже то, что случилось с тобой, должны найтись и другие уникальные и, главное, полезные свойства». Разумеется, после заявлений, что теперь и у бати появится второй дар, спорить никому не хотелось. Содержимое нароста вместе с обрывками самого нароста аккуратно уложили в багажник Мраппа. Для этого снова потребовалась помощь своих. Глядя на их невероятную покладистость, батя едва не приказал винту взять их с собой. Но заметив, что боец как бы не уверял всех в том, что управление своими дается ему легко, уже едва держится на ногах, передумал. Свои, едва только исчез сковывавший их поводок, со всех ног драпанули прочь от трупа брандашмыга. Бойцы минуту постояли, прощаясь с погибшими психом и Ромео, и собрались в обратный путь. Крепость встретила их порядочной разрухой. Целых хижин практически не осталось. Один из груженных скарбом манов превратился в неподлежащий восстановлению металлолом.
Второй каким-то чудом уцелел, хотя по царапинам на борту было видно, что и ему порядком досталось. Из-под обломков двухэтажного здания удалось извлечь батину карту. «Сделать копии», – коротко распорядился батя, – «чтоб в каждой машине были, помимо штаба». Бойцы кивнули. Остаток дня занимались тем, что выковыривали из искорёженного танка останки Горелого и собирали куски Акуи. Сначала хотели устроить им погребальный костер, но решили, что запах горелой плоти, не замаскированной вонью плавящихся в огне покрышек, гарантированно привлечет тварей. Пришлось взяться за лопаты. Могилу на западной стороне крепости, одну на двоих, копали уже в сумерках. Останки завернули в обрывки тента с почившего мана и со всем чанием закопали. Несмотря на то, что существовать этой могиле оставалось всего лишь несколько дней, Винт из черенков от тех же лопат, которыми копали яму, соорудил грубое подобие креста. «Хрен знает, в какого бога верил Акуя, но Горелый был православным», – пояснил он. «Нехорошо как-то его без креста оставлять». Док, исповедовавший веру исключительно в науку, и батя, вообще не знавший причислять себя к атеистам или людям хоть как-то доверующим, одобрительно закивали. Командир напоследок выдал короткую прощальную речь. Едва не скатился в философские рассуждения об аде и его схожести с миром, в котором они все оказались, но вовремя себя одернул. Ночевать решили в уцелевших машинах. Разрушенная крепость больше не могла служить защитой, поэтому выбор был сделан в сторону максимальной мобильности. Но предварительно батя заставил обоих бойцов расстаться с требовавшими чистки АДСами, а взамен вручил им потрепанные, но ухоженные АК-47 из запасов африканских ополченцев. Во-первых, для того, чтобы не тратить часы отдыха на обслуживание оружия. Это можно будет сделать и завтра днем, при свете. А в главных, из-за типа патрона. Калибр 5,45 был не особо эффективен даже против тварей вроде моллюска или топтуна. А вот советская «семерка» могла, в теории, причинить им пусть и немного, но больший ущерб. Батя ожидал, что бойцы, привыкшие к булпапу, попробуют протестовать, но те молча выбрали себе по калашу, набили патронами магазины и рассовали боезапас по разгрузкам. Видимо, тоже пришли к выводу, что боезапас более крупного калибра будет надежнее. Распределили дежурство. Первое выпало доку и разбрелись по кабинам. Винт, как и ожидалось, залез в мраб. Батя разместился за рулем манна. Долго не мог заснуть. Сначала из-за мысли о потере большей части отряда, который собирался таким трудом. Потом из-за многочисленных попыток проанализировать ситуацию. Переиграть ее и так, и эдак, придумать, как можно было бы спасти своих людей. Когда окончательно запутался и устал настолько, что уже не мог поднять веки, попытался улечься поудобней. Но под бок все время попадали то ручник, то изгибы сидений. Так и промучился все положенные на сон 3 часа. Встал разбитый, глотнул пойла и сменил дока. Дежурство тоже прошло довольно мучительно. Усталость решила взять свое в самое неудачное время. Реальность батя воспринимал с трудом, потому что то и дело проваливался в поверхностный сон, а через секунду выныривал из него в страхе, что пропустил угрозу, и дока с винтом уже доедают какие-нибудь развитые твари. Но все было спокойно. Африканский лоскут и раньше не отличался большой посещаемостью, за исключением периода обновления. А теперь, видимо, твари и вовсе предпочитали обходить его стороной, чуя кровь брандашмыга. Спустя еще 3 часа проснулся Винт, подсел к бате. «Хреново выглядишь, командир. Поспал хоть немного?» Батя отрицательно помотал головой. «Я вот тоже 2 часа прокрутился. Все думал о том, можно ли было сделать хоть что-то, чтобы парней спасти». «И что надумал?» Спокойным тоном поинтересовался батя, хотя внутри у него все замерло в ожидании ответа. «Да ничего», – тряхнул головой боец. «Не по зубам нам был этот монстр. Не попадись нам на пути свои твари, хрен бы мы его одолели. И лежали бы сейчас там же, где псих с Ромео. Подгнивали бы потихоньку. Кстати, командир, а я все спросить хотел. Почему брандашмык, а не бромоглот?» Вопрос поставил батю в тупик. Он, в общем-то, и сам не знал. Просто пришло на ум слово, да и все. Почему? Наверное, потому что появление этого существа само по себе было таким же абсурдом, как и придуманный Льюисом Керролом брандашмык из книги «Анна в стране чудес». «Бармаглот летать умел, а брандашмык нет». Наконец нашелся батя. «Опа, летать!» – удивился Винт и вздохнул. «А я очень плохо эту книгу помню. Наверное, только всякие странные названия остались в памяти, вроде брандашмыга, бромоглота и этих, как их, момзиков в мове. Бать, ты иди отдохни хоть немного, а? Сомневаюсь, что за остаток ночи что-то произойдет. Если кто из тварей приблизится, возьму под контроль». Батя согласно кивнул, но с места не сдвинулся.
Сон, одолевавший его во время дежурства, снова куда-то испарился. Винт смерил командира долгим, изучающим взглядом и еще раз вздохнул. Так они и просидели вдвоем до утренних сумерек, когда к ним присоединился осунувшийся док, которому тоже никак не спалось. Ничего не спрашивая, Винт протянул врачу флягу с пойлом. Батя, посмотрев на это, встал и отправился к кузову Манна. Вернулся уже с бутылкой водки. Снова сел, откупорил бутылку. «За парней!» Сделал большой глоток, занюхал рукавом и протянул бутылку Винту. Тот тоже выпил и передал эстафету доку. Врач долго держал бутылку в руках, разглядывая прозрачное содержимое и этикетку с надписью «Лучшее на броньках», а потом резко выдохнул, приложился к горлышку и ошарашил соратников тем, что разом выхлебал полбутылки. «Будем жить!» – Утеревшись, констатировал он. «Всем, мля, назло! Бать, ты хотел восстановить сотню? Вот давай этим в ближайшее время и займемся. Я, кажется, понял, куда нам могут пригодиться эти новые жемчужины». Глава 23. За 3 дня до ожидаемого обновления Африки все-таки пришлось выбраться на Троечку. Хижину, приспособленную под склад продуктовых запасов, Брандашмык благополучно сравнял с сухой африканской землей вместе с ее содержимым. Вторая часть запасов находилась в уничтоженном Мане. В Марапе, разумеется, запас тоже был, но скорее дежурный. Груженный всем уцелевшим скрабом натовский тягач сразу отогнали на другой берег реки, к давно уже подготовленным огневым линиям, обмазали со всех сторон грязью и обложили пучками травы, а сами загрузились в Мрап. Основная нагрузка по обеспечению безопасной дороги вновь легла на Винта. После встречи со «своими» док немного пошаманил над бойцом и прописал ему новый, усиленный режим приема пойла и гороховки. Винт попытался было заикнуться о том, что просто надо как можно больше этих растворов употреблять и все. Но док смерил его таким убийственным взглядом, что боец тут же перестал умничать. «Эксперт диванный!» – недовольно проворчал взводный врач. «ПТУшник, мля! И тот троечник, а возомнил себя спецом по местной генной инженерии!» Батя, наблюдавший за процессом обследования и перепалкой, хмуро усмехнулся. Дар дока был для него совершеннейшей загадкой. Как можно на полном серьезе утверждать, что видишь какие-то там энергетические каналы, тут же с умным видом рассказывать о ДНК и его изменениях на фоне употребления субпродуктов местной фауны, каждый представитель которой был когда-то обыкновенным человеком? Впрочем, почему бы нет? Сам себя отдергивал батя. Вон у каждого из нас по дару имеется. Скажи мне, кто раньше, что такое возможно, пальцем бы у виска покрутил. Вот это вот скептическое «раньше» из меня и лезет. Хотя сам же ведь знаю, тут и не такое возможно. «Док, Неожиданно даже для самого себя позвал батя. а давай мы тебя не врачом, а шаманом теперь будем звать». «А его как?» – кивнул в сторону Винта, не оценил шутку док. «Кинологом, что ли?» Вопреки ожиданиям, Винт заулыбался. «А что, я не против. В точку прям. Подумаешь, собаки тут рогатые и размером великоваты. Зато слушаются». Док возвел очи горе, а Винт продолжал развивать тему. «А батя у нас будет невидимкой, да, командир? Нравится?» Батя не был готов к такому повороту, но, заметив, как обиженно засопел док, решил поддержать Винта. «Пойдет, разрешаю. Док, так что?» Врачу эти странные наименования не нравились, это было понятно по его кислому лицу. Но после того, как даже батя согласился называться невидимкой, отступать ему было уже некуда. «Тогда уж не шаманом, а лекарем», – дернув носом, предложил док свой вариант. «Никаких духов я вроде пока не вижу, да и мои знания все-таки основаны на науке, что в свою очередь позволяет проводить аналогии между средневековым синонимом врача, но уж никак не ассоциируется с шаманизмом и прочими». «Хорошо, лекарем». Хором расхохотались Винт и батя, внутренне приготовившись к тому, что док сейчас в лучших своих традициях зачитает им часовую лекцию о разнице между шаманом и лекарем. Как ни странно, док, удовлетворенный тем, что отстоял свое наименование, демонстративно сплюнул и отвернулся. Видимо, слово «лекарь» ему все-таки нравилось. Полки в троечке после недавнего обновления ломились продуктами. Удалось даже найти не успевший заплесневеть батон хлеба, который бойцы тут же с удовольствием съели, наслаждаясь давно забытым вкусом и не обращая внимания на черствость. Пополнив запасы еды и имевшегося в хозотделе мыльно-рыльного,
готовились уже отправиться в обратную дорогу, и тут внимание бати привлекла полка с крупами. Вернее, не она сама, а рассыпанное под ней зерно. Вглядевшись, командир заметил несколько дырявых пакетов и не смог сдержать радостной улыбки. Сходив за кошачьей миской, батя поставил ее на пол возле полки и наполнил ее пойлом. Рядом положил пару горошин. И тихо, так, чтоб не услышали ни Винт, ни тем более док, прошептал: «С возвращением, Лариска!» На обратном пути снова встретили своих. Твари вылетели из угла небоскреба на перерез мрапу и остановились как вкопанные. Бронеавтомобиль они, разумеется, не увидели. Батя держал его под своей невидимостью. Но Винт все равно тут же взял их под контроль. Объехав своих по дуге, док, сидевший за рулем, прибавил скорость. Ушли легко. Свои даже не дернулись за мрапом, даже после того, как Винт их отпустил. Однако уже через пару кварталов снова наткнулись на эту пятерку. «Они, мля, что, нас преследуют?» – удивился док. «Винт? – обернулся батя. Понятия не имею». Пожал плечами боец-кинолог. Они как-то не докладывались о планах. «Ладно, понаблюдаем», – решил батя. Своих снова объехали. И снова наткнулись на них уже на соседнем лоскуте. «Да они издеваются!» – возмутился док. Ситуация повторялась еще 4 раза. Окончательно свои отстали от мрапа незадолго до пересечения границы с Африкой. Батя, полный тех же подозрений, что и док, уже готов был отдать приказ ехать к озеру, но ни в коем случае не сворачивать на африканский лоскут, с облегчением выдохнул. «Думал, они и дальше за нами потащатся», – утер лоб Винт. «как уличные собаки, несущиеся за человеком, который их разок подкормил». «А ты точно не кормил?» – с обычным для него постным выражением лица уточнил док. Батя и Винт с одинаковым удивлением уставились на врача, переглянулись и заржали в голос. «Интересные все-таки вещи этот мир со своей магическо-биологической заразой творит с людьми», задумчиво почесал подбородок батя. В Ромео он с самого дна поднял на поверхность и усилил самые мерзкие его черты, о которых в прошлой жизни не догадывался ни батя, ни даже высококвалифицированные психологи, проводившие тестирование на совместимость бойцов. А вот у Дока, вечно серьезного и нудного, вдруг откуда ни возьмись появились зачатки чувства юмора. Док, в общем и целом, никогда не вызывал у собственного командира никаких негативных эмоций. Даже его нудные, мало кому нужные объяснения разных специфических вещей, вместо того, чтобы вызвать раздражение, будили в бате внутреннего Петросяна. Док, конечно, немного обижался, когда командир начинал над ним подтрунивать, но и довольно быстро забывал об обиде. Теперь же он и сам потихоньку становился юмористом. В характере Винта вроде бы никаких особых изменений батя пока не заметил. Боец всегда был прост в общении, надежен, горой стоял за своих и никогда не испытывал жалости к врагам. Неизвестно, любил ли он животных или радовался появившейся возможности взаимодействия с обратившимися в чудовищ бывшими сослуживцами, но, наблюдая за ним украдкой во время встреч со своими, батя все время замечал, как лицо Винта освещалось тихой радостью. Интересно, а что поменялось в нем? Этот вопрос батя еще ни разу себе не задавал, как-то не задумывался, но твердо решил, что после ближайшего обновления Африки выделит время на то, чтобы покопаться в себе. В конце концов, в этом мире нет психологов, которые могли бы провести все необходимые тесты и составить карты личности каждого бойца с учетом изменений. Так что придется бате заняться освоением смежных, так сказать, профессий, причем освоением сугубо практическим, с полного нуля и без учебных пособий, не говоря уже об учителях. Но это потом. Сейчас важнее всего подготовиться к грядущему обновлению Африки, и как только оно пройдет, вытащить живыми как можно больше бойцов. Только на этот раз вытащить практически голыми руками, не имея в своем арсенале ничего, кроме уже привычных огненных барьеров из натаченных соседних лоскутов автомобилей, мрапа с установленным на крыше пулеметом и даров. Нереально? Совершенно верно. Но батя, несмотря ни на что, почему-то был полон энтузиазма. «Док, уверен?» Врач с удивлением поднял брови и уставился на командира, сидящего рядом с ним на переднем сиденье мрапа с биноклем в руках. «Нет, конечно, бать. Просто предположил, что раз белка с тобой сработала, то и тут, может, принесет пользу. Так что пока это только мои ощущения. А уверен я стану, когда своими глазами увижу подтверждение гипотезы». «Ясно, опять авантюра», – вздохнул батя, убирая от глаз бинокль, сквозь окуляры которого разглядывал повисший над Африкой туман. «Да тут вся операция сплошная авантюра», – хохотнул док. «С калашами и пятеркой своих
на толпу из сотен тварей. Огненные барьеры забыл. Напомнил врачу батя и демонстративно поднял согнутую в локте руку, предварительно выпрямив 3 пальца, остальные загнув. 3 штуки. Барьеры? Влез в разговор Винт, с комфортом расположившийся позади. Я думал, ты про бойцов. И то Дока я бы за полбойца посчитал. Захлопнись. Посоветовал ему врач. В следующий раз не буду тебе подбирать дозировки гороховки, чтобы дар за неделю прокачать. Да поздно, подобрал уже. Осклабился Винт. А ну, цыц! Прикрикнул на припирающихся бойцов батя. Начинается. Винт, готовься. Так точно. Посерьезнел Винт и сжал взятый пару к калашу АДС. Прихватили его только по одной причине. В загашниках африканских ополченцев не нашлось зажигательной семерки к калашам. Зато повезло с 5 для АДС. 2 цинка зажигательных хранились именно в том тягаче, который уцелел после визита Брандашмыга. Применить АДС предполагалось лишь в самом начале, для последовательного поджога 3 огненных барьеров. Но магазин, понятное дело, забили до полного. Высунувшись в окно, Вин взял автомат на изготовку, а батя вновь прильнул к биноклю. И как только заметил, как туман стал отступать, отдал команду. Огонь! Грянул выстрел, и в 30 метрах позади мрапа вправо и влево побежали языки пламени, отрезая основную часть ломанувшихся на обновленный лоскут тварей. 2-я линия. Огонь! Снова заполыхало, уже ближе. 3-я огонь! Отсчитав про себя 2 секунды, произнес командир. Выстрел прозвучал еще до того, как он закончил. А еще через секунду туман над Африкой полностью рассеялся. Сразу! — рявкнул батя. Гони, Док, Винт, прикрывай! Мрап сорвался с места, сходу преодолел растресканное глинистое дно, пересохшей на этот раз реки. С ревом проломился сквозь жухлую прибрежную траву и вырвался на относительно ровную землю. Несмотря на то, что огненные барьеры в этот раз поджигались некоторым опережением, на обновленный лоскут прорвалось не менее 3 десятков развитых тварей и порядка 200 разной мелочи. В целом, немного даже по меркам Африки, не говоря уж о лоскутах с городской застройкой и высокой плотностью вкусного и питательного населения. Но для 3 бойцов на одном бронеавтомобиле, для тварей, являющимся всего лишь сделанной из фольги консервной банкой, недопустимо много. Но в бой с монстрами в этот раз вступать никто не собирался. Добравшись до крепости, Док сбросил скорость, а батя быстро оценил обстановку и ткнул пальцем в сторону ближайшей стычки, где 5 африканцев в компании 2 бойцов пытались с разных сторон атаковать пару моллюсков. Туда! Док снова усилил нажатие на газ. Дела у сражающихся шли даже и неплохо. Один моллюск успел уже лишиться руки и заметно хромал, но все равно был излишне быстр. На глазах у экипажа мрапа он сделал неожиданно быстрый рывок, махнул уцелевшей лапой и разом снес сразу 2 ополченцев. Бойцы, оценив обстановку, принялись отступать к крепости, а ополченцы, что-то заорав на своем языке, продолжили бой. Это они сделали зря. Моллюски, забыв об отступающих, сосредоточились на ополченцах. В течение пары секунд все было кончено. Вин, делай что хочешь, но чтоб до наших моллюски не добрались. Так точно, бать. Взять моллюсков под контроль Винт успел в последний момент, заставил их отступить, затем развернуться мордами в ту сторону, где виднелась стычка покрупнее, в которой, похоже, участвовал один из танков. Бойцы, услышав шум двигателя, обернулись, и глаза у них полезли на лоб, как, впрочем, и у экипажа мрапа, потому что одним из спасенных оказался псих. Мля! Тихо выдал Винт, едва не потеряв от неожиданности контроль над моллюсками. 2-м бойцом был снайпер с позывным «Сокол». Док остановил мрап рядом с бойцами и крикнул: Внутрь, живо! Однако бойцы, вместо того, чтобы послушаться, дружно наставили на Дока стволы. Что, на ваших глазах сдох? Криво усмехнулся тот, догадавшись о причинах такой реакции. Бойцы кивнули. Так это ничего. Отмахнулся Док. Я вот несколько дней назад видел, как тебя, псих, вместе с Ромео, огромная такая хреновина, сильно крупнее тех, которые сейчас тут лютуют, в мокрое пятно превратила. А у меня с полгода назад батя на руках умер. Высунулся и Винт. Но я что-то его на прицеле не держу. Бойцы не пошевелились, хотя на их лицах ясно была видна растерянность. Пришлось в дело вступить бате. «Док, меняемся», – решил он. «Займись спасенными. Винт, пулемет. И тварей не отпускай». Док, молча, не обращая внимания на то, что находится на прицеле, вылез из-за руля и перебрался на заднее сиденье. «Парни, ждать долго не будем. Хотите жить, запрыгивайте. Сейчас».
уже без улыбки предупредил он. Пока батя и Винт, также старательно не обращая внимания на направленные на них стволы АДСов, пересаживались, один из бойцов, Ворон, неожиданно сделал шаг вперед и опустил автомат. «Бать, что за чертовщина тут происходит? Хочешь знать, садись». Захлопывая дверь, хмуро бросил ему батя. «Пока мемлить будешь, остальные наши парни ласты в зубах тварей склеят. А меня уже задрало смотреть, как они раз за разом либо двухсотятся, либо урчать начинают». И демонстративно взялся за руль. Ворон, закусив губу, мгновение помедлил и шагнул к мрапу. Псих, поколебавшись чуть дольше, тоже решился. «Отличненько!» – потер ладони док. «Располагайтесь, парни, чувствуйте себя как дома, но не забывайте, что вы в бою. Сейчас будет кратенький ликбез, а потом я над вами немного пошаманю и раздам лекарства от урчания». «Все-таки шаман», – подначил его Винт. «Захлопнись!» – тут же посоветовал ему док. «И не отвлекай хирурга во время операции». Батя открыл было рот, чтобы гаркнуть на бойцов и навести порядок, но подумал и закрыл. Хай себе припираются, лишь бы не в ущерб делу. Сами знают свои зоны ответственности. Винт повел взятых под контроль моллюсков впереди мрапа, их лапами снося с пути разную мелочь вроде горилл и зомби. А батя наконец включил и свой дар. Дальше оставлять бронеавтомобиль, видимо, было слишком опасно. Немного повоевать им все-таки пришлось. На правом фланге против двух крупных тварей сражался один из танков в окружении 5 бойцов, один из которых, судя по камуфляжу и оружию, был американцем. Обеих тварей Винт тут же взял под контроль и для экономии сил отпустил моллюсков. Те, сорвавшись с поводка, ринулись к людям, но управляемые бойцом твари преградили им дорогу, и судьба моллюсков была решена. Батя подрулил к бойцам и снял невидимость. «Хотите жить? Лезьте к нам и в танк, и уходим». Реакция бойцов на появившийся словно бы из ниоткуда мрап была ожидаемо нервной. «Что, опять?» – возмущенно высунулся в окно Винт. «Бать, давай этих спасать не будем, а?» «Эй, псих, Ворон, высуньтесь в окошко». Вместо ответа обернулся к первым спасенным батя. Увидев своих, бойцы подуспокоились и начали загружаться в мрап. И тут экипаж танка, так и не открывший люк, и все время разговора контролировавший как управляемых винтом тварей, так и пространство вокруг, повел себя странно. Танк закрутил башней, задвигал вверх-вниз стволом, заскрежетал траками и принялся крутиться вокруг своей оси. «Командир!» Батя, сжав зубы, заставил себя отвернуться и ничего не ответил винту. Все, обратились, уже не помочь. Разве что пристрелить можно, но нет времени. Надо спасать тех, кого еще можно спасти. «Так, все, кто хочет жить, грузятся внутрь и выполняют все, что скажет док». Не обращая больше внимания на танк, рубанул командир. «Остальным удачи. Если повезет, съедете с катушек, как экипаж танка, и начнете жрать друг друга. Если нет, вас сожрут вот такие вот, как эти рогатые красавчики, причем уже сегодня». Эти бойцы, выслушав батю, долго думать не стали. По очереди залезли внутрь мрапа, разместились едва ли не на коленях друг у друга. Ворон быстро захлопнул дверь. «Бать, все!» Снаружи остался только растерянно опустивший ствол карабина американец. Глава 24. По батиным подсчетам, сегодня был ровно год с того дня, как он оказался в этом мире. Та его жизнь, которая закончилась с появлением кислого тумана, была не только полна опасностей, но и проста. Есть приказ, и его надо выполнить. Есть друг, и ему надо прикрыть спину. И есть враг, которого необходимо уничтожить. Врагов на пути бати встречалось много, но ни один из них впоследствии не посещал своего убийцу в кошмарах. Батя всегда был уверен в том, что делает правое дело, и не знал ни колебаний, ни мук совести, отправляя врагов на тот свет. Смерть всегда была частью жизни командира взвода. Привычной и, можно даже сказать, обыденной. «Wait! Wait! Сообразив, что его вот-вот оставят одного, заорал американец. Enough for me! I surrender, guys! Just take me out of this bullshit!» Подскочил к тронувшемуся бронеавтомобилю и вцепился в дверцу. «Take me in! I don't know what the hell is going on, but I tell you anything you want. Just take me in. I won't stab you in the back, I swear. Just please, take me with you. I don't wanna die!» Брать американца батя по старой памяти не хотел. Враг он и в Африке враг, и не взял бы, будь он тем самым батей, который вместе со своим взводом прибыл помочь борющимся за независимость африканцам. Но этот мир изменил и его. Вопреки доводам разума,
Батя почему-то был уверен, что американец, клянясь, что не ударит в спину, не врал. Он, по большому счету, был обычным наемником, убивающим противников за большие деньги и очень выгодный соцпакет. И действительно очень хотел жить. Любой ценой. А батя во что бы то ни стало, были нужны бойцы. К тому же до командира вдруг дошла одна простая истина. Ему все равно придется спасать всех подряд. Не только своих, но и чужих. Он считал, что по крохотному клочку земли, окружающему Африку, он изучил этот мир, а Брандашмык за какие-то полчаса, легко задвухсотивший 4 его бойцов с отличными боевыми дарами и танком, наглядно показал, ни черта батя пока не знает о месте, в котором оказался. Так что увеличивать личный состав новой адской сотни придется всеми, кем выйдет, в том числе врагами, или по крайней мере теми из них, кто способен трезво оценить свои шансы на выживание в одиночку и сделать правильный выбор. «Бать, ты чего?» – удивился Винт, когда командир снова нажал на тормоз. «Thank you», – зачастил американец и торопливо полез внутрь мрапа. «I surrender, here, take it». И протянул удивленно замершему ворону свой карабин. «Кадрами не разбрасываются», – жестко отрезал батя. «Разоружите в браслеты. Или что у нас там найдется вместо них? Док, пожертвуй ему жемчужину, потом допросим». «Ну, командир, ты даешь», – изумленно протянул врач. «Вот уж не ожидал». Но дальше спорить не стал. Полез в карман и протянул американцу жемчужину. Жестом показал, что с ней делать, и отвернулся. Пока загружались, урчащий двигателем мрап и суета вокруг него привлекли внимание еще 5 тварей. Винт отправил им навстречу тех 2, которых держал под контролем. Батя снова включил невидимость и поехал в сторону, где виднелись еще несколько тварей, явно встретивших неплохое сопротивление против своих плотоядных поползновений. Однако в этот раз он не успел. Основной бой проходил чуть дальше от крепости. Здравый смысл подсказывал, что лезть в самую его гущу нет никакого смысла, и спасти никого не спасут, и уже спасенных, а также самих себя обрекут. Пришлось, сцепив зубы, чтобы успокоить снова разбушевавшуюся совесть, снова спрятать мрап под невидимость и несколько раз объехать поле боя по кругу, в надежде, что кому-нибудь удастся вырваться самостоятельно. Надежда не оправдалась, и батя принял решение двигаться к крепости. «Док, что у тебя?» На всякий случай уточнил он, хотя и сам видел в зеркале заднего вида, что подобранные бойцы после приема белок ведут себя вполне адекватно. «Полет нормальный, командир. Откликнулся врач. Пока необратимых изменений не ощущаю. А вот перестроение энергетических потоков для появления даров очень даже. Так что, кажись, работает». У бати словно камень с шеи свалился. Он, занятый делами, даже и не замечал, насколько волновался из-за этого рискованного эксперимента с белками, как сильно надеялся на хороший исход и как боялся неудачи. Теперь же он вдруг понял, что под его началом уже не 2 человека, а 8, не считая американца, с которым пока ничего не решено. Впрочем, деваться бывшему врагу некуда. Он совершенно верно оценил ситуацию и принял правильное решение, сдавшись. К тому же, когда он в панике от того, что его вот-вот оставят с тварями 1 на 1, говорил, заорал, что он больше не враг бойцам сотни, он не врал. В этом батя был почему-то уверен на все 100. И, кстати, ощущение от него исходило точно такое же, как и от Дока, когда тот отчитался, что со спасенными бойцами все будет хорошо. От неожиданной догадки батя едва не выпустил из рук руль. «Вот так ядрен батон. Идти его, мля, налево да через колено. Надо будет на всякий случай напроситься на осмотр у Дока, когда они зачистят крепость». Но и без этого батя был уверен, что дело в белке, которая что-то там подправила в его энергетических каналах, а заодно подарила ему, наконец, еще один дар. Дар знать, когда окружающие его люди говорят правду, либо лгут. Дар для командира, полезный ничуть не менее, чем дар становиться невидимым. Убедившись, что больше никого из устроенного тварями побоища вытащить не удастся, направились к крепости. Все под той же невидимостью въехали в ворота и едва не в лоб столкнулись со стаей моллюсков и горилл, ведомой развитой тварью. Винт сработал на отлично. Твари, успев только повернуться к шуму двигателя невидимого бронеавтомобиля, тут же потеряли к нему всякий интерес и направились к выходу с территории крепости. «Винт, будь настороже. Раз один крупный прорвался, то могут быть и другие». На всякий случай напомнил батя и направил мрап вдоль внутренней стороны, огораживающего крепость чистокола. Им встретилось еще 3 крупных твари, но уже без стай. Всех их Винт тихо-мирно выпроводил вон. После этого, правда, надолго приложился к фляжке с пойлом, чтобы побыстрее восстановить силы.
Да и док отвлекся от наблюдения за новичками и сосредоточился на бойце. «Так, выгружаемся и закрываем ворота», – Посмотрев на это, скомандовал батя новичкам. «подпираем вон тем мусором. И идем защищать крепость от зомби. Работаем тихо, ножами. Стволы оставляем в машине, чтобы не было желания пальнуть. Громкие звуки привлекут тварей. Ворон, Псих, возьмите янки. Вы двое со мной. Остальным распределиться группами с винтом и доком. Будем по ходу матчасть объяснять. Все ясно?» Так точно. так точно!» Впечатлившись новостью о громких звуках, приглушенно отрапортовали бойцы и начали выгружаться. Зачистка заняла не больше получаса, но новенькие после нее выглядели, мягко говоря, обалдевшими. «Молодцы!» – преувеличенно бодро похвалил их батя. «Теперь новенькие расходятся по хижинам по двое». «Зачем, бать?» – хмуро поинтересовался Ворон. «Затем, что мне надо убедиться, что вы тоже не обратитесь». Не стал скрывать командир. Док же дал нам лекарство. Обеспокоенно встрял Псих. «Да», – кивнул батя. но это первый случай, когда мы его используем. На данный момент док считает, что оно сработало. Но я все-таки хочу перестраховаться. Немного подумав, командир все-таки посчитал нужным слегка пояснить. Я, в общем-то, тоже уверен, что все с вами будет хорошо. Времени прошло уже немало. Но в нашей ситуации без перепроверки никуда. Так что увидимся вечером, парни. Тогда и расскажу более обстоятельно, что за чертовщина тут происходит». О том, что все они попали в другой мир, батя пока предпочел не напоминать. «Ладно, командир, поняли. Не особо довольным голосом согласился Ворон. Но почему по двое? А если один из двух все-таки превратится в этих? Если обратиться, второй сумеет его прирезать. Тут бате пришлось добавить в голос немного командирской стали. По одному нам тут подходящих хижин не хватит. А по трое уже опасно тем, что обратиться могут двое, и тогда у третьего нет шансов». Да ладно, мужики, командир перестраховывается. Влез док. Я каждого уже раз по 20 проверил. Зомбаками уже не станете, так что расслабьтесь. Мне в свое время тоже пришлось так посидеть. Это обычная мера предосторожности, не кипишуйте. «Легко сказать», – пробурчал под нос Псих. «Довериться с трудом». Почувствовав некоторую неискренность, батя смерил бойца изучающим взглядом и не придумал ничего лучше, чем задать максимально простой и прямой вопрос. «Псих, я могу быть уверен, что ты не пойдешь против меня хотя бы до тех пор, пока я не объясню, что происходит?» У Психа пока еще не могло быть никакого дара. Слишком мало времени он провел в этом мире. Но, видимо, было в голосе бати нечто такое, что заставило ответить. Можешь, конечно. Слегка сбавил обороты Псих. Мне вот это вот все ни хрена не нравится. Я не особо верю командиру, которого полчаса назад сам лично прирезал. Но я, бать, не дурак. Посижу заперти, раз надо. Ножи-то нам оставишь?» Батя слегка расслабился. На этот раз Псих не соврал. «Оставлю. Следите друг за другом. Главный признак обращения – урчание, пустые глаза и агрессивное поведение. Без этого друг друга не резать». «Ладно, понял». Нехотя согласился Псих. «Сокол, пошли вдвоем. Может, картишки перекинемся от нечего делать. Вон в той хижине колоду видел». Тут батя строжить бойцов уже не стал. Наоборот, вполне намеренно дал слабину, позволив и всем остальным выбрать, с кем сидеть в заперти. «Бать, а зачем ты их так?» Шепотом поинтересовался Винт после того, как новичков развели по хижинам и заперли. «Док же уверен, что сработало». «Пусть сразу учатся настороженности», – спокойно пояснил командир. «и проникаются всей серьезностью ситуации. Не хочу потерять их так же, как потерял Психа, Ромео и Горелого». Винт задумчиво кивнул и больше ничего не спросил. Урчание пирующих за пределами крепости тварей слышалось на протяжении еще часов 3. Потом начало стихать. Сожрав все, что было можно, и закусив не самыми удачливыми зомби из числа свежих, твари принялись разбредаться. Винт, засев у ворот, проследил за тем, чтобы они уж точно не заинтересовались крепостью, из которой так вкусно пованивало свежими трупами, которые батя с доком стаскивали в большую, заваленную хламом хижину без окон. Убедившись, что твари окончательно ушли, батя решил отправиться за припрятанным на соседнем лоскуте маном. Док оставил в крепости наблюдать за новичками. Винта позвал с собой. Но в последний момент вдруг вылез из мрапа и отозвал взводного врача в сторону. «Док, скажи, ты можешь повлиять на то, какой у кого сформируется дар?» Врач, немного удивленный вопросом, задумался. «В крайней малой степени. Дар – это такая штука, которая, как бы объяснить понятнее. В общем, в большинстве случаев дар просыпается в моменты опасности. То бишь, этот ядрен мля-батон
словно бы оценивает ситуацию и формирует то самое умение, которое может спасти жизнь. У Горелого дар появился во время попытки модернизировать один из тягачей, напомнил батя. Это, можно сказать, частный случай. Ничуть не смутившись, кивнул док. Нам же нужно было модернизировать тягачи под реалии, а Горелый, он же механик-водитель, был. Имел некоторые знания в этой области, да и увлекался всякой технической ерундой. Тут, конечно, могли быть разновидности. Например, вместо сварки научился бы там принципы работы разных механизмов видеть или неисправности ощущать. Но в общем и целом одно на другое легло. Совместилось отсутствие прямой угрозы, практическая необходимость и личный интерес. «Интересы, значит?» – подумал батя, суетливо вспоминая личные дела бойцов, которые получил, приняв командование взводом. Пожевал губами и уже вслух выдал. «Ясно. Значит так, док. Как уедем, убедись еще раз, что никто из новичков не обратится, и выпускай их. Раздай обратно оружие, накорми, выдай пойло и начинай просвещать в неформальной обстановке. А сам приглядись, у кого что там формируется. Особенно меня интересуют псих и ворон. Первый на предмет, нет ли у него склонности получить тот же дар, что и у предшественника. А второй, насколько я помню, в сотню с гражданки пришел и вроде как орнитологом был». Понял, бать. Догадавшись, к чему клонит командир, кивнул док. Хочешь еще одного кинолога найти? «Именно. И раз тут влияют еще и интересы, то постарайся ворона как-нибудь качнуть в нужную сторону. Надо будет, режь прямо в лицо правду матку, рекламируй, расписывай преимущества. Птиц я ему не обещаю, еще ни одной тут не встречал, зато тварей будет завались. Все, действуй». Есть, командир. Довольно потер ладони док. Его и самого заинтересовало нетипичное задание. Батя вернулся за руль МРАПа, завел бронеавтомобиль и, включив невидимость, вывел его сквозь приоткрытые ворота крепости. Вернувшись, батя с винтом застали до нельзя умиротворяющую сцену. Прямо в центре крепости, на свободном от хижин пространстве, отдаленно напоминавшем небольшую площадь, расположившись полукругом, кто на собственных куртках, кто на найденных в хижинах замызганных одеялах, сидели расслабленно похлебывающие пойло бойцы. Все их внимание было приковано к стоящему в центре доку, перед которым на неизвестно где взятом чурбаке сидел псих. Глаза у бойца были закрыты, а док серьезным видом совершал над его головой пассы руками. Увидев командира, док опустил руки. Пойло по 3 больших глотка утром и вечером. При появлении головной боли можно сделать маленький глоток вне расписания. Но не злоупотребляй. Гороховка по 2 глотка в день. Все, перерыв. Бойцы приглушенно, но недовольно загалдели. А док, вытянувшись в стойку смирно, отрапортовал. Командир, по твоему приказу всех бойцов проверил на иммунитет и ввел в курс дела. Сверх приказа, ввиду наличия свободного времени, принял решение провести медицинский осмотр и дать персональные рекомендации по употреблению необходимых лекарств. Бойцы, сообразив, что док не просто так объявил перерыв, тоже подскакивали и вытянулись по струнке. Батя обвел взглядом всех 7 спасенных. Псих, Ворон, Сокол, Гвоздь, Кир, Морж и Янки, чьего имени батя пока не знал. На лицах уже нет той растерянности, которая была днем. Разве что Янки пока явно чувствует себя не в своей тарелке. Да и ладно, освоится. Другого варианта у него все равно нет. «Молодец!» – также официально поблагодарил батя. «Всем вольно. Ты, который американец. What is your name?» «Джон Далтон, sir. Name is enough», – прервал его батя. «I am батя», – и обернулся к винту. «Возьми новобранца под свою опеку на пару дней. Объясни популярно важность скоростного изучения русского и приставь к какому-нибудь посильному делу. Интернациональная команда у нас уже была. Думаю, в этот раз общий язык найдем». «Так точно», – откликнулся винт, хотя по выражению его лица было видно, что американцу он не доверяет. «Бойцы!» – перевел взгляд на новичков батя. «Док в общих чертах уже объяснил вам, куда вы попали и что тут происходит. Если у вас есть вопросы, вы можете обратиться с ними ко мне, винту, либо доку в любой момент. Но прямо сейчас приказываю отставить расслабон. Мы находимся на враждебной территории, густо населенной полчищами тварей вроде тех, которых вы уже видели. Поэтому каждую ночь мы будем выставлять дежурных, пока нас мало по 2. Когда разрастемся, увеличим количество. Сегодня ночью будем дежурить я и винт. Завтра настанет ваша очередь. А сейчас приказываю получить у винта питание и разойтись по хижинам. Подъем будет ранний. Всем все ясно?» Так точно, командир. Тихо откликнулись новички. «Свободны!» Дождавшись, пока они разойдутся,
Батя поднял глаза к темнеющему небу. Да уж, много у парней еще будет поводов для удивления. Но это потом. Сейчас надо наладить быт. Научить бойцов убивать тварей. Попытаться сделать из Ворона такого же кинолога, как Винт. А потом... На потом у бати были, если так можно выразиться, наполеоновские планы –